100%. Ну, вроде да. Тогда я выиграл Костянского. Так. ПГЦ Виник, ты здесь? В чате? Брат, я отойду на пару минут, ты главное. Давай. Но он же на ПГЦ они должны выиграть, а не тут. Ну, блин, все равно за них топит. Что с ФОМами? Они вообще какие-то... Это жесть. Так играть, это... Даже не знаю, что сказать. Они просто забоялись двух твистов, да, и в итоге всю катку въебали. Очень странные движения у них происходят. 17-й просто бегут, их убивают. Это жесть. Кто взял? ГП. Третью катку забрали. Но у Нави куча поинтов. Еще две катки, я так понимаю. Сейчас подойду. Я вам так скажу. Ну сколько проходочка? 60-65, как обычно. Это максимум. 60-65. А у Нави уже 40 Половина от этого. за три катки. То есть, если еще одну Нави выигрывает сегодня, все, можно расчилиться максимально. 70? Да какие 70? Если сколько было в финале? Ой, фу, в Венерах. В Венерах 66. А, 66. Ну ладно, да, 60. Да, 65-70 максимум. Но там 66 Генги, а седьмое 65, место да. 73 уже. А, ну. Короче, 65-70, я думаю, да. И у Нави уже все классно. Это радует. Да и у твистов тоже. Нижняя сетка, 12 каток что-то. 8 команд проходит. У Нави 42 поинта. У СРМов 31, у твистов 29. У перфекта 10 киллов. У фреймов 5. Фоэма 5. Да Фоэма это домой, короче, походу. И LG тоже. LG вообще... Вот две команды, прям, которые вообще... Прям ужас. Это Daytrade и Luminosity. Фоэма еще в групповой стадии что-то там боролись. И ТЕшки что-то Стеелу спят. ТЕшки в самом начале дохнут постоянно. Фоэма однокаткой пойдут в себя? Может быть. Но это надо сегодня делать. Завтра уже будет поздно. Они что-то вообще какие-то зажатые, не бегают, ничего не делают. Хотя там команда, которая очень сильно стреляет. И они не стреляются вообще. Вот есть команда 17-й, которые они ходят, стреляются, пытаются. Есть команды Церберусы, которые жестко стреляются. Они ходят, стреляются. Фоэмы жестко стреляют, но не ходят. Ну не ходят. Ждут, блядь, когда за них все сделают. На очке, да? Ну да, у них такой шанс был. Твисты дрались с форестами, куча разноков. Ты просто заезжаешь впереди них, просто все добиваешь и все, играешь с этой стороны. А в итоге 17-е туда подъехали, пошли убили этих, тех, твистов покоцали. Не, ну ставка у нас интересная была, блин. Ты взял ГПшек, я взял Нави, и Костянский взял 17-х. 21, 16, 30, 13. Воска. Так, и что у нас Нави получается на первом месте 42 ПТСа? Отлично. У них уже отрыв, да, с второго места 11 поинтов. Тут надо... 70 поинтов Нави забирают и все. Темчики на третьем 29. Тоже неплохо. У Фоэма двое игроков из Нью-Хэппи, да. Тайлу пока, да? Все плохо, 12 поинтов. Ну, типа на 9 месте неплохо вроде бы, но по поинтам, конечно, на Тайлу не похоже. Expandables тоже, блин, на 11. Две команды, которые разрывали групповую стадию на 9-11 месте. После 3 игр, правда. Если они там же закончат, это будет печально. Сколько команд в финал выходит, интересно, с нижней сетки? Что там у нас? Еще перерыв? Еще карта не начинается? Ну, сейчас должны начать уже. Да, Костянский, да. У тебя 13 поинтов было, у моих 16. 4-1 у нас с тобой. Лузер сетки 12 каток.
Лузер сетки 12 каток? И в моей телеге поставить все расписание и не спрашивать ничего. Я 17 взял. Да, у молодого телега там все расписание турниров всегда. Анонсы, если кто забывает, и расписание, и результаты после каток. Все, поехали, Костянский. Там. Чабо, салам. Эрангель, классика. Да, я отошел на минуту. Давай, 3 игры. Ай, блядь, ебать хрустнула шея. Ну, что-то, походу, техпауза. Техническая пауза? Ну, слева что-то скопление людей каких-то. Кстати, как я понял, у них КС тоже где-то рядом, да, проходит в какой-то другой арене? Я не знаю. Чат кто-то шарит? Прям, наверное, соседнее здание? Раз игроки все тоже в одном отеле с кейсерами и пабгерами. Всем салам алейкум из Кыргызстана, ва алейкум салам. Там дотеры рядом к кенту готовятся? Также 2 дня нижняя сетка, да, 12 игр. 2 дня. Запись стрима на канале будет, да. Но она у меня не опубликовалась на данный момент, но после стрима она опубликуется. Жан Кин зачем туда полетел? У них же квартира 36, и они снимают контент, снимают там всякие эти влоги, снимают всякие разные эти моменты с киберспортсменами, так что, ну, типа, кому интересно, подписывайтесь на их канал, квартира 36. С пабгерами, я надеюсь, он что-нибудь тоже зацепит там. Какого числа будет розыгрыш от Айраку? В конце месяца. Конец месяца и будет розыгрыш. Так что, чат, у кого есть баллы канала, покупайте билеты на розыгрыш от Айраку. Сейчас участвует у нас там сколько, сейчас я вам скажу. 47 человек всего лишь участвует. Так что, у кого есть баллы канала, покупайте, оставляйте обратную связь. В случае выигрыша, чтобы можно было с вами связаться. Что там у них случилось? Не знаю. 50к жестко? Да. Тут как бы есть и миллионники, бля, у кого по 3, по 4 миллиона. Для них 50к это вообще херня. С твоими ставками заработаешь. Ну, ты же сам же ставишь, а я же не заставляю выбирать. А чё тебе Джилтейн там рассказывает, мне интересно. Yo, Vinny FPS, thank you for the prime sub, my Что с man ним там Vinny. приготовил? Yum. No. Yes. There's no phone. It's a practice. Aren't we going out to eat anyway? You want ice cream? Oh, the coffee. Короче, тут ничего не You got такого. Напиши просто в ютубе, брат. Квартира 36, они выйдут. Они выйдут. Можно новенькому объяснить, что происходит? Это турнир по PUBG на 2 миллиона долларов. Проходит в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Играют наши Нави, ТМ, КМ. Болеем за наших. Да, это была третья карта. Короче, у кого баллов нету, так что копите, в следующий месяц тоже будет розыгрыш. Где кинушка? Улетел в Эр-Рияд. Не, нормально, нормально, кидай он. Квартира 36, пацаны снимают влоги, подписывайтесь на пацанов. Кто выиграл это? ГПшки. Верни мои 9к баллов, молодой. Не, ну молодой только что жестко пикнул, блядь, этих ГПшек. Сильная ставка была от него. Чингисхану, алейкум салам.
В основном на молодого ставишь ставку и баллы изи поднимаешь. Вот это правильно, правильно. И поставил на первый ряд. Кстати, ебать ты, блядь. Нормально так. Какой кайф вы словили, да? Не забывайте. Кину пропуск оформили, походу нет. Поем обоссанные. Домой. Жаль, там как. Коврик у него, да, красивый этот? Что там, рыба нарисована или что это? А Валлиstiх убрали эти карточки с потом. Перед игрой забирают. Молодой слабый же на ставках. Ни одного казаха нет. Сарема взял? Да, я взял. Но это рисковая ставка. Но при этом поставила 311 человек поставил на 17-х и 282 человек поставил на СРМ, прикинь? 2,3 Ладно, миллиона. all in на СМ. Давай, сколько у тебя баллов? 30 тысяч. 30 тысяч? Ну тебе билет купили на розыгрыш, ты же знаешь, да? Я забываю ставить просто, на самом деле. Я зато их один раз поставил. Я вообще у тебя все баллы слил. 19 Sweden. А вот. Кого позвать, не понял. Блин, меня реально задолбало это слово алло. Алло, реально. Playing with Kickstarter, of course, Punich and Shinboy. It's funny to think about like what he's been able to achieve. And again, he's an in-game leader. And he was like, I didn't feel like I was performing well enough, both on a mechanical and like contributing in terms of kills, but also on my in-game leading. So now he had to really feel like he had to step up to that case. And I'm happy to hear his mentality going into this. And I feel like if they're able to step up to this, and if they're able to come into to a winner's bracket, and they're like that morale boost from a loser's bracket, that could actually lead them into a top 10 at least going to the grand finals. It definitely could. We just saw previously as well on screen. It was Tyloo, a team that I think, looking at how they're playing things out, obviously they started off this tournament fantastically. Fantastically, говорит. Qualified for that grand final. And now kind of on the cusp once again. They had a bit of a messy game here when it came to Tego, but I'm sure that they're going to bounce back. They're a great roster. Yeah, and also like it was, as you said, extremely close for them, and shit popped off in the group stage. Thank you very much, Avenger. Thank you for biding our time as we've got ourselves Aaron Gill all the way to grassy pastures here at PGS2. Always great to get the insights from our knowledge analysts. Thank you so much, James. Thank you so much, Martin. As we head on over to Erangel. 3 more to go today before we're halfway through this loser's bracket, and I'm worried for some of these teams. I mean, we just had a deep dive into 4AM here, Godspeed. It's not looking good for them. Oh, it's not, especially as the desk was saying, you know, a team with such a pedigree, right? Half of that team being world champions as well. They just have not been able to put it together. Now, at the very least, this playing path is going to be very even, so a lot of the teams will stretch and go wherever they want to, but yeah, looking at a team like 4AM, I think all of us were even talking about it before the event started. We're like, oh, 4AM is going to be like one of the strongest teams here. And one of the things, you're always thinking, well, I mean, they're new. I mean, as James said, honeymoon period and all that. They fragged out in the Chinese qualifier. The thing is, there's a big difference in getting together and getting things going online to now you having to, again, I mean, as we talked about in the previous game, live together with new people. It's 2 people that haven't been on teams before, joined by 2 people that also haven't been on that team before. So it's, there's a lot that goes into it, and while I've been trying to, you know, just pull some information out of the 4AM boys, they're very quiet when it comes to pre-game talks. They want to keep it all to themselves. They want to talk about it in game and not share too much. But I mean, even if they did, it doesn't seem like it's really making a difference, right? No, For whatever information they're not sharing, they are just still struggling to make something happen. Even in the group stages, I mean, they were much quieter than we thought they would be. And I think one of the big things, at least to me, in the way that we've seen them play so far, as the circle does pop up just north of Rostock, is that their team, even with the old roster, a team that
that decided the flow of lobbies. Every team that was around them would play 4 AM PUBG, because if you didn't adapt to what 4 AM was doing, they would slaughter you, essentially. And now with Xiaopian, the former in-game leader, and HSFM, Xiaopian, the former in-game leader from New Happy joining. New Happy, I mean, the finish to what was New Happy before, it was also a bit on a downhill. I mean, they were, again, in similar fashion to 4AM, having been for a while. New Happy was the team out of China for a while, and then when they weren't, then they left, then they broke up, then they joined 4AM, and maybe it's down to decision making in terms of Xiaopian and how he dictates the flow of the game, because they're all incredible players. They're good fraggers, the majority of them, as well. As you take a look at our top 5 killers here with Perfectix in the top, they're really, really, really good players. They just don't position themselves in a way where they can take advantage of their skill sets. I feel like they're playing passive, they're wrapping on the edges. When they do fight, it becomes these cluster, full-on pull-up fights that, I mean, in all fairness, at this level of play, anyone can win against anyone. If you want to go out and win a game and caters to your skill sets, play out in the open, wrap around, take like smart, controlled fights. I like what we saw from the previous game, how they tried to back off from fights that didn't like, but just over the course of the whole tournament, I've seen them seemingly find themselves forced into fights where I'm like, why are you even attempting this? There's no point in it. Just back off, take a smarter fight 20 seconds from now, and go for it then. But that could just be them, again, still new team together, trying to figure things out at LAN. But then even just talking about that last game, which we did speak about how we did like the way they were approaching that, they still showed the hesitation. I think hesitation is actually what is exactly the correct word to use. Is they've been a little passive, which is exactly the opposite as what we've seen from both of those kind of duos now making the team of 4AM in previous rosters. They were, as you said, much more in control and much more in the pace of dictating the circles, and that's not been the case here. Even in the last game in Tego against the fight with 17, I mean, we were begging them to basically go and take that fight, and they kind of let the fight come to them, which didn't work out in their favor at all. No, not at all. And while I don't mean to interrupt you, I just cannot help but be a little baffled by the fact that, once again, Ppocecsop is set in a compound, allowing opponents to just come up, take what they want, and leave with literally no risk involved. This is the 3rd time in 4 matches they're just sitting back saying, oh, you want to loot? Oh, you want me to run out and drop it for you? Oh, I'm sorry, just please get away from here. Please I respect the defensive playstyle, but guys, come on, peek him! I mean, those are, think about it this way, those are all early game points, right? Especially when the majority of the team of Ppocecsop is around those members. That's 3 points they potentially have missed out on already. And we saw the winners bracket 3, 2, 3, even 1 point could be the difference between qualifying and not. So, yeah, Ppocecsop is just very content with like, okay, you can have it. There's a passive play style, and then there's a I mean, don't allow them to stand on you. Like, at least go out and punch back to some extent. But now let's see. I mean, we would allow for 2 players to do what they wanted. Let's see if they'll allow for 3 as well as E-Arena. Nah, they're not going down that compound. I thought maybe they wanted to at least send 1 down to kind of claim some space, but I think they're going full committed up towards the mountain to scout further forward, because as we saw before, there's a good chance this one swings up towards the north, so no reason for E-Arena to set up ship outside the circle. Yeah, you briefly mentioned the circle at the top of the game, but yeah, this one becomes very difficult, especially with all that Yas Lake and River that does split. Так, если тут чайку сделал с печеньками, сейчас мутну микро. Чайку попью и размну. Teams are already set up in that area, so look for a lot of these teams to kind of get a foothold. As you said, most of them are going to position themselves towards the north so they can make sure that they are in the position once the circle shifts to not have to cross late. And as we're seeing on the map, it's a pretty even split between the teams on the north and the southern side, which makes sense because the river pretty much cuts right down the middle. But oftentimes you do see more teams set up on the down on the southern side, because it is easier to rotate out of the south into the north. Whereas when you come north to south, you're running, through ASRosk, you're running through Yas, you're running through all some of these really difficult kind of choke points that you just don't want to have to maneuver your way through. North is easier, as we see Tyloo. A few shots fired, not really too much connecting. Forest just saying, we're here. Fear us. We're only 2, so please fear us, because if not, then we're gonna be in trouble. We really hope you fear us. We really hope you fear us, because we are only 2, at least for the next 20 seconds. But even when we look at rotations, Toby, and we look at what's happening on the west side, right? Even if you do go for like a wide rest wrap, you probably are gonna have a team like Giggabyte or even E-Arena coming around Cube, and that becomes a very problematic area to rotate from as well, especially when you have teams kind of spread out across that coast. So
again, a lot of these teams opting to come in early, opting to hedge their bet on the north side, as majority of it is going to be, the circle at least, going to be on that north side, but the east is actually completely clean, so that is actually very, it's very easy to rotate on that wide wrap from the east as well. We'll see if any of the teams, specifically I'm looking at Sarvin, will take that option. One thing's for sure, and it's pretty much, I can see a circle where quite a big majority of teams won't have to just really rotate far, because even if it centers up, we're forcing teams to fully commit to one side or the other of the water, right? It's looking to be pretty much regardless of where this next circle shifts, we're going to see at least 3-4 teams that are going to be in trouble right from the get-go. Norrens, does he want him to flip the car? Nah, we don't need more cars. I'll just peek out of the window. Boop, Yeah, there you go. And as day trade, I mean, every game here has just been, I mean, there's no better way to say it. It's been a struggle. It's been a struggle for day trade. They've really not been able to get anything going. Again, a team that's so effectively in the past, and especially international events, has been able to frag out hard, or at the very least cause issues for other teams, are just pretty much just point sponges at this point, which I hate to see, because they have such a good roster and they've been successful in international events in the past. So whatever is happening to that team here is just, it's been difficult. It's not been working out. I mean, we kind of coined them 2 days ago as the team out of APAC that put that region on the map, right? And they were, and I feel like there's still a lot of, since it's not too many roster changes through, there's still a lot of that same power on the team that could go out and play in similar fashion to what we saw then. Only issue is, and we see it time and time again, when a team starts improving, other teams will actively go out and try to counterplay. And I feel like a lot of the fights we've seen day trade go for, where they split out, where they try and, you know, really catch people from multiple angles. Teams, as soon as they know they're up against day trade, they expect that. They don't just look straight ahead. They start looking behind the trees on the side, where normally you could tend to sort of tunnel vision ahead of you. The teams that got punished by day trade in the past by some of these weird flanks and around that they like to set up, now those flanks are being caught mid-rotation, and that's why you're seeing more and more day trade players, even though it's a position they've won from a trillion times in the past, getting caught while running in the open. You go, wait, Norrens, you're a phenomenal player. Why would you caught like that? It's simply just because people have learned to play against day trade, but day trade haven't really invented something new to counterplay essentially the other team's counterplay. Yeah, they're kind of stuck in their old ways, and as you said, I mean, you nailed the nail on the head, and it's the fact that their splits. Yeah. Their splits are getting just lambasted. Every time a team knocks a member of day trade, or they eat a knock, they're like, okay, they're split somewhere. We might as well just push this compound, get rid of them. Sometimes it's not even a split. Sometimes it's just one member, as you said, Norrens sometimes by himself, or even Puchios will just be off somewhere getting an off angle. As soon as they realize that, they push that, they get rid of it, and then day trade becomes one less member every single circle. But at the same time, I feel like day trade is also one of those teams that are just one good game away from kind of unlocking or getting through the hurdles. We know APAC to be one of the most momentum-driven teams. Let's see a replay of, is that a headshot we're about to see? Ooh. Body shot, body shot, body shot. And headshot. Oh my god. A fadeaway headshot at Matulans as he fell down from that. I didn't even catch that when we were talking about the other teams. Now though, circle pops as we hard shift south. Now this one, my friends, is going to be a spicy one, as half the circle has to go south. But I give you one question, dear Godspeed. Where are they gonna go? We talked about it before. These rotations would be so difficult, as David will find Global Army here, as all the teams have now made their shift. And so for every team that actually decided to hedge their bets on the south will be vastly rewarded. As look at all these rotations coming in. 17 has to contend with Na'Vi on the south side of Rozhok. They gotta group up fast, because they're not gonna be the only two teams that are gonna be in Rozhok. Alia wraps up over, headshot connected onto Xiaowu as he takes him down again. Alia, such a power player here through the last couple of days of play for Na'Vi. Whenever Uber and Example haven't been able to get anything going, Alia has been the one saying, come on boys, we got this, we can do this. Really stepping up, rising to the occasion and fragging out. And you said it, his ability to step up and really kind of help the team where they needed it the most. I mean, the fragging powder alone from just, you know, Example, Uber obviously so strong, but he has just been such an unstoppable force here and really kind of dragging Na'Vi to their feet. I mean, sometimes the people that wait the longest get the best result, and honestly, I feel like for Alia, this is where I saw him play as I hold that thought. I don't want to go down and tantrum on him, because finding one, maybe more to go with Sabim trying to run on over CC. Does his name ring next in the kill feed? No, the tree granting just
just enough cover for him to get away to safety. Oh, that was close. But anyway, you were saying. Anyway, I was saying earlier, if we go way back when, just for a brief moment, as we probably won't have time to talk about it, he's a player that when he played for Swarm back in 19, yes, it's that far back, he was the player that anchored pretty well, that held the team together. Sure. Whenever things went wrong, he would be the one to corral the troops. And he, ever since joining Na'Vi, didn't really have or need to have much of that sort of role, as we're seeing again, Giggabyte finding Sabin players running around in the open. It's just phenomenal to see that now you have a roster where it's not been needed. It's not been needed for Alia to step up and become that player because Upa has delivered, because Example has delivered. Even Melman for a brief moment was the fragger of the team. And now Alia is like, you know what? He hasn't been waiting for this, but he's been prepared for this moment for a long time. And here he is, fragging the hell out. I love to see it. That's a very good point. Вы видели, как Нави ворвались? To their feet. О, мама, I'm also родная. very glad we saw that on the west side because I was just talking about how difficult rotation will be, especially when you go to Q with the circle shifts up. And sure enough, we see Game PT just take control of that area, and now they have so much to work with on the west side. Well, I would say most teams, actually all teams, have somehow managed to stay alive through this. We haven't eliminated a single one yet. 60 players still alive. More than I would have anticipated, but of course with both АSRоск and Apartments still in play, there is still compounds and spots to play for. This next circle shift though should be fully committed over towards school. It's gonna see all those teams in the north, still the teams on the west have to really rotate. But you know what we could do to make things even worse? Maybe shift north again. Maybe a hard shift north. I was gonna say, even these southern hills here, just to the north of Potato Hill, I mean, this is not comfortable positions that you see some of these teams in. Obviously, LG is gonna be up on our shelf. You have Petrichor here just to their east, and it's gonna be okay. This is so open, and I hate apartment. I cannot tell you, Toby, as a player, how much I hated apartment endings. But you're gonna love them more with blue zone nades. Oh god, I didn't even think about blue zone grenades. Now, how many teams can we fit into Apartments, and how many blue zone nades are we gonna see locked for him? The first ones to go actually leaving Garden Compound. It's still far enough south of the water that it could have been in play next circle, but for him again, they want to play control, they want to play this one smart. They know that there's a good chance of this one going further south. Nice suppressive fire there for Crazy. Getting perfect X-Knock should allow for the rest on to shout. That was huge, and this building actually is probably one of the better ones to play, especially because you don't have to deal with a lot of the apartments there. But look at how much space has been left, as you're pointing out, Toby, with 4AM leaving that Garden Compound. There's so much room on the northeast. I mean, Forest are going to be coming in very scared of all the teams they're going to be running into. Soon they'll realize that there's absolutely no one up there. J Compound is free, Garden is free, Volcano, they can stop and scout from all they want because everyone is full speed sent it into the either school or into Apartments, and the rest of them aren't there yet, but will probably commit to the same because there's no good reason to imagine that the east is free at this point. No, because of the circle and because of that hard shift as well. And I mean, as you said, even though there's water, Garden, that APAC compound should still very much be in, at least on the very edge. And so everyone has opted to try to get into the Apartments, as we now see D plus Key as well rotating alongside it. In tandem of arena sprays coming out as 17 gets wiped by Mel and Uba on the right side of your screen. Finally able to clear Ну что здесь? Нави 4 килла уже имеют. Нави выходит с первого места, я думаю. So far, so maybe a full-on flush and day trade could be the start for them. Two teams that actually, oh, that was such a disgusting angle there. Just through the wood pieces on the backside as day trade now just down to Norins again, just a game after game. They have found struggles, and Spaceman will find a DD team will cleanly wipe day trade. I mean, welcome to the highlights, DD team. We've been waiting for you the entire tournament again. I mean, if they can corral around this, there was no kills on the side of Mamu this entire fight. They instantly pop up, take their focus to Expendable, to rightly so, slowly start creeping up this hillside. But it seems like DD team are starting to realize, boys, if we don't step it up soon, we are out of this tournament. 4 kills already in this one, looking to get even more. So DD team, as you said, in a decent position for the time being. The circle should shift south, and that will give them even more room to play with, as the Expendables know that they really don't have to do anything. They don't have to take this push uphill. They have that barn compound. Ой, брат, а куда ж ты смотришь, родной? To school,
Ой-ой-ой-ой-ой, вообще в другую сторону. Тебе же слышно, что они заходят. Ошалеть. Не понял. Into arena or into arena into apartments or all towards school because again, little do they know, garden is free, but no one's even looking that way. Yeah, everyone is just rotating past. I'm curious if one of those teams is going to realize О, the fact that it is господи, вот free. это тут заехали, ребята. Весы тоже лутают ПТСики. Гляньте, что вот так надо общаги рашить. Скорее не общаги, а двушки вот так надо рашить. Вот тут у Нави какие-то проблемы. Хорошая хае. From the other side heard the commotion, they saw the knocks in the kill feed too, and they wanted to take action here. Smart decision making on their part. If they can clear up Rosak, then they can focus on pushing out themselves. They didn't have a good spot before, but now, with Navi almost done for, they should be just fine. Exam below, still a hurdle, still a threat for the remaining Tyloo players to deal with. The thing that still impresses me though, the Expendables making all the right decisions. Патроны, патроны, да? He had him! 18 HP, he had him, but he clicked, he ran out of ammo. You can see his reaction too. Expendables has to commit to this one. There's 2 knock players down below. Issue is, do you dare? Could you even get down there in time? It's not worth. Но если бы не патроны, он бы за двоих похоронил. Dangerous to fully commit because as soon as you push down that hill, there's any other team could push up over and be the ones to keep you the same way they're currently looking down towards Tyloo. I saw Example with 10 bullets in the mag then. I was like, oh no, Example, please don't. Unluckily for him, had he had 11, that would probably been a double kill. Very intelligent off angle here from Shen though, but basically watching for that push down, especially with multiple members knocked. So he did buy Tyloo all the time that they needed to recover all 4 members here. As again, the Expendables is choosing the right windows and really capitalizing with their timing, just doing a beautiful job. Even though the last couple games they have struggled as they also lost members early, they still are imposing their will on these circles, and it's wonderful to see as they're not letting those bad games affect them. Sure is, circle. Блин, ну 12 каток это овер много. I feel like this game is just saying, guys, go to school. This is such a gross В среднем 30 минут катка. Twisted Minds has full control of school, but they have full control with only 3 players. They actually sit in arguably the best position you could possibly have. Full circle Вот это они сейчас заедут. control, and they have a player inside an entire apartment for himself as well. But here comes Expendables up close to what has just been this DDT push. 1 nade over. Хае сейчас хорошая залетит. Actually set up so beautifully for this. The Expendables again were aware, and they backed up to the south while still leaving Delwyn on the north. Is so proactive. I love it from this team. Pretty smart decision making issues. У них перекрестие, их вон спину закрывают, просто поливают. Арена на подсосе. They're just getting peppered as well, as you said, from E-Arena, and they're backing up now as they realize the majority of the work is being done by E-Arena. There's no reason for them to commit. Tyloo сейчас тоже пососутся, я думаю. And he is going to be taken out cleanly by the Expendables. And all this is only happening because Delwyn single-handedly contains Tyloo. Had he not been up there, up on the top of Rosak Hill, the entire team would be in so much trouble. But with the P90 in hand, he's been able to suppress the entirety of Tyloo. Если бы Tyloo сейчас вверх забрали бы. Players up here that have 755 down behind, they're outside the next circle, but have not really been in a hurry. Они будут этих типов подзакрыли бы. Они тут потихоньку крадутся. And again, this is not the Tyloo we saw in groups. I mean, Shin, Xiaoyang, they're out there dominating the server, and now it's as if they're again playing it a bit more safe. To use Patoon's words, people know there's a lot to risk if you don't push up a. В будке суета у пацанов. And then just getting dominated by Lou, and Long's actually the one to be in the middle
Шалеть. Steal all of these kills. Yeah, trying to claim as much as he can. As Bam. he just took himself out. Yeah, I'm not gonna make it anyway. I don't know if he tried to lob it over the wall, maybe to bounce back, but that did not work out for him whatsoever. Delvin in the meantime tries to get down, not gonna work out. Expendables out, and Tyloo now again well aware that they are in all kinds of control towards the north. Instantly after though, E-Arena pushes in from the south side, so Twisted Minds has to react quickly. They've been defending so well for multiple Хорошая days. хая. Very close, not enough damage, but it does do enough to kind of stave off this push. As KM99 will be the only one to make it in the wall. Капец, что за замесы жесткие. Like a spider red just coming from above. He landed on his face and took him out instantly. He had 9 kills in the previous game. He has 5 kills here. Perfectix is on Покажите зону, куда сойдет. That man just came over like yeah, just full on. Там It's общаги your уже заняли. Twisted Minds. I feel like we're fair enough. They can they sweep off like that. They get the circle too. Why not? Why not? I will say though, for the Expendables, Ну вот весы не должны пускать Тайлу. Вообще никак. Крашить только на машине прям в них. Только так. Apartments, so Yep, it's gonna be wild, no doubt. And think what Twisted Minds is that IGL is set over there too. I'm not sure if Petulins currently has a plan of how do I get back to my teammates, because he's well aware there's opponents everywhere. And Friendly Fire now, they wants to push Petrichor. This is what I'm getting anxiety just thinking about pushing all these apartments, clearing it floor by floor, not even having to deal with the fact that Blue Zone grenades Все тут уже все. I was playing, and so yeah, this С is дробиками уже все в ожидании. Every single building needs to be cleared, otherwise you are bound to have snakes backstab you, and it's just the worst feeling, especially fighting in this area. Petrichor is down to 2, so good that Shuri is able to at least buy his teammates some sort of time upstairs. Mills sat there trying to fend off against anything coming his way. Pixel should be able to get rest. Да, что Тайлу и будут делать, они просто крашат часов. Here comes Tyloo full speed forward. Long's first one to fall. The rest of the team make landfall though. They will at the very least, as you said, make it to the north side of this kind of fence, this wall. But Forrest also with a nice angle, which is going to push him on the west side, which Twisted is very ready to defend. Yeah, definitely are. Tyloo, I feel like they have to somehow try and push, if not to get inside the school proper, then make space for themselves. They need to force Forrest to look the other way, and if they just stay pro like this, I'm worried that one nade from a teammate that pushes out could be the downfall of them, because no one can contain, like no one can deny Twisted Minds on the east side of this building right now. Especially with the way, I mean, just Perfectix alone is just an absolute animal right now. Yeah. 6 kills in this game, almost had 9. And one of the previous, I mean, he is absolutely on fire. And another player on fire from Friendly Fire has been Pixel1k. Yeah, definitely so. Only 1 kill this one, but has impressed us time and time again. As now Friendly Fire try to wrap back around the northern side of this one. Are they going to take a car? Are they going to play it on foot? I feel like they have to play foot here. Issue is, as the team moves further forward, they have 4 aim set right in front of them. Pixel is now starting to realize that this might not have been the best direction to run. Open it up from Sharp all of a sudden now. Could open the door at least for... Ошалеть. Just got shredded. Заруба сильнейшая. They tried to wrap down on the southern side. The knock came through from Chewy early enough for them to reconsider. Then when they tried to wrap back down south, north, I mean, it wasn't meant to be there. Сильнейшая заруба идет. And they were the only team that had to make a play. That nade from Blue is now going to create quite a bit of pressure. The Blue Zone grenade as well. And Tyloo has not been able to move as Blue is going to track this quite accurately through. What is that? The nade throws! Unlucky. And this is what I was just talking about. If they don't somehow manage to spread at least just a little bit of fear. Я размутился вообще, If they just sit out there on the backside of the wall, there's nothing they can do to deny Twisted Minds a push to get within nade range, and therefore they fall. True now, solo player for his team is sat here looking at Petulins trying to fend off against the entirety of Luminosity. Блин, этот Perfectix вообще нормально вваливает. Гляньте, у него зона. Practically nothing. You gotta move faster than that, Chewy is... He's still very much in that blue. Yeah, what is his plan? LG desperately trying to fight against just a one-man army here of Petulin. As he's just gonna... Okay, he's just gonna deny the point, I guess. Not guaranteed. Здорово, умирает. Why not? Yeah, that's something. In the meantime, now Petulins against the remaining 3 players
of luminosity. It's gonna try and IGL while also fending off against a pretty formidable force of players downstairs. He's outside the next circle. He's gonna have to make a play eventually. But how, oh how, my friend, are you planning on getting out of this building alive? Maybe, I don't think he does, as long as he can get rid of LG and get some points here. And Can't go up there, they can't go up at all. But Toolins is set up above, they're trying to smoke a path forward. Maybe there's a play for him to make Twisted by look at the angle that they have, they can defend him down below. Shots ring on through as Flood and Veil fall right after one another. Что, как Пpoцecсоп разменивает гол? What he was able to do was just so devastating to the side of LG, and now realistically it's 4am that needs to make the move up towards Forest, as Forest has been sitting at that check, fortified for quite a while, as Stakers will fall to the blue. So many smokes deployed, so hard to really see where you are, where you're going. And now, as you were saying, 4am, they want to take the fight to Forest first. They know that Twisted Minds is in a position from where they'll easily take them out if they run straight up the hill. So they have to somehow take out Forest without any casualties. Then reset, then take the fight to Twisted Minds, but they won't let him have it. Пpoцecсоп вообще какой-то бешеный тип. Он очень много импакта вносит. And somehow still alive in this one as Ppocecsop claims kill number 8. He's at over 1100 damage in this game. There's no stopping him once he gets going. And this one could just be written home else a win for Twisted Minds. But it ain't over just yet. Капец, суета. Часы заберут, наверное, да? Kills, 1300 damage, make that almost 1400. We're looking at a record-breaking performance at a global stage here. Twisted Minds, we had ourselves doubting whether anything happened after their group stage performance. Просто не пропустить их и все. Перфектик 9 киллов дает. And what's smarter than letting your top fragger go out and do what he does here? Disgusting amount of damage. Not even just him, Lou also getting some kills, Spyro as well. The fact that they again have been able to defend School. Стрелять надо. What are you gonna do in this situation? Absolutely insane performance. Now I know they haven't had to fight too much up close, but they have. Ppocecsop was the one tasked with defending the School down towards the southwest side. Every time a team full on pulled up on them, it was him standing up against them. E-Arena came in, he jumped into their face and took them out 1v3, but now here we are between the final two teams. Forest, do you have it in you to take out Twisted Minds when they're this warm? Чай, 1 хп ушел, все. Ой, а что Лу делает? А что Лу делает? Кто кого услышит? Кто кого услышит? Сейчас он их в линию и должен похоронить. Лу, выходи, брат! А, тут машина, сука. Finally, Mets are being deployed, but Lou ain't peeking just yet. He's gonna wanna, I think, really, I think he wants his teammates to try and distract so that they can then swing around the corner. And again, the setup here from Twisted is just so devastating for the team of Forest. He's waiting for the circle to close in. They have no clue he's there. No, they don't. Once the circle closes in, they're going, why would there be anyone backstabbing us? Lou is gonna get a double in just a second. Simon's gonna be Ему может здесь заруинить тачка. Absolutely no idea what's about to happen. So now he's gonna get a free angle, and he's gonna find one. Potentially, Scappy is down to 1 HP on his belly as the vehicle explodes and gives him a better angle, but he is, at the very least, for the time being, hide behind that buggy. Oh, but this nade. He's down. No heals. Хорошая сходя. Звонок один под школой. Are they gonna give it to him? Are they just gonna want to hunt it? Are they just gonna want to secure this one? Olympus is hearing all the steps on both. If there's a place these players are used to fighting up close, that is School. This is where they go in all their normal games, all their practice games, into School to hot drop. Let's see if he can somehow pull off a 1v3 miracle. Kills. Look how aware Twisted has been throughout this whole game. Lou now could potentially even just throw away his life just to make sure that they know exactly where Olympus is. От зоны умрет специально. Хорош, писы, хорош. Могут даже Нави не пододвинуть. By one player in just 2 matches. This is unheard of at a
home stage of PUBG. And what a way to close out again their first game on Wrangle. The confidence that that team has built, as we said earlier, with the amazing performance from Na'Vi, has to be astronomically high. And I'm just gonna say, no bias here. But Так, что говорит студия аналитики? Наебал, как говорится. Ну, как и Нави тоже на прокол выиграли Твистед. Ну, видишь, здесь команды, которые справляются с этими проками, а есть команды, которые не справляются с этими проками. Так что здесь тоже везет тому, кто везет. Поздравляем темчиков, это, скорее всего, тоже, да, уже не железный, конечно, проход, но это уже проход, можно сказать, в гранд-финал. Красавчики. 15 киллов, топ-1, 25 поинтов. До этого они были на втором-третьем месте, да, там, ну, типа, у них, они сейчас могут Нави, да, кстати, обогнать уже? Не? Да, могут. Красавчики. Они обогнали. Обогнали уже, да? Да, у них там больше 50 у Твистов. Ну, кайф. Две наши команды на топ-1, топ-2, это прям вообще У отлично. Твистов 54 поинта. Ага, у Нави? Нави 56 был. А, 46. Это у них что такое открыто там? Кроме Твистпика? Лан-клиент. Не, ну, бля, Перфектикс, конечно, хороший, да? Перфектикс вообще наваливает волюме такое, что мама не горюй. Это очень Он, походу, топ-фрагер уже, да? Турнир, вместе турнира играет. 100%. Стадии этой Венеров. Ну да. Из лузеров. Ну-ка, сейчас посмотрим. Это правда. Ну, 19 у него, но пока не обновилось. Еще не обновилась, да? Скажешь там, когда обновится? Посмотрим. Хорошая игра, хорошая. Как по мне, идеальная карта. Сегодня выиграли СРМы, Твисты, Нави и ГП, да? И ГП. Не, ну, побеждали. Вот эта игра красивая была от Твистов. Они прям очень красиво разыграли все. Всех. Вот здесь, когда принял Перфектикс, Яшек, потом вышел со школы, принял, да, потом Батуля не выпустил LG с этого, с Мэншена. Ну, не с Мэншена, с многоэтажки. Типа, потом, когда Луза закрутил, да, финалочку, здесь Тайлу, как они разорвали гранатами, ну, типа, реально очень красиво сыграно от ТМчиков. Вот ну, любая другая команда бы сидела бы там, вот, ну, не знаю, каких-нибудь 4М посади, они бы так бы не сыграли бы. Казахстан, Барма нет казахов, только там тренер у Question Mark. Так, валейкум салам. Что там, обновили? Или нет еще? Нет, да? Два рангеля осталось. Да? Чат, не забываем, то, что завтра будет продолжение у молодого. Будем смотреть финалочку лузер-сетки у него. Так что, кто не зафоловлен, имейте в виду, обязательно делайте фоллоу. И завтра будем смотреть в таком же составе. Для вас будем комментировать. Есть ощущение, что после 2 каток еще завтра будет неинтересно смотреть. Ну типа будет уже все понятно, да? Да не, я думаю, всегда интрига сохраняется. По 2 нужным командам все понятно будет. Интрига, думаю, всегда сохраняется. Что это за интригу? Отошел показать. Сейчас на туре сейчас же будет долгая пауза, да? Еще 10 поинтов АГГ? Да забей, за 12, за 8 каток. Даже если ультра хуёво играть, можно 20 поинтов набрать. Здорово. У молодого уже есть билет на розыгрыш. Я тебе отменил баллы. Чат, покупайте, да, билеты, у кого есть этот... Баллы канала. Перерыв минут 15 минимум. Хоть ФМ не 0 в этой катке, у них там все равно параша по поинтам, не? Поинтов 10 у них. И учете, что у них 5 ПТС. А у него в Кинге тут. ФМ Думаю, сейчас нихуя будет себе, 15, 23 тысячи блок питания. Шоп КЗ. Влог может глянуть, но мы все влоги почти смотрели. Там еще ставочка, чат, через 10 минут закроется, успеете поставить ТМ и Тайлу. У нас с тобой что сегодня получается? Сейчас ничья была, до этого 2-1, 1-2 я тебе выношу, да? Да. Для у нас по-любому в день одна ничья, да, происходит? Там обновились. Обновилась? Сейчас, давайте, хотя, блядь, мы здесь не понимаем, что они говорят. Ну ФМов на самом деле нормально все. Они уже топ-9. Так, что там получается? Топ-8 даже. ТМчики 54, Нави 46. Отлично, кстати, отрыв у них от 3-го места у Нави и Twisted Minds.
Да не, у этих двух команд все шикарно. Тайлу, типа, 7-й, 19 поинтов, надо им тоже поднабирать. 17-м надо тоже поднабирать. Пирожки. Ну, вот это вот более... Нет, хотя нет, Форестов надо отсюда убирать. Не, Форестов точно убирать, Жан. Сорвемов надо убирать, Точно. туда вместо них пихать, не знаю. Вот. Ну, дейтрейды, прикинь, сейчас на 16 месте стоят. Да не, Жан, ну Не, вообще, дейтрейды, ну не, куда? я вообще говорю, Expendables. Вот Expendables надо по-любому сувать. Ну, дейтрейды были топ-11 групп-стейджа. Не знаю. Прям вообще не знаю. Дейтрейды какие-то, блядь. Надо, чтобы дейтрейд сосали, Адуч пишет. Салам, Адуч. Дейтрейды в винерах 15. Я не знаю, дейтрейды какие-то валенки, если честно. Давай посмотрим, что Не там хотелось по бы. статье-то вообще у нас. Perfectix. А, подожди, почему number one, match, all? Мы посмотрим, кто по киллам. Perfectix, да, за 4 игры дал 9. Вот здесь приятно смотреть. Вот это вот, как обычно, ты смотришь турниры, и все СНГ игроки в топе просто по киллам и по дамагу. 19 киллов за 4 игры, Лу 10 киллов, Ваня, Уба 10 киллов, Example 8 киллов, Аля 8 киллов. Отлично. Мэл 5 киллов. С нуля киллами еще очень много игроков двигается. Белмат, Суи, Мухантох, бля, Релла и Ноуринс. Так, по дамагу самый жесткий это Перфект 2553. Конечно, валивает он там, мама не горюй. Когда в групповой стадии, по-моему, да, дал 2 Что килла со звуком? и нанес Что со больше звуком? дамага, чем этот Шен из Тайлу. Шен что сделал со много звуком? меньше дамага, но сделал 18 киллов. Что-то такое было. Типа Перфектикс по дамагу, конечно, молодец. Он хорошо настреливает этот дамаг. Ну и терпило после 4 Чё игр не так со у нас звуком? ЗП Ян из команды 4AM. 1446 дамага впитал в себя. Короче, пока такая таблица по статистике. Плохо слышно или что? Блин, вроде все хорошо. Самое главное, наши две команды в топе. И проходочка, можно сказать, уже потихоньку у них в кармане. И это хорошо. Это хорошо. Она может заметить их. Так, лучший киллер Химас в групповой за 12 каток 28 киллов и в винерах за 12 каток 31 килл. Перфекта за 4.19. Угу. Интересно. Что там, Адучи, как погода? Рассказывай. Вообще куда-нибудь вот эти дни хоть куда-то выйдете, не? Пока если у вас будет перерыв 3 дня, или будете тренироваться, сидеть, на игры смотреть? И тишина. Что там, где все? Вуду. Кассом от души, брат, за 24 месяц. Добро пожаловать снова. А не потек. Так, Жан, пусть малая влог выкладывает. Малая? Что за малая, брат? Добро, здорово, брат. Завтра мы вечером погуляем, где Геймерс Арена. Понял. Че, этих кейстеров уже там повстречали? Они с вами, как я понял, да, живут в одном отеле? Я там видел сегодня этот Баха с этим Зайву. Теннис катал, малый. А, ты ее нам показывал? А это же девушка Данте, брат. Это она сказала вроде бы вчера, то, что послезавтра сделает следующий влог. То бишь, получается, завтра будет. Тут киберспортивная общага. Позаря ты ее общагой называешь, бля. 700к, блядь, рублей за 10 дней. Нормальная такая общага. Жан на древнерусском разговаривает. Ну я же не русский, аж казах. А вы казахский знаете, кто пишет такие вещи в чате? Вопрос вам, бля. Сколько языков вы знаете, бля? Так, чё, ждем следующую игру? Ебать, началось.
4-2, шеф, ты ведешь? Да, все верно. Кого ты взял? Я взял, брат, этих... Тем. Покажи сетку, показывал только что. Вибрация дичайшая. Что там, молодой, на что залип? А чё, я не понимаю, что за ревибрация, что такое? Фильтр. Сейчас пойду. Давай. У меня вроде все настроено. А что, какое? Против ТМ ставить, рука не поднимается, так что... Какое ощущение у тебя, что ты слышишь? Что, помехи какие-то или эхо или что? Я просто не понимаю, все вроде нормально. Что, кстати, вы будете смотреть КС в Риаде? КС любители есть вообще? За кого болеете? Кто думаете выиграет? Жанна, сегодня девочки придут к тебе? Ты хочешь, чтобы они пришли? Могу позвать. Какой у тебя телефон? 13 Pro Max. Я сейчас норм. За клаудов? Я не знаю даже честно, что. Я ничего не менял вообще. Может, типа, не, в тебе OBS. вайпер не понравилось, что ли? Ничего. Не зашла, так сказать? Я один раз настроил, типа, и все. Больше ничего не делал. Меня почему-то, когда говорит, ну не я. Кстати, надо, по идее, чуть микрофон активируется. Кин уже там. Давайте попробуем Кину набрать. Вообще долетел он там или вообще нормально все? Не знаю, по идее, он почему уже это. должен быть там, и может быть даже как-то. Жан, по факту, когда твои знакомые сидят рядом с тобой и немного наклонившись вперед, думаю, контент точно дает. Вчера тебе нормально стрим зашел, брат? Поугорал? Не берет что-то? Походу, либо интернета еще нету, не подключился, либо что-то еще. Тайлу беру, окей. Давай. А ты не брал их, да? Если не брал, то окей. Чат, там 3 минуты осталось до закрытия ставки. Так что поставьте ТМ и Тайлу. Я выбрал ТМ. Все, поехали, Костянский. Клип посмотри. Да, я потом посмотрю. Артикс, ты где? Я тут подошел. Ты подошел, да? Давай, ты главный. Я отойду. Пообщайся. Окей. Пообщайся с чатом немного. Сушника налил. Схожу. Давай. Ой, блин, я знаю, сейчас какой-то звук был, это я руку положил на это. Все убрал. Ну ты алкаш, Майкл, блин, со своим пивом. Ты чё, без пива там и дня прожить не можешь, что ли? Сколько проходит команд? 8. Хочу твой чай попробовать. Когда мы будем щебень насыпать? Но у нас следующий турик не скоро. Под конец сентября. Ставить на глобале, но туда еще пройти надо.
Что за турик еще будет? Будет, короче, этот National Cup, Не понимаю, что там, где за происходит. страны команда будет играть. И после этого еще пэк второй будет. И потом уже Global. Завтра с утра, ну да, наверное, так же. Если ничего не поменяется. Ладно, я отойду пока. Что, хочешь опять это? Эти долги опять. There is a place where you can elevate what's hidden inside. Where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. All new Honor 90. Capture ultra clear detail with a 200 megapixel camera. Care for your eyes with risk-free dimming display. Honor 90. Share your vibe.
Welcome back, everyone, to the PGS2 lower bracket, losers bracket. Call you what they want. The place where we will tomorrow eliminate 8 teams from this tournament. It's their last chance to show the world that they are worthy of grand finals, and they really are right now. Godspeed. Some teams that do that more than others. Saw them on our screens. They got themselves a win in the first game, sure, but our eyes are on Twisted Minds and Ppocecsop. What a hell of a masterclass of how to frag he has been putting on the last 2 games. Absolutely, and when you have a player like that, when you have a team like that led by a mastermind that is Batulin, you have to know that the confidence that they are building can be very dangerous for any of the other teams on the field. And that, I feel like that goes to show for many different teams. And I mean, the boys on our screen here too, I mean, Luminosity, they're a team that equally has shown the world on numerous occasions that they are incredibly scared to go up against. Just haven't been able to really get things going the way they would have wanted to. But again, still plenty of games left to play. We've got 6 matches tomorrow. We've got 2 more games left to play here today as well. So there's still time for all these teams to qualify. I think the most important thing there, again, Toby, is that we're playing for top 8. We're not playing for top 3, top 4. These teams will have all the chance to get into top 8 as we now head into the second to last game of the day. Is still going to be a wrangle, and yes, for some of these teams, I will say it's starting to become a case of you need to make those adjustments, and they need to start getting as many points and salvaging the games that they're starting to have, which are bad games. Exactly. This is where we are as we take a look at the big broken nuclear reactor, I think they're called, right? Or at least something along those lines. It's a silo reactor. Yeah, silo reactor nuclear thing. Yeah, exactly. As the plane takes us all the way across this one diagonally once again. Plane paths today pretty decent. Pretty even, pretty fair for everyone's circles. Overall, haven't been too brutal either in terms of the early ones. Issue with this last one was kept shifting into school and apartments. And I'm just going to say, I have seen it time and time again, as much as people say, oh, but Twisted Minds just kept getting circles. Oh my lord, have I seen it many times where the team that drops in school just cannot withstand the amount of teams that come through. No, and the fact that Twisted Minds are able to defend, kill, reset, and get ready for the new team to push them is insane, because if just one fight takes a bit too long and a third team joins the party, there's no control anymore. And I think the 2 most impressive things about that, Toby, is first of all the fact that they mainly did it as a 3-man, right? Because Batulins was stuck in apartments for the longest time by himself, which he and himself did an amazing play against LG and multiple other teams. But the other impressive thing is that most of those crashes were not all coming at the same angle. We saw stuff happening as far as teams crashing in the northwest side. We saw teams crashing on the southwest side. We also saw teams trying to crash somewhere on the south, the east. Even Forest, who managed to somewhat stay alive on the northeast shack, they were still held out by the 3-man of Twisted, which is just, it's crazy to me. And there really is no better team to showcase what Twisted Minds does in those sort of situations, regardless of whether it be the entirety of school or just be a small compound. Whenever they hunker down center early game, for starters, that is something they rarely ever do. They much prefer playing out on the edge. But whenever the circles do come to them early, don't have a reason to leave, they do not like having teams nearby, because the closer the enemy team is, the more RNG factors come in. You leave yourself exposed to the wrong angle for a second too long, they double headshot you, you're down and out. Nothing you could have done about it. So the further away you keep your opponents, the better off you are. The less RNG, so to say, are gonna be playing a factor in your game. So whenever, like for example, in a place like this, if there was a team to pull up on the hill across the street, you'd see instantly Batulins run into the street and start nading them. Yeah. Where others will just sprint into the bathrooms and wait things out. They will actively go out and say, are you sure you want to be next to our compound? And they did this in school too. As you were saying, it wasn't the same area they were coming in from. Not at all. Constantly adapting, constantly maneuvering around like a big organism to take down teams regardless of where they came in from. Yeah, and as we look at Twisted Mind and Ppocecsop specifically, let's also look at the circle, Toby's. It's going to be very much similar. This one much more south. So, yeah, I mean, again, that was a hard shift to the south. That last circle that we had looked at, we were even talking about it. We're like, it's probably going to go north, but it did not. And this circle, I mean, we'll say it should probably go south, but at this point with the circles, at this point, there's no reason to say anything. But so far, Twisted has been amazing, as well as Na'Vi. I mean, those 2 teams currently fighting for the top 2 spots. What a time to get things going. I mean, on our screens, thank you, observers, as I was about to mention them, 17 Gaming, they won PGS1
off of playing in losers bracket as well. They didn't get things going early on when their backs was against the wall, when it was a time for, if we do not do something now, we are eliminated from the tournament. They rose to the occasion, they turned things around, and off of the momentum they were able to kind of start building in losers bracket, they carried that on through into grand finals and came off strong right from the get-go and came out victorious. So I think even if you're a team that does well in group stage, then does mediocre in winners bracket, sits back and watches this, there might be an argument, at least for some teams that are more momentum driven, that if you even go into losers bracket, as we see some highlights here, that might actually be the best thing for your team from a mental perspective. Get things going against maybe some of the, I don't say lesser teams, but some of the weaker teams in the lobby, and then get the courage to take some of these fights you normally wouldn't and win because of it. Yeah, and let's call a spade. I mean, there's no weak teams here, but as far as the grand scheme of things, when we do look at these lobbies, there are definitely some teams that have struggled against, some of our top teams, and so that's a very good point, especially when you have a team like 17 coming from winners, getting the experience in the games, they're obviously struggling, and then coming down to the lower, that's also just more games and more reps that they're getting on land, which is very important. I can promise you and tell you from experience myself. Yeah, sure. It's Friendly Fire, a team that would really want to get those things going, and hopefully for them, they will do exactly that. We are going to head over to an interview, so let's hear what they have to say. Obviously, we went into the tournament hoping that we would get into upper bracket and then straight to finals. That didn't happen. We're gonna have to bounce back. That's how it is. Obviously sad, but there's no time to cry, I guess. We're just gonna have to play well. Well, it's gonna sound silly, but killing more people. We are getting into good positions, but then one small silly mistake cost us the entire game. We are in a position to fight, we suddenly lose someone, and the game is literally just built around having 4 players. Win fights, have circles on our side, have the right compounds. Don't lose people on silly mistakes, and that's it. Just play the way we are supposed to, the way we know we usually do. I actually really love Pixel's mentality there, and he's absolutely right. And I feel like he is one of those members on the team of Friendly Fire, as we were talking about in the last game. It's like, you know what, boys, we just gotta get our stuff together, right? We need to make sure, because they are putting themselves. Friendly Fire has, if you look back at all the other games, have actually been in very good positions for the most part. It's just making sure that they're winning those team fights. As we've been seeing them get very scrappy. They're usually very good at controlling chaos, but it's just been, again, in these lobbies, this has been much more difficult. Exactly, and he's mentioning an important thing that we've talked about both regarding Friendly Fire, but also other teams like Na'Vi in the winners bracket too. They're losing players early on small mistakes that maybe, whether it be land jitters or whether it just be them, again, not really being prepped for a situation that happens. It's just unfair. When you're going up against some of the best teams in the world, you'll get punished instantly when you do sort of stuff like that. So for them, I think it's, as you're saying, it's great to have a guy like Pixel that again acknowledges the issue. That's, I mean, the first part of getting things going. As Perfectix has found himself knocked. Maybe that's what the server needs in order to get points today. Is just kill Perfectix within the first 10 minutes. This would be Na'Vi would be doing a massive favor to the rest of the server. They can just get rid of Perfectix, because he has been again just unstoppable on the server, and this is actually going to be a full-up pull-up from Na'Vi. And Twisted Minds trying to fortify as well. Lewis just arrived. Spiro is on his way. Batulins spots Ali on approach, takes him out. Will get the flash on him as well. They still have yet to get Perfectix back on his feet, but at least now it's a 3v3. That nade was actually very nice, and it did a good, the nade in the other room actually stopped him from getting any form of cover, but Lou will now find a trade, but Twisted in a lot of trouble at school. That is a dangerous place to prone down and heal if you're sat outside with Tyler wrapping on over, and just like that, exactly, Shen spots and peeks on over. Spiro now catches Super on an off angle as he tries to make his way up the staircase, and Na'Vi, off of the knock that they get onto Perfectix, thought they had the upper hand here, but it's not looking good. Both teams tearing each other apart, and what was seemingly EMEA getting things going, I guess for the rest of the server, well, that's mutual destruction. EMEA, that's not too bad. I was just about to say, the implications of these two teams fighting and going out early actually opens the door for all the other teams below them to start catching up in points. And so if you're in the server currently and you're seeing this, you're like, okay, yes, good, fight. Keep fighting, yes. keep fighting. Because ultimately, they are going to be, I mean, we can imagine these two teams, especially going forward, are going to be point sponges. But now the interesting thing is, should both these teams get eliminated, or at least get wounded to an extent where they can't really get a whole lot going, who
is it that steps up? That's a Who very good is question. it that becomes the fragger of the lobby? Because we haven't really had any one team outside of these two being that today. Let's see Mailman with the bolt. Boink, Ppocecsop, you sit still, you get punished. And I mean, we don't see bolts as much now, obviously, and that's just because DMRs are so strong, especially when you're taking shots at vehicles or whatnot. But they can still be very effective, as you saw right there. I mean, a knock can completely open up a push or a compound or a crash or anything like that, as we just saw. Sure could. Twisted Minds still with Spiro and Ppocecsop left alive as he did get back on his feet. We'll see if they can find the final two in Melman and Example. And also, of course, have to keep an eye out for Tai Lu, who has already gotten a flush on one and actively looking for any more impact they could have on this fight. So, I mean, fighting in school can still be very awkward. Oh, yeah. Multiple angles and multiple vectors of approach here, whether you're going upstairs, whether you're going downstairs to the gymnasium. I mean, there's just so many ways to push this. And again, yeah, the biggest issue is, again, Tai Lu is just watching over this anyways. And there's a lot of open windows that they have angles on. I think there were multiple times when Na'Vi actually wanted to disengage in this. Right after Alia fell down, they were like, great, can we do this? Then they lose one more, they're like, we got to go out. And the issue for them is they really can't. There's the only exit where they are is towards the north, and that's completely isolated. Now, Spiro not really doing himself any favors by lighting the staircase on fire there. Maybe they'll jump down because of it. No, trying to engage from two different angles, I think. Yeah, and again, this is so difficult because of that doorway, and so he's gonna get the knock on the Mel. And then Example will go for the trade one-on-one between these two teams, but the molly lands in his face as Ppocecsop will survive momentarily, and he should be able to heal off this. Yeah, able to get the flush on one, and dies at 10 minutes and 3 seconds. So thank you so much, Ppocecsop. As now 17, having heard all the commotion, want to come in here, want to clean them up, want to take down Ppocecsop, but it is not easy even if you're 4 people alive to deal with a player that is currently feeling as hot as he is, and everyone has got Ppocecsop on their bounty list. Expendables are coming in here full speed ahead as well to try and take him out, as the circle has swung exactly where we were in the previous game. That's exactly why you see all these teams starting to send it into school. They know that the gods of school have essentially fallen, even though Ppocecsop is still very much alive, and so they would love to take this position and start to dictate control the way Twisted Minds did in the last game. Exactly. Now, I mean, this actually might just help out Ppocecsop. The fact that there's multiple teams here, and the chance of them running into each other could potentially give him a couple more points, and with this one already kind of being a write-off for Twisted Minds, any single extra point could be good for them. They have 3 already, but would want at least just a couple more for Ppocecsop to find. And with the amount of teams in here, Ppocecsop could absolutely make control, something of the chaos that will be caused. You see so many vehicles parked up in front of school as if it's a PTA meeting. All these teams now starting to make their way in as we see full team of 17. You also see the Expendables, and Tai Lu still watching over this. Exactly, and Expendables starting to take casualties now as well. That's Tai Lu once more, showing presence from that northern side, as you were just saying. They're realizing now too that, good, we have to fully commit to it, and well, now they have that nade. Might not have gone as far as Xiaowu would have wanted it to, but at least they're here. This is where the issues arise, because what was before a great hold by Twisted Minds, now there are 2 people sharing it. They cannot utilize this area of the map to anywhere near the same extent as Twisted Minds could before, because you constantly have to be wary of any certain threat peeking you around the corner. Yeah, and that's the problem. Again, we talked about it, but the fact that Twisted were able to hold this as a 3-man by themselves is... And they got pulled up 3 times too. Again, with the pull-ups is ridiculous. And yeah, we obviously some very noisy neighbors now, as 17 is just kind of sit on the south side here, and that's pretty much left the Expendables to kind of control the majority of the main school area. Yeah, I think they realized quickly, great, we tried, we didn't get what we came for. We thought we could time it better with the fight at hand, but with Expendables pulling up immediately after, they're like, it's not worth the risk. We're currently set at 25 points. We want a good game here. Currently set dead center in the circle as well. There's no reason to risk losing 2 over a school that could potentially get shifted out of the circle in just 44 seconds. So smart on their part to assess the situation and realize that, you know what, the points are claimable later on in the game. We don't have to risk everything right now. Yeah, very wise from 17. It's a good pull off, as we still see Tai Lu center and Rozok just kind of dictating all of this, and even looking at 4EM now, who have opted not to send it into apartments. Much more happy at that garden 8-pack compound. Look at this KM sneaking on over. Menuda has no idea what's about to hit him. Takes him down as he creeps on up. The hair peeks up from over the hill, and just like that, that should be Menuda confirmed.
Yep, a nice little kill there from E-Arena as they do sit in 14th place with 13 points. And E-Arena have a nice little spread here on the southwest. In fact, they're going to receive what is Sarvum coming in from Pochinki as the circle will shift very much so a little western this time around, as we're not centered up on school. Look at the cluster of teams down towards the southeast already, though. We have DDT trying to wrap in from that side, so we've got to keep in mind, one thing is water on the northern side, but the entire open field in the middle, you can't really utilize all that much, at least not yet. If you go there now, you're going to prone down behind vehicles and wait things out, and that's when mortars come in play. The only viable place here in the center would be the waves just to the north of the compound. Day trade finds them in, but even then, that can be dangerous, especially, as you said, with the advent of mortars. Yep, it's not going to be easy at all. Good thing for Tyloo is that currently they've got pretty much full control of АSRоск up towards the north, but I would doubt that they're going to be able to sit there alone for much longer, especially with 4AM slowly creeping in that direction. Now DD team trying to wrap through the center of the map, led by Captain Mamu. Where are you planning on settling down, and how soon will the mortar start ringing in? Oh, but look at this. Day Trade was trying to deny it, but now they do have DD team above them, and so I actually would have loved to see potentially a split here between the two stories and that area, but they will allow DD team to find a window to get in, and this spot is actually much more, unless you have mortars, this is actually a very safe spot in the circle currently. It is. Again, this is a situation one of my favorite where areas to play in the circle. This is a situation where if, let's say it was Twisted Minds playing where Day Trade currently is, Day Trade on approach, they shot early, didn't get a knock, instantly back off. You'd be seeing Patulans sprinting out with nades in hand right now to try and clear them out for their position, or at least have them like more respect the team inside the compound. This time around though, DD team gets to stay put in the waves area, and so does people at school. Speaking of Twisted Minds, Perfect is still alive somehow. Yeah, he has managed to survive, and he could potentially, again, just still have a very big game in getting points. Not only eliminated a few teams around them in Expendables in 17, but also just kill points alone. So we'll see if he can survive much longer. Obviously, Circle being very helpful to him as he'll be able to kind of salvage this game for a team that I would say doesn't even really need salvaging at this point. Doesn't need salvaging at all. They're on a pretty good stride to make grand finals. Of course, there's no telling what's going to happen either in the last game or tomorrow's matches, but at their current 57, up in first place, Twisted Minds is looking very, very good for grand finals. So Forest as well, they're going to be rotating here in the south, just to the Forest, the northwest of where we see Potato Hill now currently cut out of the circle, and they will have a decent amount to play here, but I do worry about what their next move is going to be, especially if the circle does shift to the north, as they're going to have to go through multiple teams in LG, Day Trade, and even E-Arena. As Sarvum as well is going to be caught on the end of this, and we have seen with them, if they're not given circle, they do tend to struggle getting in. Let's see, 10 seconds from now, next circle's going to pop. We're going to go away from water. Of course, there's very limited water available up on that northern side. So do we go towards school? Do we go down towards that southwestern side? I think that's what everyone is waiting, trying to figure out. And we are once again heading towards school. Almost the exact same circle we saw earlier. A little further towards the west, leaving more of the field in. But if you're GP, if you're D plus Kia, if you're EA, and Sabam as well towards the south side, you gotta find a way into this circle, and it ain't gonna be easy. Yeah, it looks like Sarvum is actually gonna opt to go towards the team of Forest, as they are now rotating just straight in. They might even just go for a crash on the backside of where LG is, but they're gonna have to run through multiple teams, and this is all but a blind send. They don't have any information on this. Nope, driving full speed forward, scouting as they go, full speed pulling up on, I say pulling up on Luminosity. I think they saw a few more players than they wanted to confront, and dodged off. A good thing for them, because Snickers was ready with the Panzerfaust in hand. Ixlep will find one. That's Sheila on approach to the compound, but the rest of Sabam will make landfall. And you know what? Rotating west of Pochinki into this, losing one. It could have been way worse. Yeah, so they'll be very happy with this position, at least for the time being. As you said, they did manage to get two there, but CC is actually stuck now right next to Luminosity, as his vehicle did have issues. Did Kickstart and Luminosity, in the middle of all the chaos that just kind of ensued with the cars roaming past their compound, realize that they dropped one? I'm not sure, and if they don't, I mean, of course, I would imagine, especially with the Sabin playstyle being taken into account, that they will play this one pretty safe.
But CC could potentially become a threat, and now we're seeing the mortars starting to fly down towards DD Team. A bit short they go, but that's DD Team now well aware. They lost on Tego due to the mortars of Savim. They have to spread out. They have to try and claim some sort of control in an area where there just isn't any to take. Oh, and at the very least, as we were looking at Game of PT, we do see that they've actually taken the high ground position over Tyloo, and so they could very well hold them at that point, as we see HSMM getting a nice knock with a bolt, speaking of, on the member of Tyloo. The arena playing this one slow out from the west as well. Not the same can be said for 4 AM. We saw the knock come through from HSMM towards Xiaoyang, and that is going to be the go time for 4 AM. Maybe not to a fully committed push, but at least try and claim some control on the other side of the street. And as I say that, they actually do full-on pull up. Xiaolu is here, Crazy is here, right by his side. They want to take out Tyloo before this next circle pops so that they can make their decision on where to go without worrying about teams right next door. Yeah, are they landing on the roof? Yeah, they are actually. Oh, this is actually a disgusting spot, but the problem is LG. Look at this, and GPT as well. No chance. Had they waited for the circle to pop, had they sat back and seen if this one swung north, so maybe LG would have left. This could have been a winning play, but instead, it became fatal. The thing I still worry about, though, for the teams in the north and Tyloo and 4 AM is the fact that GPT is still there, and they still very much help kind of dictate the flow of that fight, especially with that high ground and especially with that shift, as we're right back to school. What is going on, Toby? I mean, we get repeat games every now and again, but back-to-back school circles is not something I think I have ever casted before. This is something completely off the script. I don't even think I've played in professional play. Okay. It was bound to happen. It was bound. We didn't talk about it. Yes, this position. I love it, but again, I didn't have to deal with mortars. Don't rest right there, Cole. Do not stand. He's just gotten 2 knocks in this exact position. This is a very, very brave res attempt. Yep, exactly. I was just gonna say, if they get a knock there, you can be sure that they're gonna try and get the flushes too, as Mamo and Spaceman fall. I feel like Cole could have tried to run off and get a rest, but they are getting bombarded. Nurens finds 1-2 as they trade make perfect use of the utility to their disposal. The question is, how many more mortars did they have, as nades are now starting to come in, as Emo Pig would love to get cold up. But Daytrade is actually still not as aggressive on this. Nope. Running up for a brief moment, falling back instantly after, as now Forest has made their way towards the school as well. And again, because there are 2 teams in school, 17 can't fully commit to try to deny the access for Forest. So we'll see, I mean, effectively school become a mini city should the ending go here. A very, very different ending, potentially, to the one that we had in the previous game. Same area, sure, but playing out very, very differently, as multiple teams are now inside the school area. Which, again, we really have to point out again how impressive it was, as you see the current setup of school, that Twisted Minds was able to hold that as a 3-man. I mean, I know we've been talking about a lot, but it's just, it's almost unfathomable to think at how a 3-man team could hold school alone. One thing is fighting teams off. Another thing is not taking any casualties while doing so, and being able to finish the fights fast enough that you're ready for the next fight to come. Very impressive feat for Twisted Minds there in the previous games, and we'll see if Perfect somehow gets some more out of this one. Still alive, He's still chilling. He's still chilling in school. He's got the school buff. We'll see what he can make of it. Now, as you see, Tyloo is starting to take fire at the team of 4 AM as they're coming up that hill. GPT as well, still very much aware of this fight happening. Shen will find the nade. That's 2 members knocked now for 4 AM, as Tyloo is starting to kind of put things together here, Toby. I like the proactiveness from Tyloo here, realizing we cannot just sit around and wait for them to push us. If they don't make a play, we're going to be in trouble trying to get out from here. But Xiaolu, perfect angle, set down below, finds the third. That's going to be crazy. They're going to get the instant flushes on them too. 755, nothing he can do. He was trying to wrap around, trying to flank, but Xiaolu knew exactly where to expect Tyloo from. He could only imagine that he's going to fall next. Oh, but look at this nice little angle. Shen and Tyloo will actually wipe 4 AM. They gave up the angle. They went back for the rest, thinking 755 was done for, but no, not quite the case. In the meantime, Luminosity on their approach towards apartments gets taken out as well. Absolute chaos now, as the circle will go straight to school. This time a little more southern, but there's really not much to play on that side, and so, if you mind... So many points up. No! GPT goes back! There's so many knock players just over the hill, Daku! You saw it in the kill feed! Oh no, that's a massive misplay. Oh, he's coming back for a nade. Please just run back and nade them. Thank you. It's Babsang head. It's the janitor. He is here. No.
Do not spend more time on this. Just take them down already. Daku is going to be the ones to get the quad. It should be the case. Are we going to see the first quad kill of the game? No, just 2. Third one comes through the second time around, and please now make an aggressive play on this. You've got 3 knocks just down the hill. They just need to go for a trade. They're still playing this so passive with that amount of knocks, and finally Daku will go up, and there we go. Thank you. Toby, you and I were... It's okay. They got it done. They got it done. It's like watching that Miramar game all over again. They come out victorious. When push comes to shove, Game PT do come out victorious. They still do, and they did so here again. Yeah, but they still have to now make their way into the circle. So they do have one vehicle at the time being with 4 tires. That's going to be the buggy. Crashing the west side of this isn't going to be the worst idea with these many teams being embroiled in a fight. But look at this, Forrest very well aware. And that's the issue, right? Because this is where the stalemate kind of plays in favor for the teams inside school, because they know that no one's going to push each other right now. So they can all just sit in each their respective corner of school and hold the angles that they have available. So we'll see now if somehow Game PT can make anything happen. But where do they go, as you see here? So far out in the open and within vision to pretty much, well, the rest of the server. Yeah, part of this does come into the indecisiveness there of Game of PT in order to wipe that team. If they were able to get rid of free trade earlier, they might have actually had a much more kind of much more time to scout and see what was going to be ahead of them, because there is a ridge they could have played if they would have just been able to make it there earlier. Trying to commit to the southern rep. Jenner Babsanghead will now have to take it on to himself to make something happen here, but he's outside the circle as the lone player. And I think his days are counted. I'm not seeing him getting out of here alive. Again, I'm just also looking at the amount of colors that we have into school and the amount of teams that we currently have in this, and we do, I mean, this is more of a normal school circle that we're used to seeing, right? Multiple teams in here rather than just one being able to fend everyone off. And so Bob's saying, hey, we'll just deny himself, I guess. You know, I'm not against that. There are so many teams in that area right now that could claim that point, and BO12, we've seen it time and time again that 1 point makes a difference from whether you qualify or not, so do not give that one away, because there was no way he was ever going to get out of there alive. He was dead, and he knew that. Yeah. So the deny is fine. There's nothing wrong with that at all. As we now look at Sarvam, 2 members left alive, as they are in the building at 4 a.m. held in the last game here. This 2-story just to the north, excuse me, of the apartments. As this is not a surprise. This is just school. What if Perfectus actually still wins this game? I mean, he's probably going to get 10 kills then. It's written in the stars for 17 gaming in the meantime, trying to find a way away from the P90 they just heard shoot from the other side. Nice little cook of the nade there, but of course, with people being this close to one another, Forrest would have heard that peek around the corner, trying to bait some sort of attention. Not really hardly coming off in blue zone nades. We got to keep those in mind too, because I mean, the school ain't that big. No, and with blue zone nades in the hands of most people, we haven't seen a whole lot of utility being used yet. You'd have to imagine that there are quite a few of them available between these players. That's actually what I worry about the most when these teams go for those breaches in school. Yeah. It's just the amount of utility that is still being saved, as you said, and blue zone grenades alone, the tons of nades, flashes. This is going to be a very difficult fight for multiple teams, as utility is going to play a massive factor in this. Everyone's going to have to cross on over, as now Petrico and Sarvam try to say, are we going to shoot each other, or are we just going to run side by side? Because we have to figure this one out one way or another. Global Army peeks on forward, has 3 nades available, and with the fadeaway headshot from the Org, you'd have to imagine there's a nade to follow. That's a double right there. Very nice spray down there as Summer now trying to get away, so they will be able to recover Mill. I believe so, as Summer now trying to get a little bit more of a forward position. That smoke line, beautiful for Petrichor, but they still have to deal with Sarvam as Baron Peak will fall, and it's just down to Global Army. Again, this is where it works in their favor, that no one is peeking them from school. Everyone is preoccupied with what's going on inside school, exactly, and I think Petrichor is starting to realize this. That's a good nade lopped on forward. There's one more to follow. That is going to be Sarvam out. Summer gets the double as he tries to cross on over. And again, they had that beautiful smoke wall. They should be able to make it now, as that smoke will kind of land on the back of Chewy, but even still, they have a nice amount of cover. But look at this, Roth actually with nades as well prepped. He is in a great position to take advantage of this. Crosses the nade, will find Mill. Summer trying to make the run on forward, but falls down as well. The sharp shot, second nade comes through as more kills come through. And looks like with Ikeslef the only one left to cross here, that school is definitely going to be out for Summer.
Nice nade. Nice nades there. I see what you did there from Friendly Fire. They would love to clean these up and get more points. They're one of those teams that desperately need to make sure that they punch their ticket there and find themselves in the top 8, especially with a cushion if they can. Forest set on the other side, but honestly, I mean, this other side for ppoцecсоп right now ain't the worst place to be in. If they can dodge and weave all the utility coming through right now, they know for a fact that set on the wall, everyone is going to be fighting inside, and the circle does end outside in the somewhat parking lot fountain area of the school. So, I mean, if they survive this, that's like top 3 guaranteed. Yeah, it is, and as you see, you know, they've taken control of one of the nicer areas in school. As you already see Pixel on the bottom floor, able to kind of spread out and see so much of what's happening there on the east side, and so far, this is going to be a very nice game for Friendly Fire as the push is now coming in at 17. Comebacks and shotguns being locked on forward, but 17 in trouble as the shots come through from behind. It's Tanvu, it's Docjuice from up high, doing a lot of damage to these teams on approach, and now Xiaobei and Xiaowu forced to fall back, and we still have Forest. Scabby is inside, but the other players have opted to go outside. I like this play a lot. Again, we know we're ending this one outside the buildings. No reason to go in there right now in similar fashion to go into a city if you know it's going to end outside anyway. Yeah, and I agree. I love the movements here coming from Forest. They haven't just kind of hunkered down and sat in one area, right? They've been kind of rotating in, trying to maybe find an angle onto 17. If not, they go back off to this west wall, and they're just kind of poking and prodding, seeing where they can do damage. And I love this from Forest. ppoцecсоп spreading out here as well, knowing that at any given moment needs to come on over. They get third up as well. Impressive performance for Mike's left to be able to get them back on their feet. I definitely thought they were done for, as he was the last one to cross, but they make it happen. And again, as I said before, they're in a really good spot, but when do they pounce? When do they dare to peek? Because if the fights come to a close inside school proper before they wrap around, they're going to be instantly torn apart. So we'll see. Keep an eye on ppoцecсоп, as all the fights in school are bound to happen soon. The dangerous thing here as well for all the other teams except for the Expendables, if they've actually taken control of the top of school, right? So they can actually peek down, they can throw utility down, they can also pour over and check what's happening in that parking lot area, which is pretty much where the circle is going to end at this point. And so they're going to have that high ground advantage, as anyone pushing up those staircases is going to have to deal with hell. I can't even begin to imagine the effects blue zone nades are going to have, if anyone still has them available once this circle starts closing in, which it will do now. 15 alive in the last circle here, crazy. With one more game left to play on this second to final day of losers bracket. Sorry, Summer peeks on over. No City has Munto on the other side, and those smokes are going to isolate those two teams at least for a little while longer. But they need to move up now. Forest, as though, even though we did say we like the way they've been moving into this, they have been a little more. You can't have two teams on the south side. Yeah, this is not enough. And as you said, Blue Zone grenades starting to come in. That nade is going to land right on Summer. The knock isn't there, though. Forest needs to make this fight happen, and as quickly as possible, as the circle is closing on their opportunities. Down goes Munto. He is able to lob one nade forward, but instantly followed by Blue Zone nade on top of himself. That's going to be mastered down as well, as he fell with the Blue Zone nade in hand. Both the two players should be done for. Pretty much guaranteed. That is going to be Forest down and out. At 17 now. Going for a push in, but look at this Friendly Fire coming alive. They want to get rid of ppoцecсоп, but again, I said the Expendables would be the benefactors of this. The volley's been lobbed on behind them as well. They have nowhere to run back, so much damage coming through. Page can only sit behind and wait this one out. Such a smart play from Docjuice, reading that they're trying to make the play on the side, and now Summer freaking around the corner. Shoots once, shoots twice, but he stood in the molly. He cannot ADS, and therefore he falls. And Shui now trying to get the recovery, but again, so much control. It's Docjuice again. Coming from the top side of the Expendables as the molly will hit, and he's going to come around, but no! Chewy will stop Page, and Friendly Fire will fall. Goes off the rest for a second, just enough time for him to take out the last remaining player from Friendly Fire, and now back to the school proper we go, as Expendables need to get out of these buildings. Twisted Mind still has Ppoцecсоп alive, and here they come. Xiaobei able to find the first. And I told you there was a chance Perfectus will fall, though. At 17, doing the best that they can to fight back. They've taken control of Fountain, but still, ppoцecсоп is very much a part of this. It's duos galore. It's the Fountain ending. We're seeing Blue Zone nades being lobbed on in now. 777 is trying to single-handedly hold off ppoцecсоп outside. Again, as we said before, they haven't made their way inside the wall just yet. Now the wall is on them. They have to push around the corner. 77 fights one, finds the second, and that is Expendables out victorious with an 11-kill win. And finally, for all of their attempts, they find a nice game for themselves, taking that early, crashing that early. They do lose Delwyn, but again, the control that they had from the top side of
School was just too much for the other teams to deal with, on top of their amazing, immaculate utility usage. What a finish. Back-to-back School circles. It's almost as if the Na'Vi Twisted Minds fight in the early game had it written down. They knew exactly where the fights were going to be coming, and that was School. Frustrations in the faces of Friendly Fire, obvious. They thought they had it, but Dog Juice on the roof had a whole other idea. And I don't really feel like, you know, Friendly Fire played that poorly. They put a lot of damage onto the teams coming in, specifically Petrichor, when we're watching that, and they were taking fights that were smart, but again, it's just so hard to deal with the top side of that. We've added one more zoning utility piece in the blue zone, Nate, and it became too much for them. But now let's hop over to the highlights on the desk to break down this game. Back-to-back School endings, and it shows here in PUBG that even with similar circles, it can still be so different towards the end. That is what we love about it. But the Expendables are going to love it as well here. Getting the victory over towards School, and this was a big one for them to get themselves big points. And that's something we really love, right? That you're able to improve from what you saw last game to, okay, how can we do that immediately better back-to-back here? And of course, Flash, the only day I don't have him on my fantasy team, he pops off like that, so that's lovely too. And in general, all the teams that had to try to get out of Russia and that weren't in School already, it's just going to have a hard time because you have teams on the roof, you have teams outside holding on the walls, and generally, I got to say, it's been a really hectic one, but super impressive. First of all, perfectly staying alive for that long. Na'Vi and Twisted Minds fighting in circle one for School. It's just been a crazy School. It felt like a good old times of the hot drop times. Yes, actually, to be fair, Na'Vi probably did a lot of these teams big favors by taking out Twisted Minds early, or for the most part here, of course, as Perfectix did survive, but that's regard the Expendables here get themselves a big victory on the board. It was very chaotic towards the end, of course, here, though, considering that it was. Actually, I mean, it was barely easy for the observers to catch it all towards the end here, because narrowing down on the fountain just outside of that School location, everybody suddenly coming out of windows, jumping off the roofs, etc., coming from behind the walls. It could have been any other way. And it honestly, for me, if it wasn't for Friendly Fire, it should have been a Petrichor Road win, because they were the only team on the southern side that had full control of this position. They had 180 degrees south side of that statue, and they could just held out everyone else and use their utility on that rather than trying to save the teams or the players on the team, right? But yeah, of course, Expendables being able to get in here and completely pop off. 11 kills and a win for them in a School fight like this is extremely hard, but utility really did come into effect here. You could see how much, you know, your nades, your stuns, your blue zone grenades, everything is just crazy how much you can basically kind of hurt the teams towards where you don't want them. Yeah, very important here. And as you say, in terms of like all the other teams trying to scramble into School and things like that, there were only just a few ditches that they could go into, but let's take a look at the top four. Wow. Surprise, everyone was kind of in School and around it as the Expendables, Petrichor Road 17, and Team GPT gets themselves in the pot. And Expendables losing their first play at 11 minutes mark, right? That's really impressive for them to be still winning a situation that's hectic. Usually it requires a lot of bodies to kind of throw at. But of course, it is Dog Juice that's going to be popping off. Look at that. A lot of stealing going on here because of these 7 kills with 436 damage. Super effective kills to damage ratio for him. Understand why that's going on though, right? Like in terms of the hecticness around School, you find yourself in this, what is a pseudo-urban ending, and he will be the man of the match, brought to you by ядer here for this one, and it's 7 going his way. So, for that amount of damage, you know, as you say, very good stuff coming out from them. And now they're back on the road again, up towards that top 8 here to try and get themselves a decent spot. And considering, you know, they didn't have the easiest time when it came to winners, nice to see them kind of rising back to where we saw them in groups. Yeah, exactly. And of course, 21 points coming along with this. Petrichor Road stepping up to the case and getting 14, 17 getting 12. This is huge for them, of course, coming into it. They needed it. I'm just a little bit sad that we didn't see more than 4 points coming out of Friendly Fire. They actually had a really good... true. They had the what's it called, the scene, the auditorium, I guess you can call it, right? And they could have easily taken control of the eastern side, but they got held, they got shot, and Roth fell down, and Expendables had a huge impact in that with their 2 Molotov grenades that actually zoned them quite a lot. But here is the updated total leaderboard, 61 points for Twisted Minds though. Yes, so 9th through, well, all the way down to the bottom, 16th though. They do need to get themselves on the board in this next game though, because aside from Tyloo, there's slowly a little bit of a gap forming there. I mean, Sarvin though only got 2 points
points in the last couple of games. It's not been the easiest for them after they had a brilliant start to the day. It's only 18 points, though, from 10th place and all the way up to 3rd. So one good game for any of our mid-pack teams, and they're straight into the top 5. Straight back in, straight back in. We're gearing up now for our final Erangel here, and here is the Expendables, who, again, felt a little bit quiet in that winners bracket, but here in the losers, like, looking to pop off. And as I say, we kind of skirted around the idea at the beginning of this death segment. I love when teams get the opportunity to adapt to almost exactly the same circles. How many teams all of a sudden barreled into school, realizing there was a bit of chaos going on in there and trying to take a piece of that for themselves when they know that that is such a strong location for try and stage their campaign from. Yeah, I love that. You know, it's a second chance back-to-back there. That's just where you see the teams that really prevail, that really are kind of upping their strategy, and they're applying it straight to the next game, right? And we saw, I mean, obviously there's the whole Na'Vi Twisted Minds case is a different one. It's a little bit of a fight for the first and second place for fun, almost, right? But still, you saw 17 Gaming. All right, we're going to take the gym and we're going to take it early on. We're going to fight for it. We're going to try to keep it to ourselves because having that is super strong as well, no matter what type of school it usually is. And that's what I like about it as well, is that you can kind of hedge your bets, because as much as school is what you would in theory think of as a small location, it can actually house quite a few teams. Oh, yeah. With swimming pool, with auditorium, with the multiple levels of school and how all that dynamic works out. So as long as you get in there without a full four-man team looking your way whilst you're looking for that crash, you can make that work quite nicely, because you can use the wall as a checkpoint to get into those buildings. Yeah, and once they're inside, you know, you can see when the school is like the last zone, you can be the last team to come in from any angle. You can house 4 additional teams to be on those walls, right? So it's just, it's lovely to see, and there's a little bit of a throwback to when we, you know, back in the day, 2017, 18, we had so many school hot drops, so it was fun to see. Yes, we did. A lot of school starts, but those school endings, they'll get you. But anyway, it's the final game of the day here. Erangel's on the cards. Let's head over to the commentators for all the action. One more match left here for the first day of losers bracket before we head into tomorrow, and then half this lobby will be eliminated from PGS2. Back-to-back schools is what we've had so far. Let's see if a third one's gonna come around. Godspeed, this playing path, it ain't impossible. It's definitely not impossible. I would not. 3 schools? I would not mind a break from What do you school. mean? You want a break from school? I was not, you know, as someone who didn't enjoy school that much in the first place, yeah, I wouldn't mind if we went away from it, but you know what? Who am I to deny? Who am I to decide? Exactly. Will the players decide? Do they want to go back to school? I think that's a no as well. How did you do in school? Just fine. Perfect. I mean, I did fine. I just, you know, I preferred to play games instead of do my homework, so... I mean, I might have done the same. Well, we'll see. I only took school so far. I'm not one of those uni lads like most others. I went for a little bit to uni, and then I decided I'd rather do this. Exactly, and this makes perfect sense because it's a hell of a good time. We hope, of course, that all of you guys out there watching are enjoying the show that these players are putting on for us as well. Xiaoyang, is he going to drop down to school just because? I don't think so. But then now, Larix, few shots fired, trying to force off E plus Kia. I think Americano should be safe in trying to transition out of that one. And Circle, 8 seconds away from revealing itself. Quiet early game here. Maybe, just maybe, that bodes for a chaotic mid-game for us later down the line. Yeah, and again, everyone is able to comfortably get into the circle because of the plane path. So no, it's not going to be school. I'm not going to put... Now it's cursed. Now it's going east. Maybe not yet, yeah, but we do see much more of an Everest central circle here as we watch D plus Q. They're going to be rotating here on the west coast, and they're actually going to be the only ones pretty much getting to South George and getting that all for free. Interesting, though, when we look back to yesterday's games, double militaries, and now we get all 3 matches in and around the river, the Yas River, George River, whatever you want to call it, and up towards the north it could potentially swing here as well as we take a look at Expendables. Victors of the previous game, a team that, I mean, really has thrived in all lobbies and still not been able to make their way through to the grand finals off of winners bracket. Yeah, even though they did have a nice run in the winners bracket, the one thing that does still impress me, even though they have kind of struggled just a bit, is the fact that they haven't let that get to them, right? They're still playing their game. They're still going for their plays, their sends, their crashes, whatever have you. They're still maintaining the level of play that they
did in group stages, even going into the winners bracket, because again, they were close. It's not like they got absolutely shut out in winners bracket. They still had some good plays. They still definitely took the fight to some of the top teams and won those fights. It's just, again, because of how scrappy they are and because of some of the way that these circles have actually played out, it has been a little bit more of a rougher go for them, but I still very much believe in that team. Now, I might be putting more into this than there actually is to analyze, but I love the fact that you saw Ppocecsop, as soon as he picked up a gun, he just started shooting like a crazy person while looting. Keep in mind that he was dead for, what, like 28 minutes of the previous game? He was just sat there watching and waiting as Ppocecsop tried to claim some placement points for the team, and he was like, you know, it's been a while since I fired a gun. I just want to, you know, I don't want to get surprised whenever I start shooting, so let's just get some reps in before things get chaotic. As someone who's been there, as someone who has not been able to fire their gun, you know, due to mistakes, it feels nice that, you know what, I'm going to shoot this thing no matter what. Whether I'm shooting at someone or not, I just at least want to fire some rounds off so I'm not just sitting and spectating pretty much the whole lobby. Because, yeah, every player at this point has done it. It sucks. It's not fun. Not fun to call without having done it. That being said, though, I will say there is a lot you can still do as a dead teammate, especially keeping track of the kill feed, looking at circles, maps, talking about rotations. I mean, if you do die, especially if you have a mind like Ppocecsop's, right, you are going to be able to give out so much information to your team. And I feel like people who watch tend to forget that is when you're dead, you're actually probably the most vocal on the team. Yeah, I mean, I've heard it from players before, IGLs in particular, that have said, we actually feel like I actually feel like I'm more useful to my team when I'm dead, because you can swap back between the perspectives of your teammate and give info based on all the screens, whereas when you're playing, obviously you're going to be mainly, if not exclusively, focused on your own monitor, right? So some players do, while they obviously won't be able to shoot opponents, do feel like their contributions to the team tend to be as good, if not even better, when they're actually dead in the early game. Yeah, not that these IGLs want to be dead. Well, no, by no means. But yeah, you're absolutely right. They're able to switch through perspectives, make sure they're kind of not necessarily micromanaging, but just kind of helping the team, especially if they're watching the same angle or making sure they're keeping track. Again, the kill feed is one of the biggest skills you can have as far as being a pro player, whether you're an IGL or not, is keeping track of that and feeding that information to your team. Also, I've heard it from players before where you'll have a fragger who is obviously really good mechanically, but maybe doesn't feed information across that well. If you have a player dead that is strictly on that person's POV, to say, you can just stop talking and just play. I'll tell you everything that happens on your screen to our other players. So, taking pressure off the hands of players with phenomenal aim, I think that's what everyone wants to do. Yeah, when you're, as Gustav said, just basically just focus and be selfish on yourself, it actually does help, especially when you're such a talented fragger, right? Yeah. Whether it's Gustav, whether it's a player like Ppocecsop, who obviously has more than proven that he's a monster on the server. Yeah, it's so nice. And look at this clutch here as we watch from 7-7-7 to the last game to win this one, Toby. This is what we were talking about just before. If Ppocecsop can't get an early entry like around that wall, if they can't get in before the fights end on the other side, there's going to be no way that they manage to cross on in. Had they been just a couple of seconds faster, they might just come up victorious, but Expendables were able to bring that one home. I really do like the split that we see the Expendables actually employing right now. They do have two members at the very top of Everest, so they're going to be able to feed quite a lot of information to the team that is just to the east there of that yellow and ice cream shack combo, as that's going to be a nice hold. They do have to worry about a team crashing from their east, but again, with the information being fed from the other two in Tanvu and Delwyn, they should be just fine. Looking at the leaderboard here, of course, some big surprises, both in good performance. The fact that we have Game PT up in third currently is pretty impressive, but also the fact that we have Daytrade and Luminosity sat down the list. 4M has slowly started to get the ball rolling, so sat at a, I won't say solid 20 points, but a pretty decent 20 points currently. We'll see what more they can get going, but I think coming into tomorrow, I wouldn't be surprised to see just chaos galore, because we're reaching a point where for some teams, especially when we reach like just a couple of games left, they have to go out and do desperate things in order to qualify, and that's when, like, if you aren't prepared for that sort of thing to happen, for the tempo on the server to just change from game to game, you'll easily get caught off guard, especially for some of these teams with not that much LAN experience. I mean, DMT, one of those, right? Yes, Mamu obviously has quite a bit of LAN experience, but the rest of the team is rather green when it comes to this. Definitely. And so it's really different when you watch to when you're actually in the server and you're in this last chance qualifier situation with a lobby this strong, to see this many teams crash. I mean, you would normally be prepared for a crash, but when you have
multiple teams then making these plays out of desperation, it becomes a completely different ballgame. And the thing is right now, I mean, we've seen it after both the last two games that have ended, how players, at least on some teams, seem rather demotivated. They're frustrated that things aren't going their way, especially if, as we were saying, you're only getting so many chances with circles going your way. They get the circles, they just cannot convert into good games. That's a good point. 16th right now to qualification is a 3-kill win. It's 13 points up to that 8th place. For no one should, I know, of course that's much easier said than done, but no one should be super demotivated right now. It's still very, very much within reach for all these teams to go out and qualify. Especially when you have teams like Twisted Minds and Na'Vi potentially, again, point sponging those points and causing this massive, top-heavy leaderboard. It's going to be much more feasible for the teams on the bottom. As you said, Day Trade just a 3-kill win away from getting into 8th place, because we're playing for top 8 here. And so this is not only very open, but very possible. Even if you're a team like Day Trade or Arena or LG who has another bad game here, you still have 6 full games tomorrow. Yep, something that we don't see too often is that we're currently with still a minute and a half left, but everyone, I guess except for Olympus and Master, who just because I was trying to make a point drove out of the circle again. just to spite like, oh yeah, no, Toby, you'll be wrong about this in just a moment. But everyone is inside the circle. They might not all be in the best positions, but everyone has made their way on into this fairly easily playable first circle of the game. Now we do of course still have the river in play. We have Everest in play, 2 of the kind of heated areas of this map. And should this one swing north, there's no telling what kind of chaos we'd be in for. But for now, teams here slowly getting closer to one another. You can see Mamu weaving left and right here. I think he knows they're up there. I'm a little surprised he's this aggressively going forward. He got shot at from there just a second ago. He's gonna literally drive right on top of Tai Lu. What? And he's I don't. Mamu. What? He got shot at from here by that's 2 a big people. Mistake. That's a very big mistake. So DD team will now be down their most experienced member here. That's the main. When we were just talking about if you die early, maybe sometimes you're more an effect for your team, but not in this case though. I don't know what the idea was. He went left and right. It was clear to see he wanted something up there. He wanted to make a move of some sort, but with shots coming in earlier during his transition, maybe he thought they had left. Maybe he wanted to claim the spot, but even then, I mean, DD team has sat 3 players on top of each other in that compound with the entire north to roam. I'm just as confused as you are, Toby. Yeah, I'm really trying to make sense of it. Really am. Yeah, but again, especially when he got shot from there, so it is going to center up on Everest. These circles are actually very fun to play, especially if you're one of the teams like TE on the tip of Everest. But this also does pose issues as far as how they want to approach this split now, because it becomes much more difficult with other teams starting to center up around you to be able to hold this. Let me put it this way. If you're a passive team, you go down the hill. If you're expendables, you send everyone up on the mountain. And they expect them to, right? They are so freaking good at any distance in the game, and they're really warm right now. I would imagine coming off of a win there as well. They got to be setting up there. They got to bring all the ammo, bring the big scopes, and just start farming. Especially because if you are holding the top of that hill, it can be very conducive to a team fight. The problem though is when you get pushed on both sides, right, on the east and west. So we'll see if they can defend it. The Expendables have shown they're able to fight multiple teams on that front, but we also now see friendly fire sending it straight up the hill into the Expendables. A lot of teams trying to claim some real estate here. As also both Na'Vi and Petrichor want to make their way inside this circle. I think Melvin caught the entire team on the other side of the road and figured, you know what, I might just slow this one down a bit. But now, speaking of Expendables, here they are. And as you said, friendly fire wanted a piece of it, but they are being closed out instantly. Sharpshot does find one, but he's lost 3 teammates in doing so. Yeah, and this just, I like the idea, but they have to have known that there was someone already on here. And so driving across the field against so many teams, I didn't actually get to see where they were before this, but that was a disastrous push, unfortunately. A little over-aggressive, a little overzealous. They're sat on the cusp of qualification right now for those finals. So again, even if things go against them here, even if they've been a little demotivated coming into this one, they should be happy with the game that they've had and look good for tomorrow. So Expendables will go ahead and take them out, and essentially all that was for them was just loot delivery. Now as friendly fire will fall the first team in the final game. Day number 1 here in the lower bracket, and so Sarva just taking some shots. I think they even picked one of those off, yeah, trying to see if they can steal something. Little do they know there's really nothing to be stolen. A 777 should be able to get back on his feet.
In the meantime, everyone else trying to wrap on in. We don't really have anyone on the southern side. I mean, Gatcat, Chopsticks, that whole area somewhat unoccupied. George Paul proper not really being utilized at all either. So areas of the map that we have seen, these circles swing towards the hospital as well, still open. It's just one hard shift away from being the prime real estate. Yeah. So, and with the amount of hard shifts that we've seen so far in this tournament, I'd be surprised if we didn't get some sort of a wild shift here in the third. If anything, I'd be surprised. Yeah, I'd be surprised if we didn't get that shift, as you said. I mean, it's going to end north of the river now. It might just. okay. 4M needs a good game. 4M needs a good game. We'll give it to them. 4AM has a nice split on the north side, but yeah, I mean, we do imagine this will probably go south. They'll probably center up even on the position now held on Everest between the Expendables and the Arena. But I like this from the Expendables. They've actually given up the center of it, and they've opted to just control the east side of Everest, where they still have a couple members there split. So very nice from them, as they've been so proactive. Liking that they maintained their split Expendables as well. They tried to commit, tried to make sure that there wasn't any issues. Ooh, Flash, that's a costly crate. Snake is able to pop his helmet off. At least he just got a level 3 one, so it should still be somewhat intact for him to find on the ground. Yeah, they should be able to get him up, but again, LG as well, they're in a very nice spot regardless of this shift. They will have something to play. They even have that split in Gatka proper, as this will go a little bit north, centering up mostly around George Crates, but again, Everest very much a factor in this circle still. King of the hill, Cold first one to move from DD we saw just there, winning out to the shop in the middle of the open. It's not an easy spot to play from, but if you can just prone it out, wait it out, it could be in a pretty good position there. Twisted Minds are coming off of some really good games here in the previous ones as well, wanting a piece of the mountain, but Expendables not allowing anyone in here on the east. No, and especially if any team rotates in between the Expendables, they're in for a world of hurt, as Twisted Minds, as you said, it's going to be rotating in and trying to get around this kind of blockade here set up by the Expendables, and they're going to go more towards the center of Everest as they send it there on the north side. Yeah, they're trying to, and now they've realized that there's a second team above there, and now on the west side, it's going to be Sarvam using an emergency pickup as Crazy will find Perfectix. Sarvam flying in Perfectix, and Twisted Minds realizing that it's a little too hot up on the hills right now. Down they go, but taking casualties in doing so. Lou almost getting run over there as well. Not looking like Twisted Minds really knowing exactly where they want to go in this rotation. There's really no good spot here, as the Arena now taking shots from above. Mighty has found a little bit of damage already, and they're going to make landfall there. It's very uncomfortable there for Twisted Minds, and again, another game where if they potentially go down early, it opens up the leaderboard for the rest of the teams underneath. Definitely does. Lou trying to get healed on up as his IGL falls right next to him. Maybe he can lob a smoke to get the rest on through, but even then they're going to be in trouble with teams still on the other side. Sarvam flew in early. Game PT flying in right behind him as they're looking for people in the air, but they've already landed. Oh, and here comes the mortars. Here comes the mortars. Mortars coming in from the west side could devastate any of the teams, especially because there's no cover on the top of that mountain that would protect you, at least from mortars. As look at 17 now making their approach. They have a nice little foothold here into the southeast, and so they could push up onto the Expendables. And look, they're actually consolidating here, Toby. Yep, Delwyn saw it, saw them coming in. Doctors comes down to 45, but I'm honestly a bit surprised that they're not just at this point saying 17. I mean, either say 17, you can come in, we'll go up on the mountain, or give up the mountain to take out 17. I'm worried that if they try to take the fight down below, other teams will try and punish them off of doing so. Daytrade in particular, down towards that western side, it looks like a pretty obvious third-party opportunity for them. So the fact that Expendables are trying to maintain this 2-2 split still is, I don't want to say worrying, but I feel like at some point soon they're going to have it. It's very risky for sure. It is risky. I agree 100%. As we weren't praising them for that split earlier, now I do think it's time to consolidate. They have to know that there's a team coming in on the southeast. Exactly. I mean, they do know. The question is whether 17 is realizing that it's a 2-2 split they're running into. I think if they knew, they'd be crashing straight into the buildings. Yeah, that nade was so close to actually just finishing off that duo there of Twisted Minds. We do see Forest now. They did rotate into the south. They have a dip to work with for the time being, as LG is going to be right above them, sitting in North Gatka. And this is going to set it right on at Everest. I absolutely love these circles, Toby. They are difficult to play, but also oftentimes you'll know whether or not to be in the south or the northern side, but right now it's dead center. E-Arena, the current king, sat up on Everest, but I've seen it so many times where the team that currently has control will not be the team victorious by the end of the game. Especially when you have multiple teams pushing up on each side. Daytrade now trying to defend a crash here from Forest, and Master's actually going to get flushed there. But Forest is making the case for a fight, but they're getting
third party by LG. So many teams trying to shoot in from the side. Luminosity not wanting to go full in on this one, but taking what they can from a distance. In the meantime, Petrikol, Na'Vi fighting up close as well. Scabby Munto trying to fend off here against Belmoth, who just exactly gets out of the building before the nade pops. Another game, though, where Daytrade have a position they just can't defend. They just cannot hold these fights. And now 17 will come barreling around on the north side of this, and they'll take control completely. But look at LG as well in the west. All the teams want a piece of the pie here. They know that 3 points are good points, and at this point, with just 7 games left to play, they need everything they can get. Luminosity are pulling up. They're realizing now that 17 is here as well. This is going to get really chaotic, because look at this. Luminosity are still looking on the southern side. Maybe they haven't even realized that 17 is up top. This is very dangerous. They do have a nice wrap there, but yeah, they must be aware of 17. They're falling back. They're falling early. back. Yeah, they have to know that they're up here, especially with these smokes now. So they will take over this compound. 17, though, will take a stronger position up in the north in those ridges. Whoever called that, whoever called the disengage, thank you, because it looked to me like Luminosity were running straight into a trap, thinking they were going to get that one, getting backfilled by 17 Gaming, which could have caused their downfall. Petrikol goes down 13th place. They're done for the day, sat at 7th coming into tomorrow. Luminosity now with a very big chance of, as long as they can just, the thing I worry about for them is actually Suju, right? Sitting in that ice cream, just prone. With the rest of 17 looking back, able to kind of overwatch, especially when you're putting pressure on a team like that, when they know there's someone to the north, they're probably not going to expect someone just being solo there. While this fight is brewing, we're hopping up towards Expendables and 4am. 4am just crashed up here. They know for a fact that Delwyn isn't here. They've caught the split in a perfect timing, and I'm loving this. I cannot disengage proper, but at least just a step back and then try and throw some utility, try to buy some time for your teammate to get up here. But Crazy lobs the nade perfectly over the top. That's going to have to force, force Expendables to have to take the fight. This is actually such an important position in this circle because of the way that you can pull up and then also just move up on foot as a team. So 4 angry men would love to dispatch the team of the Expendables, but Duckjuice firing back, trades coming left and right as this is down to a 3v3. Crazy is down as HSSM trying to go down to the other angle, but Tanfu as well getting the top side of this, and he's gonna find one. Expendables are on one. They're here to win it all as they push further forward. Tanfu peeks up, finds the first one. HS tries to get the kill in return, but not gonna happen. He's a solo player left alive. He wants to punish them for being down low, but now Tanfu falls as well. HS, though, forced to go back into hiding as shots are coming from over the top. You'd have to imagine that with Duckjuice there, is he gonna go for the rest? He should, but no, not yet. He wants more because now Delwyn is here to help. Yeah, fortunately for both of these teams, it's actually gonna be Delwyn to find that. E-Arena was not able to get as much of the damage on them as they wanted because of the fact that Na'Vi is pushing on the other side of the hill. 4am had a 4v2 entry to that fight, but Expendables were able to fall back and use their utility to keep them alive for long enough to stay put. And now, let's just say that Luminosity getting blown to pieces by 17. Great utility use the molly to isolate, force them into one same position, and then Lup nades on over Sushu now. It's going to keep Relo blind at least for a little while. Relo knows that he has to make a heroic defense here as he does do a little bit of damage here on the side of 17, but again, they are just so good at constricting the space as Flood is just gonna have to back off. Has to leave 30 alive. You know there's still placement points to fight for, and right now, if you're Luminosity, you'll take anything you can get. 18 points in the day so far. They can still be claiming more as Flood tries to make the run up towards this hillside. Na'Vi have been fairly quiet this game so far, and now they will be able to move up this, and I worry about the rest of the teams once they're able to find their footing. Sheila will go down, and this is a fight on the northwest side here between D plus Kia and Sarvo. And it's so hard for them to really do anything, especially with Na'Vi peeking down from up high, because E-Arena doesn't do a whole lot to suppress Na'Vi. They get free roaming opportunities, free space to try and peek down the hillside towards the north. It should be some pretty simple flushes coming through, but as I say that, KM peeks on over, finds the first. And E-Arena finally coming alive again. They've been at the top of this hill for so long, so they'll be trying to get damage onto the teams around them, but finally starting to put the pace on to, I say, Na'Vi, as it's going to be actually Twisted that finds a knock on KM99. Everyone's trying to get a little piece of the action up on the hilltop here, and E-Arena, in my opinion, has allowed too many teams. I know you can't keep everyone off Everest, but allowed too many teams too close to really dictate the flow here. On the other side of that, Na'Vi in full control. They know how they want to play. They know what they want to have other teams do in response to what they do, and today has been a complete opposite of the winners bracket performance that we saw from Na'Vi. And a full reset from them as well is going to give them a nice foothold here. Again, they're in the circle. They do have to somewhat worry about maybe a couple solos coming in behind on the west side, but
Na'Vi actually with a nice position here. They've already got one member of E-Arena eliminated. They should be able to push up and take control, as you said, the Kings of the Hill. Snakes trying to creep their way up towards the mountaintop, but Flood and Zenith, it's gonna be a long run up. There's Tanvu through the leaves. Spots Xiaobei, has an angle and Lil goes too, but can't quite find him on the backside of the smoke. So they will be able to recover Xiaobei, and I like this position for 17. Even though on their low ground, they're kind of avoiding all of the chaos that is happening on the north side of the circle or the very peak of Everest. As Zenith tries to go for something, Baron Peak will find it. He'll get that point as well as the elimination. Yep, snakes galore on the other side of the circle. As you'd imagine, Baron Peak falls in just a moment as well. There he goes. 6 teams left alive now as this first day of Losers Bracket is about to come to an end. The fact that Twisted is still alive after sending it to the top side of that for so long is impressive as hell, as they're also able to maintain 3 members in this. Now Na'Vi has to be wise about this one. If they allow 17 up this hill or to check any control at all, they could easily get in trouble. And for E-Arena as well, maybe allow them to wrap over, because now Na'Vi is fighting on their side. This should be the go push sign for 17 to make a play. Look at this. Twisted has now knocked 2 members of Na'Vi, and E-Arena, as you said, they really need to start taking control of the top of this mountain, especially because they have the high ground, but so much damage has come out. Larix is actually going to have to go down and prone, and now the other 2 members are a little hesitant to peek over this. Teams on the hillside suppressing each other with expendables trying to shoot from down below. In the meantime, Batulans is doing everything he can to take out what has become the rivals on the day in Na'Vi. Mithi trying to fall back as the arena lose 1. They'll be, I think, pleased with not losing more, as it got dicey for a moment there. They're giving up so much control right now, Toby, and I don't agree with this. They have the opportunity now to hold Twisted on the low ground, especially when they're right next to Na'Vi, but they're actually just content with just, I guess, peeking on the other side of this, and now this is the problem. They need to choose a side, but now they're getting sandwiched. Sure do. Expendables creeping ever so much closer, but they have a threat right behind them as well in Scabby, who has not made a move in the last 5 minutes time, so they could get back step themselves rather easily. Flush comes through for Tanvu. In the meantime now, Twisted Minds, look at this, Perfectix. No helmet, no vest. They've been battling up close for a long time. In the meantime, Batulans, full fresh level 3 gear available. It's a very dangerous man right there, as it's going to be Delwyn finishing off Scappy, and more importantly, he was able to at least delay the Expendables with that knock, and so they should be able to get Tanvu up, as 10 kills on their side, and just like that, Xiaowu will fight Alia, and Na'Vi will fall. Here comes the committed push up over the hillside. Once they get Na'Vi down, they know there's space to make a move. E-Arena is trying to the best of their ability, hold him off. Shots come through. Sissy in the end does find Batulans, but now let's see if they can get more of it. No, not gonna happen. Xiaowu is there. Too many angles. But Twisted Minds, keep in mind. And you called it. It was going to be 17 coming up on the bottom side from the south. All the other teams have to be very aware, but Sizzy will find it, and so will Larix. And all of a sudden, 17 is down to just 1, but they will wipe E-Arena. Here comes Expendables, full speed forward. They're looking for the back-to-back. So far, it's a 3v1. I'm not assuming that Xiao will be able to get the res on up to Lil Ghost. He's going to have to pull off a hell of a performance. Because he goes for the res, he cannot heal. Half HP on both now, trying to commit to first stage. Will they get them? No, they won! Tanvu with the double and a back-to-back for the Expendables. And it's so impressive. We talked about the way they split Everest with that low ground compound earlier. The fact that they were able to push 17 away from them on the south and then take multiple fights at the top of the mountain. What an absolute amazing play coming out from the boys from the Expendables. We complimented them through group stage. We said good thing about them doing winners bracket as well, but here they are. Tanvu with the nade lopped on over, gets himself the double, and look at the smiles on their faces. Yet another APAC team out here impressing the entire global stage. And again, we also talked about the fact that even through the bad games, the Expendables continue to just play their game. You know what? We had a bad game last game. We're still going to continue to do what we do. We're still going to go for those splits, and we're still going to take the team fights. So impressive from the boys from APAC. I think one of the biggest takeaways as well for today's matches here has been, yes, I know that Tanvu and Expendables wins too, but it's the teams that we're expecting to see step up that are starting to step up. Na'Vi, good day for them. Twisted Minds, good day for them as well. Good to see them finally get things going when it matters most. Absolutely. As we head to the desk at our highlights.
That's right, thank you. It's the Tanvu 2 as Expendables get 2. They have got themselves big points on the board once again. I mean, honestly here, looking at this Avenger, they might have just qualified for the finals, considering what they've been able to put up in these final few games. Yeah, it's been looking really good for them, obviously, coming into this. They're going to be in the, something like late 50s points, so extremely impressive for them so far here. And what a day. It's, I gotta say, though, their angle circles and games in general has just been absolutely wild here. Back-to-back school, and then we end on Everest. Perfect circle and Everest as well. It's perfect. I love it. Yeah, brilliant stuff. Really testing these teams in the losers bracket. I mean, have we ever seen a string of back-to-back ridiculous circles like this? No, not like this at least. Especially it's so legendary places as well, right? Yeah. Expendables 12 though, for another time where they had 11. So 2 insanely big games for them, of course. Yeah. For them to qualify pretty much on day number 1. Very impressive stuff here, especially on a finish like Everest. When it comes to holding down Everest, we saw Expendables be challenged multiple times, actually, by the likes of Friendly Fire, by other teams that were trying to kind of wrestle this position away from them. And the amount of teams that can coexist on even top of Everest, never mind the sides of Everest as well, make it a very tricky circle to play. Yeah, for sure. Especially when you have that kind of perfect circle around it, right? Then it becomes like one top hill, and there's so many crevices, so many rocks that you can play slowly towards upwards. I like the emergency pickup try though, to get on the top. It was fun to see, but yeah, of course in a situation like this, it's just rough when everyone's already high ground. Yeah, definitely. So, I mean, looking at how this is playing out here for Expendables as well, obviously we already have, the cast has mentioned it as well, APAC looking fantastic, and now with the fact that we've got the Expendables also, once again, looking great. I think that this is just a region we not only have to keep our eyes on, but consider for potential champions on international stages very clearly now. 100%, what we've seen from Cerberus, also, I mean, Expendables is in the group stage. They were crazy good. They're extremely close to qualifying in the winners bracket. They were a few points away, and here now, of course, the top 4 teams with 22 points going the Expendables' way. And a team that we haven't talked too much about, E-Arena, actually getting themselves a top 3 finish here along for the ride too. They, of course, were actually in dead last before this game and have got themselves some decent points there. But Delwyn able to stand out here for the Expendables. Yeah, another great game for him. He obviously showed what he was capable of prior to this, especially in the group stage. And now with 5 kills. Also, Tanwu, another good showing from him coming in with this. In general, these guys have been just having a fantastic day. And as you said here, very likely that they're just qualifying off day number 1, so they can play whatever they feel like once we get into tomorrow. Delwyn taking that man of the match here, brought to you by Quidia, and looking good whilst doing it. That being said, though, there were 3 members here of the team that were getting about 500, 600 points worth of damage coming in from a vantage point quite like that. And really good use of utility as well. I think that it can't be understated that some of those crevices are easily exploitable by things like nades. They were able to make great use of that. But across the board for today, it is Twisted Minds that's going to take the top spot. And, you know, you can probably thank Perfectix for about half of all that. Yeah, something like that. Yeah. In early 20s, he's going to be sitting around there, so really good to see, of course. Fantastic if you have him on your fantasy team. And 4 teams are going to be in our double digits here. Navi, once again, with more than 10 points here, 11 to go their way. Yeah, very, very good stuff. So, I mean, we could probably guarantee 3 teams already through, right? Like Twisted Minds, Navi, looking great for EMEA, and then... 69, nice. Very nice indeed. And then you have the Expendables wedging in between those 2 here with now really 59 points. Those 3 have been absolutely popping today. Yeah, they have. And as you say here, with these 3 teams, it is just almost guaranteed for them to go through here, of course. So really interesting what they're going to be going back to the hotel and kind of arranging for tomorrow, because of course you can, now that it's the last chance here in the losers bracket, lower bracket, then you can actually deny a team going into the grand final if they are contesting your loot spot, or if they have a loot spot that you want to take, or if it's a team that you don't want to face in a grand final in the best of 18 that have, you know, this kind of pedigree of teams in there. Yeah, I mean, and especially now that we have actually 3 battlegrounds compared to the 2, there is all the room in the world that could actually become more of a focal point. The fact that you have the potential kind of rotations alongside you. But anyway, let's focus on some of the awards for the day. It's the Colonel's Choice here from KFC as we take a look back at what was going on. Surprise, surprise, over towards school. Yeah, it's just, I think the Colonel's Choice today is just going to be Ppocecsop and all his kills that we have caught on screen. Of course, here, he has 9. He has 1,400 damage and 9 kill in this game alone here.
Could have been more, but Lou said no, I'm going to go ham with the MG3. Yeah, I mean, he basically brought home 10 buckets of chicken here, did Ppoцecсоп here throughout the day, looking fantastic whilst doing so. So good job here by Ppoцecсоп and Twisted Minds. But let's move on now, of course, as we have ourselves the Dr. Zulaiman Halabib save of the day here for all of this. And actually, it was the moment where Tyloo was having a little bit of a harder time alongside this river embankment here, Avenger, and eventually did get saves going. Yeah, of course, this is one of them. I think there could be more, but yeah, this is one of the big ones. Tyloo, of course, one of the guys that, one of the teams that had some rougher situations. Well, this was one of them, but they managed to get back on their feet, but they didn't get too many points out of that game. And it's time now to take a look at some cars from Abdul Latif Jamil Motors as well, the ride of the day coming on in. And again, oh, look at that, Ppoцecсоп. This was a good survive as well. He almost seat swapped him, but he had no more bullets in his AUG, so he couldn't shoot back at him. Oh, well, a little bit of a shame that here, but again, what a great showing here coming out from Ppoцecсоп throughout the day. Some drive-bys as well here, Avenger. Yeah, and right now, of course, if you can check out a new car, you can go to Abdul Latif Jamil Motors, or you can go in game and you can check out the new Aston Martin. You could check out the Aston Martin, which I have all three of already. I think you might have them already I got as well. I had a little bit of a nice. little bit of a situation yesterday. It was fun. I went for the bright green one with the little orange motif. Let's go for the chrome one. Oh, I like it. All right, but tomorrow, of course, we've got 6 more matches coming your way. It's bish bash bosh, the same matches, just in a different slight order, and it's going to be a great old time. What a day we've had, Avenger, here. Yeah, Erangel especially. Whew. For sure. And now, of course, that we're ending at Erangel, and I gotta say, gonna be really interesting to see Miramar tomorrow. Like ending on that's gonna be a huge case for some of the teams that have better loot spots compared to what they used to, but also that feel more comfortable in like the Miramar environment and terrain in general. Yeah, and of course, this analysis is brought to you by STC Play here as well for PGS2 from Gamers 8. We have had such a pleasure actually covering so many of these games. I'm really loving what we're seeing from Tego so far. I love what we're seeing from Miramar, and then Erangel threw us this huge curveball that we just, again, it bears repeating, we just don't see these crazy string of circles quite like this. Sure, we might get a west circle, an east circle, maybe some coasts, maybe a military, but this was ridiculous. It's also fun how we started the day with saying, yeah, it's it's the same old, it's figure it out, and then they're throwing these kind of curveballs as circles right for school. All right, well, thank you very much, Avenger. Thank you to everybody tuning in around the world. It is time to head over to the stage to talk to some of our players here from day one of the lower bracket. Welcome back to the main stage where myself and Sandstorm are joined by Pixel from Friendly Fire. How you doing, man? You okay? Yeah, I'm fine. We didn't have the best day, obviously, but we're gonna bounce back, I hope. Yeah. I mean, let's talk about that, right? Let's talk about that. Let's talk about today. I kind of want to know how you're feeling about it, because you're within striking distance of qualification, which is, tomorrow, so you've got plenty of games to go. But talk us through today. Talk us through how you're feeling, your performance. Personally, individually, I feel like I was here, but I wasn't playing. Like, it wasn't like I was just dying in the rotation and did some bad mistakes. But, well, it is what it is. We're gonna have to bounce back. As a day, we had a really good start. Or like, the first game maybe wasn't the best, but the second one, we, as I said, bounced back. We are ready to do that tomorrow as well. But after that, hey, Twisted Mind, I don't know if you hear me, if you see me, but Batonins, hey, I'm pissed. Their bosses are right there if you want. Their bosses. I see you. No, that kind wasn't no, I'm not going to say it wasn't fair, but it wasn't nice, that's for sure. After that, it was just going slowly downhill, but as I said, we just have to bounce back. Yeah, I mean, let's talk about tomorrow then. Talk about bouncing back, okay? What do you think you guys need to do going into tomorrow? What are you going to talk about? What do you feel like is the hot button that you need to discuss for tomorrow to kind of really bounce back? I would just say play more smart. There was a couple occasions where we could have gotten more points, but we just decided to leave our initial plan and just do something instead of just following the one thing. So I guess that would be the week 1 key. And the second key, hey, use me. I'm literally just built to bounce. So that's probably what gonna be the key. بنرحب باللاعب بيكسل من فريق فريندلي فاير اللي حاليا متواجدين بالمركز التاسع بالترتيب العام بعد نهايه اليوم الاول من اللوزرز براكت، وحبينا ناخذ رايه بما انهم حاليا على حدود التاهل للنهائيات الكبرى من بطوله PGS2، كيف شعورهم او كيف برايه الشخصي كان ادائهم خلال مباريات اليوم؟
رأيه كان إنه هو يعني عم بتصير غلطات بسيطة هون عم بيتم إقصائه على البدري في المباريات، وغير هيك يعني غلطات بتصير مش منه وبس، برضه من الفريق نفسه، لكن عم بيحاولوا يشتغلوا على هاي الأمور، عم بيحاولوا يعوضوا هاي الغلطات ويرجعوا باليوم الثاني بقوة أحسن. وغير هيك حبينا ناخذ رأيه إيش حتكون الخطة لبكرة، تقريبا نفس الموضوع، إنهم يركزوا على هاي الغلطات، يبعدوا عنها ويحاولوا يلعبوا بهداوة أكثر، ويركزوا على الشغلات اللي بإمكانهم يشتغلوا عليها. وغير هيك يعني في كان عنده كلمات منه لفريق تويستد مايندز، بس هاي بنخليها بينهم وبين الفريق الثاني، لكن بنشوف ايش حيصير معهم في باقي المباريات. بنشكرك بيكسل على تواجدك معنا بالمقابله. Thank you very much for joining us. I'll give you that one for free. وبنشوفك باذن الله بكره في باقي المباريات. That was insane. Thank you so much, Pixel. I really appreciate your time and thank you for joining us in your post-day interview. Like we've already said, you've got plenty of time tomorrow to bounce back, so we wish you the best of luck. Thank you so much. And if you could please exit towards Peter over there and hand him your microphone. Thank you so much, Pixel, because once again, Sandstorm, we've got one more interview. I'll let you intro him. Go on. Oh, okay. Well, it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this time we would like to welcome Alia from Na'Vi to the stage after an incredible performance in day one of the losers bracket. Banks, take it away. That's right, Alia. Okay, I've got to say, first and foremost, you know, a huge Miramar win. Really, really good. You got loads of points on the board, but it seems like when you guys get on a roll, it's like you're unstoppable, but it seems still like quite a varied performance. Can you take us through how you feel about your day today? Тебя спрашивают, тебя, говорят, во-первых, поздравляют с большой победой на Мирамаре, и вообще спрашивают, как ты себя чувствуешь по поводу того, что как вы сегодня выступили? Ну, после виннер-брейкета, когда после такого провала мы сыграли так хорошо первый день лузер-брейкета, это однозначно повышает уверенность. Это круто, я доволен, но можно было лучше. We feel more comfortable after the first day in the losers bracket and after our lose in the winners bracket, but we think we could do better. بنرحب طبعا باللاعب اليا من فريق نافي بعد الاداء الاسطوري باليوم الاول من اللوزرز براكت، وحبينا ناخذ رايه. اول شيء مبروك على الفوز بخريطه الميرامار، لكن خلينا ناخذ رايك انه بما انه انتم يعني شكلكم خلينا نقول طلعتوا مرتاحين او مبين عليكم مرتاحين كثير خلال اليوم الاول، فشو حتكون الخطه لليوم الثاني؟ ورده كان انه يس هو في اليوم الاول من الوينرز براكت واليوم الثاني كمان مروا بمشاكل عديده، لكن المره هاي حيكونوا لاعبين بهداوه اكثر وحيركزوا على الشغلات اللي يمكن يشتغلوا عليها. وغير هيك لسه قدامهم كمان 6 مباريات باليوم الثاني. Now, Ali, you kind of already mentioned the winners bracket. You've bounced back from that really well today, for sure. So, did you change anything from yesterday to now, or did you come in, do you feel, just with a better mentality to kind of attack the day? Вы что-то изменили после вчерашней игры? То есть ты сказал, что вы как бы вернулись обратно после losers брекета, после winners брекета. Что у вас изменилось? Ну, у нас были те же самые проблемы, что и в групп-стейдже. И они продолжились в виннер-сетке, просто групп-стейдж нам больше везло зонами. И вот мы выяснили наши проблемы и вот работали, разговаривали, как пофиксить, как исправить наши проблемы в ближайшее время, чтобы играть дальше лучше. So we had almost the same problems as in the group stage, but now we just spoke about it and we fixed all our troubles, let's say. Yes. So. حابين ناخذ رايه مقارنه خلينا نقول المباريات وادائهم باللوزرز براكت مقارنه بالوينرز براكت، فانه ايش كانت التغييرات، ايش الشغلات اللي اشتغلوا عليها، او هل انتم مثلا راضيين بالاداء اللي قدمتوه خلال المباريات السابقه؟ رده كان انه مروا بمشاكل في الوينرز براكت تقريبا بنفس الشغلات اللي مروا فيها خلال مرحله الجروب ستيج، لكن حلوا هاي المشاكل، عرفوا بالضبط ايش الشغلات اللي عم بتعيقهم من ناحيه الروتيشنات وهي الامور، وحيرجعوا باليوم الثاني من الوينرز براكت ويشوفوا اذا حيقدروا يتاهلوا برضه للتوب 8 لنهائيات الكبرى. Well, Alia, thank you so much for joining us in your post-day interview. Like we've already said before, only your first day in the losers bracket, and tomorrow we've got one more to try and make it through, but I'm sure you have the capability. And with that being said, we're going to close out the day. Thank you so much for joining us here on the main stage. We've had an absolute corker of a day, as we say in the UK, and there's plenty of matches to come, and the grand finals later on. So much action to sink your teeth into. Thank you so much for watching and supporting all of your favourite teams and players. It really has been phenomenal for all of us. Thank you to the talent, thank you to the players and the production for
all of your hard work. You're all amazing. So, from us here at the main stage, my name is Banks, and this is Sandstorm, and we will see you tomorrow for the final day of the Losers Bracket. نشكركم أعزائي المشاهدين والمتابعين على تواجدكم معنا إن كنتم متواجدين في المسرح في بوليفارد الرياض أو كنتم متابعينا على الأونلاين ستريمز. لكن بإذن الله بكرة اليوم الثاني والأخير من مرحلة اللوزرز براكت أخيرا حنعرف مين الثمان فرق اللي حتنضم للجراند فاينلز ونشوف مين حيكون بيشارك معنا ويلعب على جوائز قيمتها 2 مليون دولار. نشكركم على المتابعة، نراكم بكرة بإذن الله، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Face on the ground, still we so proud. Just look at the crowd, making some noise, making some sound. We had a choice, they're hearing us now.
us down, face on the ground, but still we so proud. Just look at the crowd, making some noise, making some sound. We ain't got a choice, they're hearing us now. Dragging us down, face on the ground, but still we so proud. Just look at the crowd, making some noise, making some sound. We ain't got a choice, they're hearing us now. Paradise, we dirt in our eyes for us.
Володя. Ассаламу алейкум. Здорово. Чё ты там? Домой. Примечал. Это звук у меня еще в ушах. Приехал этот парнишка с Москвы, который общий знакомый. На меня На него ссылки кидает, я просто даже звать его, если честно, сейчас даже ну, забыл я. Флешки тоже соперникам так кинул. Он сразу, он только с дафа вылез, ебать, такой, это что ты, пролетарская, короче. Вот, типа. Пацан, давай проверим. На себе проверим. Ногти меня даешь? Мне Чё оптика. базарит? А? Чё базарит? Ничего, просто нашел, ну, типа, мало бабок нашел. Вижу, что на твоей экране ты... А он уходит оттуда? Да. Потому что я вот выжидаю оптику, понял? А чё вы не сказали, я где-то уже несколько... Да сегодня, ебать, 6 человек вообще уволилось, ну. Привет, Серег. У меня одна шестерка, я нашел только и все. Не, я говорю, он говорит, ему оптика нужна, сказали бы, что надо... Ислам, смотри, что говорит. Ислам, знаешь, что говорит? У меня, говорит, Пацан сварщик был, ебать, тоже, тоже нахуй подскочил по собственному нахуй желанию, нашел где-то 150 зарплата. Сварщик, если рукастый, то да. Ну он, да, он приехал, говорит, я прошел тест, швы посмотрели, говорит, да, нас устраивает. Меримон, насчет слота спорный вопрос. Сейчас Манс, короче, либо домой поедет, либо поедет там кресло смотреть. Короче, не знаю я, честно. Вот. Манс сказал полчаса, возможно, я дома буду. Хороший сам, не в городе, да? Я стример, мне нельзя за руль, я должен общаться. Надо, я вас в яму сейчас отведу. Поэтому мы даже на Видеокапте никого даже не взяли. Скажи, хоть раз ты его... Ты там, ебать, язык учишь? Да, не в яму хотел нас загнать. Какой? Стримера. Соседской республики, блин. Не, стримера Мухаммада Смит. Ты сам, не знаешь, что интересно? Не, ну, на Ходунке, как ты в детстве вот ездил, мне интересно? Я не знаю, как ты слышишь. Вообще, боже, алейкум ассалам. Ходунок, Ходунок. А кто там? Не знаю, почему он. Мериман. Кто? Мериман. Ну, мне слышно все через тебя, я имею в виду. Тут еще Рамзан не отписался, он будет к 8 или к 10, или вообще не будет, как вчера. Короче, я не знаю пока насчет слота, честно сказать. Куда мне ехать, Русланбек? Сюда заехать? Вот здесь люди. Да не, вот сюда на тройку заедай сам. Файт на нас спереди. Z-ку нажми, там люди есть, Z-ку нажми. Ислам, сюда к углу, Ислам, в угол. Меня слышно сейчас? Да. Нормально? Ну как, пойдет. Не торопитесь. Мы можем подойти. Вот здесь человек, вот здесь, можем убить его, не наверх. Слева в кемпах тоже есть. Я могу на крыше нокнуть. Слева в кемпах? Вот здесь в опане. Они уехали, ман. Вот они, вот здесь чел. Давай, долби его тогда. Он на 1 хп. Подождите, он сейчас станет. Да, не, да. Вот он бежит.
нас со спины. Дал одному хит в спине. Какие А? Нет, сейчас Я же очень вам плохо. это говорю, давайте зайдем в эти. Да. Надо было просто кем зайти и потом стрелять. Я же это говорил. А? Тебя не слышно, если чё. Когда мы подъехали, эти с кемпа наверх поднялись, их не было уже в кемпу. Он что, угол на меня берет? Возможно. Ползи. Ты думаешь, его тиммейт? Ну да. Он же, по идее, меня не видит, правильно? Правильно. Раз. Да-да. Слышно? Вот, сейчас да. Сейчас слышно? Нет смысла. Да. Он мне помогает. Угу. Валейкум ассалам, Омар. Наушники отъезжают. Ну да. Ой! Ты разговариваешь и фонит. Это баг игры! Это баг игры! За слова Ну отвечаю! как, знаешь, как вот раньше игры. 3,5 вход, когда это ты баг шевелишь, вот игры, это я вам типа репение, понял? Отвечаю чисто в голову, я дала. Ну и начал слышать опять, вот кого ты там смотришь. Да, это будет сюда слышно. Не знаю, когда фиксить. Мало ли там клац. Сейчас что? Алло. По нему работает, как я понял, да? Шалеть на его хп по-братски, я ему как дал. Я сейчас стрим перезапущу, подожди. Майл, ты этот... Биджо, тебе сколько осталось? Ты сделал это? Я не знаю, брат, клянусь, вот повтор, если даже посмотреть, видно, что у меня все, короче, вот ничего не трогаю, на голове. Но он, наверное, сдвинулся. Я сейчас пересмотрю, подожди. Клип сделал кто-нибудь? Ой, блин. Да сделал, но... А ты знаешь, что сделаем? Отвяжи. Этот... Там... Короче, где надо было отвязать шайбу? Подожди. Когда в дропсы заходишь, наградой... Там что надо было вообще привязать там? Крафтон. Да, тебе надо, короче, отвязать и потом привязать крафтон, и все. Отвязать не надо, там внизу пишется. Не, он не может, типа, забрать. Он говорит, типа... Я тоже не мог, я сегодня все сделал. Там круг такой стоит, как рефреш, понял? Нажимаешь туда и заново просто привязываешь туда. Заходишь и заново привязываешь. Услышал, Биджо? Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Хочу я. Хотя ладно, давай сейчас попробуем. Подожди, сейчас пока катка будет искаться. Ну давай, реально мне интересно.
Фу-фу-фу-фу. Готовы? А? Ажим опять ва алейкум ассалам. А есть? Давай, Снас, сейчас посмотрим на замедленном, подожди. Мне реально интересно. Да, видно, что Почему ты... качество такое хреново? Вот смотри. Посмотри. Ну, ничего, пролетки. Вот как это работает? Да Как? хрен знает. Ну посмотри по-братски. Блин, что я сделал-то? Ладно, сейчас смотрите. Хрен его знает. Давайте шелково. Давай уже, хорошо. Тут ты с типчиком базарил. Мне там одну историю приколол, но я мне не знал вообще. Он там встрял на 200 смотри. косарей в Ростове. Вот смотри, смотри, смотри. Вот. Вот где Ну, крестовина? его, короче, жестко подставили. А подставил Вот там где тип один, крестовина, за видите? которого Смотри. впрягся наш знакомый, который говорит, он ровный чел. Вы же видели, крестовина вот здесь вот была. Ты в момент Типа я за него отвечаю. Да, не дернул я. привычка такая. Не, а он Ну это вояка, крученная, короче. это крученная у Понял, меня, пац. да. В Ростове, короче, там что-то с телефоном суета была. Что купить телефон хотел этот тип. Но ему отдал трубку, и он начал резаться, короче, понял, айфон. Он говорит, мне бабки были нужны. А наш знакомый кричит, что он ровный тип, я с ним двигаюсь, типа он не кинет ничего, короче. В итоге, короче, денег нет, трубки нет. Он говорит, давай трубку обратно. Он говорит, ну приезжай в Ростов, забирай, короче. Он приезжает в Ростов, до него, понял. Он оставляет этого типа общего нашего знакомого. Говорит, ты оставляет, ты побудь, говорит, у меня на хате, говорит. Ага. Мы, говорит, поехали с тобой за телефон. Он выходит с машины, был еще один чел, короче, выходит с машины, он говорит, на, подержи сумку, говорит, я сейчас зайду, заберу. Дает ему сумку и заходит во двор, а во дворе уже опера стоит. Короче, 200 рублей он срезался, понял, с этой темы. Сумки там таблы, не таблы были такое. Суть не вам. И потом еще тип этот звонит, знакомый же даже говорит, что он в гусарке, типа там что-то слил кого-то. Пацанчик этот, я говорю, слышь, как он вообще, говорю, рот нахуй может открывать, говорю, если он кричал, что это тип ровный, говорю, это сука, говорю, блядская, говорю, поступки делает. Говорю, я за такое, говорю, конечно, не знал, говорю, вообще, я знал, что там с трубкой что-то там, бабки не отдают, что-то такое, понял. За эту тему не, говорю, ну приедешь, говорю, подтянем, говорю, пообщаемся, как так, говорю. А он говорит, он потом... Он мусорам отдал 200, да, чтобы отмазаться, короче. Да, но он вояка, братан, он не варик было вообще никак. Ну я понял. Так мусора крепанули всех или просто это была подстава? Подстава его и все. Его начали бить, а он просто развернулся, тот тип, который был с ним, и ушел. Угу. Ну, прям там сказали, что тебя выпили. И это... Что я говорил, забыл. Я забыл, прикинь, что говорил. Че, забрали его, побили, 200 рублей договорился. И пацак этому, который наш общий знакомый, когда кричал, что он ровный тип. Потом через 2 месяца, через месяц пишет, когда он уже ровненький, братан, да, ты прав, он говорит, сука, говорит, такая вот. Типа я не в курсе был, да? Да. Я говорю, да что он, говорю, хуйню несет, как он был не в курсе, говорю, он не двигался. Я не удивлюсь, копейку с этого поимел, ебать. Да не дай бог, если мы узнаем, что копейку, нахуй, мы его порвем прям тут. Он себя преподносит этим ровным типом, понял. Я просто и знаю его давно, говорю, блядь, как он мог вообще говорить, типа. А они, Коля и этот тип, типа, они вообще там выросли вместе, понял. А ебать, сейчас этого, я понял, это уже неудивительно, ебать. Просто, блядь, как... Хаус тоже был, ебать, в кентах с детства, хули 9 лет лупанули, нахуй.
Ну, Чао с мужиком сел, он сел, блядь, и отсидел, нахуй, понимаешь, что Ну и да, никого за но собой я не имею в потянул. виду, ну так он, кенты, что же, друзья, ебать, с детства, нахуй. Чаус, да, Чаус. Я вообще говорю за друзей. Ебал я в рот таких друзей, нахуй. Ух ты, блядь, вот это я кушал. Ты попробуй, Вот бицы игра, проходят у аптека. тебя, бицы проходят. А у него тоже нету аптечки. Ну, это все равно, знаешь как, это... Я могу тебя утешить. Не, с этой хуйней вообще сейчас Али ебать. редкий гость, короче. Балуйся, я имею в виду. Пипец у тебя. Нет. Это вообще другие. Исаев, Я не говорю за тебя, я У нас, вообще. смотри, стрим идет. Опять, короче, моросит все. Не понял. Не, я не за тебя, я вообще говорю. По-братски, как сейчас будет? Этих твоих-то ела, что ли? Бичо, Бичо, где ты мне писал? А нет, тебе надо до 5К добить. Этот значок, короче, за бицы. Я сейчас со второго аккаунта дойду. Не, ну вчера хороший челлендж был. Ой, не челлендж, а этот, как это? Какая разница? А нет, тут жесткий слив идет. Да пипец, ты так сказал, как будто у тебя там бриллиант. Не обязательно же бриллиантом будет. Не, вы просто не играете сейчас. Руслан, мы всегда мы всегда так нахи играем, мы не паримся, брат. Не, я тоже не парюсь, я говорю, ну ты вообще не играешь. Ну ты шляпу сделал. Ашале, ты шляпу сделал. В тебя Сайган, что ли, селился? Нет, ты говоришь, за будкой, потом там вдоль забора убегает, я смотрю, он вообще там спрятался, заныкался, ты дезинфу дал, и в итоге... Не, он выпрыгнул, Мамад. Это я услышал, это я услышал. Через будку за забор встал, я говорю, за забором. Так где будка и где забор? Он вообще от будки справее, короче, через забор был. Ты сам себя, короче, задезинформировал, и плюс еще... мне сейчас по той методике повтор зайти, давай не будем. Меня пригласите лучше. А мы что, твой другой аккаунт знаем? Да, там Элпон ник просто. Аюп играет 3 КД, 440 Не КДР. надо ник поменять, в натуре уже Элпон, Ипон, нету в сети тебя. Да. Хорошо или плохо, я просто не... Хорошо. Одна N? Ну, мы с тобой в 1 КД играем, плюс-минус. Элпон, приколи. Айфон, да. У тебя бронза 2, чел. А как-то? Сейчас ты чуть пообщаешься с зрителями, с видео, не с видео, туда через тот зайду. Не, я уже все закончил. Ислам тоже, да? Улетел куда-то, вообще непонятно. Я всегда туда падаю. Теперь еще ты виноват, приколи. Вот ты индеец, Ислам. Я подойду. Что он говорит? Не, он всегда реально туда падает. Не, если команда куда-то падает, он туда почему падает? Потому что мы падаем мелко на линию, всегда так падаем. Всегда так играем и всегда выживаем, кто-то меня руками. Давай. Маме, что там стало? Давай. Я лучше барака, что ты на остановке? Что ты говоришь, Ислам? А что ты на остановке лучше? Да, абриолеты, это подвида, это... Так, да. Шарет, у тебя хоть что, это же карты в аресте. Такой молодой, уже карты в Третьего лица аресте. бомба бывает, когда на машине едешь. Да. Пойдем жду слот от Мухаммада. Че, на школу? Мерин, Серег, лучше, я не знаю, лучше не жди. Бичо тоже на туре чат заходит и резко пропадает. Может он играет? Я Че, на школу, не хочу починки? обнадеживать, еще что-то.
Ясно. Я вообще, честно сказать, в Valorant хочу залететь просто. Посмотрим. А ты куда хочешь? Вообще без разницы. Он сейчас с левого аккаунта зашел, теперь по чинке хочется, понял? Вая. Где эти бедолаги наши? Не, Ну-ка. у меня мотиватор еще не подошел, поэтому я не могу играть. Ты же видел, Мухаммад, вчера после мотиватора или позавчера это было, что Что за мотиватор? один рак, да, сильнейший, который в эту игру за лет 10 не Салехова, если я скажу, начинайте, это будет типа байт с моей стороны, да, считаться, или нагло. Когда-нибудь в PUBG А саппорта так, видел вообще? даже не знаю, если у тебя друг баракатная рука, брат, можешь там, да, машалла, ты начнешь и тут бац, короче, да, типа пойдет, кто знает, кто знает. Вот этот один в наглую с тобой летит, мама, если что. А О. вот этот в наглую со мной летит. Сейчас Со мной еще нет скажешь, что никого? он всегда сюда падает. А я не падаю, что ли, всегда сюда, мама? Патронов нету, выставил. А, да, и сам туда всегда падает. Да, этот еще адвокат подключается. Не, я серьезно говорю, я того рот серьезно говорю. А, ты чисто это, да? Ну я же не байчу, брат. Я раньше мог там для хахашки, понял? Забайтить, короче. В плане сабок, понял? Так. То с приколом, короче, я так думал. Донат это такое, короче. Добровольное пожертвование. С тобой летел, куда делся? Без. Ты Байта, аккуратней я там, так мама, скажу. напротив у тебя в доме может быть. Я его не слышу. Ты можешь, знаешь как, начать. Потом может кто-то реально к эстафете присоединиться. Тогда Николай. И потом уже под конец, короче, добьешь, типа, понял, Николай, округлишь. с Николаем вместе мы двигаем. Бомбовый, да, я придумал? То есть у тебя и первый, и последний донат будет. То есть за тобой остается и первое слово, и последнее, приколи. Представляешь, как я это? Уже нормально. Будет. Оружие. Русланбек, он точно у меня падал? Да, он Один летел тоже там. летел. Вот что он. Ну, мог чуть бэкнуть, я не знаю. Всякое бывает в этой игре. Потому что я вообще ничего не слышу. Ну, значит, дальше упал от тебя. У меня почти такая же суета, Или как у может тебя, своя упал так и нет. сидит, короче, понял? У меня? Дверь закрыта там. Лёва кого-то убивает. Да, Лёва симпай. Если сейчас он где-то на первом этаже забрал дробаш и сидит крысит, я пойду в Valorant. Да, я в Valorant пойду. Что ты, Егорий, как тебе в целом дела-то? Деник не едет домой, походу. Да, для нас очень хорошо, если его едут. У нас на Ирангеле очень много плеев откроется, потому что они мешают нам. Со своим, блядь, тупым сплитом на Ирангеле, как они лутают. Еще, типа, контестились с нами на праках до турнира. Все время ставят спот свой напрямую, то что они его лутают, но они его на официалках вообще не падают, они боятся драться. Но назят. Поэтому, если они не пройдут финал, то для нас прям охуенно будет на Ирангеле. Мы пошире будем лутаться и играть. Всем вам пиздат. Чел забустился. У тебя, что ли?
Не, он где-то за желтый упал. Что заходи, Володь, может обычку побегать. Айса, у меня звук какой-то тихий. Не слышно вас, блядь? Самолет летит, вертолет куда Нет, летит? из-за этого вертушки не слышу ничего. Один вот этом в тюрьме был, справа смоки какие-то. Он, наверное, просто засухарился, понял? Возможно. Он чисто на крысу играет. Шарик, ва алейкум ассалам. Володь. Ладно, я к вам ухожу. Подожди, может шар здесь есть? Что я понял, он вот здесь. Был, по крайней мере. Без головы, каску снял ему в коридоре. Эти вертолет вызвали. Слева. Все, его не рашим, дал знать, что он дробовик. Вертолет летит сейчас, вот это будет на вертолете 5. Ага, он убежал. Постараемся с ними что-то сделать. Будем стрелять по вертолету. Да. Володя. Да не, Русланбек, иди, оставь. На втором интересно. Да. В коридоре моей. Молик дал. Я хаешку даю. Он должен гореть. Горел. Я хаешку дал на него. У меня звук. Ага, вот здесь. Вот у этой хаты. У какой Ага, хаты? вот у меня вот на желтой. Окей. На втором, да? Лево Сейчас, подожди. смотрю тебя. На первом. Вроде сейчас на второй поднялся. Пушим? Подождите, Я хаяки зону дай дал. сюда. Я зону дал. Он сейчас выпрыгнет где-нибудь. Мухаммед. Он с этой стороны сидит. Я молотов дам, его. Да не, уже. А кто-то тачку взял. Кто-то кидает. Мухаммед тут внутри. Ва алейкум ассалам. Ой, Рэмби, подожди, Рэмби, кто-то знакомый ник Рэмби. Который аптечкой сразу спал. Иди там у Русланбека забери. Ко мне не иди, у меня ничего нет. Видеть тебя не хочу. Кто это? Володя. Володя не слышно. Сейчас, Где Володя? Сейчас узнаем где. Да, брат, тебя очень давно не было. Нам парашют нужен, либо тачка. Ладно, я побежал, короче, в сторону моста, может, там найду. Короче,
Давайте так. Рамзан сказал, что не будет. Тогда Мериман зайдет. Но потом, как Манс придет, короче, он тогда уступит. Все. Рамзан опять пропал, прикинь. Все заложено минутами. Охренеть, эта зона. Ва алейкум ассалам. Поищите парашют, аптеки поищите, я тачку поищу, приеду. Короче говоря, идем играть с Мухаммадом. Окей. Значит, мы меняем вот это, убираем, ставим ранкет. Готово. Да, Лёва тоже тут. Заходим на YouTube. Ну да, мы же за красивые глазки же не выдаем. Видео. Серьезно? Нет же, не было, тоже забрал всё. Алейкум ассалам. Так чё ты? Не ру. Европа. Пакистан, я одну штуку забрал там. Там 2 штучки были, какую одну? Ладно, иди сюда. Я не хочу, я уже все. Что за зона? Очки не нужны. Да ладно, чё, у Мухаммада стрим лопнулся? Нет, от этого все нормально. У Мухаммада F5 ясно. У Мухаммада F5. Ждем. Капец. Опять, короче, стрим. Было в одной тачке ехать, ну. Привет всем. Едешь, если на меня едешь. Сколько аптек, Ислам? 0. Да ну насмерть. Бинтов сколько? 30 штук. Дай мне тоже 15. Ага, сейчас разгону. Там, все аптеки у меня забрал, да? Ничего, даже тебя не тронули мы. Я сейчас подойду. Надо было аптечку дать, потом ты давай ехать, не? А сейчас третья фаза дойдет, вообще больно же будет, да? Да. Главное, чтобы мы сейчас не перевернулись. Я бы не доедем.
У тебя аптечка есть? Одна. Вот это нет. А, мои 30 битов, если было бы, я успел. Не, Ислам, ты по-любому встрял. Я выжил бы, если у меня мои 30 бинтов было бы. Да не, у тебя их вообще не было же. Какие 30 бинтов, о чем речь вообще идет? А самое главное, что до бензина хотя бы хватило доехать. Нажми на этот shift уже, да. Да я на шифте еду, брат мой. Серьезно? Да. Вроде успеваем, если вот эти зазончики нас не убьют. Трупа нету тут. 2 бита осталось. Крутишь, Ису, доезжаем за слова, отвечаю, доезжаем, Ису! Ой, как больно она бить начала. Последний бит. Всё. Ошалеть мы, как Сейчас. доехали. Вон напротив люди есть, если что. Ой, бинты есть. Мы как выжили. Даже. Вот эти люди, которые не знают, что мы тут есть, мы их сейчас убьем. Не стреляй, Господи, пока я АФК стоит, отхилюсь. я могу тут нокнуть. Подожди, я тоже с тобой Давай обоих посмотрю. нокнем. Давай, ты первого, я Я второго. лево. Давай Я я левого. первого тогда. Подожди. Ну подожди, да. А, может закидать их? Постарайся, я бинтуюсь. Да, долетит или нет. Я налево перебегу, если Давай, что. давай. В хате есть челик, прикинь. Хороший, Ису. Хилки есть. 2 аптечки мне. Эти двое в дом зашли, да? Да. Тачки минус колесо. По-моему, они или будки, или дом. Лёва, да бум, они вот здесь. Ух Вообще ты, не мне с бегает. горы дали. Надо мной Ислам есть, можешь их посмотреть? Над тобой? Да. Да, выйти. Смоки кидают. Хотят, что ли, меня? Да, с не коньком вижу. сидит на моем месте. Вы как доехали? Ну так вот, да, на мужика. Я уже думал, Нет, что деревья, типа... короче, не видно. Я думал, за другими игроками уже наблюдаю. На одном бите они доехали. Кстати, что-то сели, вообще не пикает, Русланбек. Ну, А это мы их смог один отбили. кинули, да, тебе? Нет, сверху. Это Что, не кто сверху? сейчас издалека кто-то шмаляет ко мне? Да, минус тачка. Зона Вот на тоже камне, упала. тип. Это, мы что будем Вот делать? здесь Будем задели. малышня. Я не знаю, если как-то сможем к ним подняться, поднимемся, но они нас смотрят. А вот эти левые непонятно, что делают, не видно их. А, понятно. А, это Всё, светлая. у тебя нет уже. Симпа, да, сидит с только Хариконом. смотрю. А Зум ну, симпай, они там наверху. Они не фулл стаком там. Наверное. И, Только не по-моему, забывай. спину душат.
С плитом играет, по. Да, я поэтому вышел. Их закидывают еще сюда. Куда ты Вот я как раз стреляешь? смотрел. Твою мать, блядь. Я 3 часа смотрел, не высовывались. Только не X4. Дай до X4. Это Лева, по-моему, стреляет, вот я слева. Как же он меня задолбал за слова, отвечаю. Да, он знал. Я же сказал, это Лева, они стреляют издалека. Да не, это читаки, надо всем репорт дать. Это Лева стрелял по тебе, да, издалека. Не, ну мы как выжили там. Можешь prediction запустить? Сколько за 6-часовой стрим? У меня свет моргнет. Это выгребится. Один раз уже, да. Ну, не свет, а бесперебойник. Реально, если задуматься, это... А не вариант выключить просто этот перебойник? Когда свет перезагружается, вот я же про это и говорю, Руслан. Алло, чел, да? Да, если я системник подключаю напрямую в розетку, у меня вырубается свет. Ну, перезагружается, да, скажем. А когда я системник втыкаю в Может, у бесперебойник... вас дома с током что-то непорядки, мама? Это ислам. Не у нас домом, это вообще у всех это беда. Я же имею в виду дом чуть-чуть. Порой днем, знаешь, ислам, 150, 160 входящие бывает. Вот приколись, 100, сколько там этих вольт. Это же вообще бред. Пригу финиш, Мухаммад? Да, ша, я пока у меня. PUBG Plus ain't. Isla. Ой. Megan Fox yok hafı cihaz var. Того она. Где еще? Bizim değil mi oğlum? Да. Вот сейчас, смотри, я зайду миссис, смотри, и запустится, смотри. Угу. Томбек, поехали на Сосновку быстро. Кстати, бичи, посмотри как бомжи вокруг бегают. А что, они не могут сесть к тебе? Не. Только кто команде. Прикинь. Сейчас Где мы сейчас были за это, если там сейчас же позицию возьмем? 107 километров в час она только едет, что ли. Мягана.
А у нас 4-й появился, да? Да, Русланбек, это Серега, это Русланбек. Очень приятно. Серый. Приморск? Чё, на Сосновку? Алло, чел. Ты школу хочешь? Да. Ты чё, вот последние вот 2 катки на турике насмотрелся и думаешь, сейчас туда зона будет пробовать? Да. Да не, Русланбек, мы обычно Ясную Поляну, Северный, Георгополь, Мильту, Приморск, такие, понял? Как сейчас, да? За зоной С нами никого в школу может Они сюда. узнали, что мы сюда летим, понял? Все в рожок, в общаге улетели. Разлетелись, да? Курят. Сыким. Русланбек, а как ты оплатил, короче, галку? Ну, просто. Ну, с турецкой карты? Да. А чё я не смог? Не знаю. Да, люди сейчас говорят, типа, если я зайду с твоего, ну, типа, кто может оплачивать, допустим, а если он со своего телефона просто зайдет на твой аккаунт и оплатит тебе, так тоже работает. Ну, и штерхас. Ну, так же сделал. Я сейчас бизнес открыл, 10 тысяч за галку. Не, самый прикол. У меня уже душа. Сайрам, прикинь, звонит, говорит, мне тоже галку сделай, говорит, я тоже хочу там подвигаться в инстаграме. Да не говори, серьезно? Да, я ему говорю, ты чё старый уже, тебе зачем это, Сайрам? Он говорит, это Аста, говорит, я старый, не старый, галку сделай мне. Не, или как он начинает? Не. Смотри. Миник на точке. Прицелов не было, хотя... Это что за точечный авиаудар у меня сейчас был? Один перебегает сюда. Интересно, этот ган оставьте там сверху, только не забирайте. Твой ган, не знаю, я тут ган найти не мог. Один свой на дороге не стоит. Подожди, а где мой ган? Вот же МК лежит. Тоже не знаю. Где это? X хотя бы был тут? Зеленые метки стреляют. X тут. Да, смотри, я вот его сейчас минусну. Стреляй, Русланбек. Стреляй, Русланбек, но ты не попадаешь. «190» сделай, мама, дистанцию, прямо падает. На дом.
Мне кажется, нам надо их... Нет, ты вообще борщишь, мам. Сказал 190. 190. Ну? На крыше один. Вот, пластовый, видишь, 190. Ты линейкой посчитал? На крыше. Ну пикни. Он забежал внутрь, дверь так. Вот в этой двушке типа есть. Окей, я перебегаю, была, не была. Ага. Вот сейчас вот вырубился у меня бесперебойник. Покнул его. Видимо, сейчас у меня свет вырубится. Туда надо зайти, если он один там на желтой, я его нокнул. Решим. Меня На слышно? желтый нокнул, да? Так. Да. К нему бегут Перебегает пацаны. С двумя хитами, я ему дал. Кто перебегает, нокнули его. Да еще бы, брат, ему с СКС, я еще старика хит дал. Ему когда хиты. Крыша. Вот здесь, вот здесь. Так. У меня за домом. Я хилюсь. А, это читак. Это читак есть. Да, да, это красавчик играет. Первый этаж, Мухаммад. Это слыха играет. Он теперь сзади дома попробуй перебежать. Крыша желтая мне не дает. Смотри, уже бегает один. На его мерил, не перебегай лучше. Не, я не побегу точно. Назад в полу ушел. Крыша желтой метки не вижу. Западный. Нету хайстенчика? Он откис. Оказалось, что Русланбек его убил. Русланбек. Русланбек. Что там, Иса? Короче, противник кинул молотов, Мухаммед его нокнул, противник кинул молотов и показалось, что ты его убил. Кто тебе пришел, такой? Как это так? Мой докис просто. Подожди. А это Мухаммед твой не докис, это Мухаммед. Это другой что ли докис? Да, это это Руслан мой Бекина докис. докис. Да ну! Али, серьезно? Да. Он его поднял все-таки? Да. Але. Надо репорт этому чепуши дать. Чепушилова. Короче, Мириам, тебе надо вот от этих ближних умереть, короче, и мы шаем толпой четвером ша. Че, рожок ко мне не идет?
А он чё не общается, мама, этот, Мэри? Не знаю, он может не знает, что он в мьюте. Капец, я столько инфы дал. Чё раньше не могли сказать, что я в муте? Блин, нам же не до этого. Я тут говорю, на крыше, второй этаж, у тебя, Мухаммед, на первом. Нормально. Завис. Мериман еще живет, что ли? Амина, Амина, 88 длина, чеким калина. У нее, короче, это... Чуть-чуть горе, она не может приколи сапки кидает, короче. Аша, да, не да, Амина, как так стало? Телефон моросит, что ли? Папки закончились. Скажи сам карту. Я искал, попробуй бицы, типа, если бицы тоже не пройдут, ну, значит, там, да. А если бицы не пройдут, значит, что-то такое. Но она не хочет по бицам, понял, там, вот этот синий значок сделать. То она застряла. Так донатами по-любому пройдут. Да. Может, донатами закинут, а я вместе... Салихову тоже надо, короче, понял, Ислам? То у него вот эта иконка. Ну да, в этом месяце у него випка будет, короче, понял? Ну тоже за бицы тоже аккуратно, значок, понял, себя сделать такой красивый. Ты вот так сидишь, Мухаммед, и девушку байтишь, да? Я про Салихову говорю, она же не девушка. Не, ну ты же говоришь, и бицы, не бицы. Не, Амину чё байтить? Аля, Амина, делаешь донатом, я закидываю потом эти тапками. Да пипец. Я же не бачу, если. Она и так. Да, я тебе потом переведу. У меня какая-то... Да пускай у тебя привязка... Мухаммад, ты можешь в Discord зайти, мне демку включить и показать? Эти улетели уже. Так, ясно, я же как вариант говорю, типа, ну мне зачем байтить, типа, все и так знают, что я не бачу. Это, тем более я выводы, короче, с Твича пока приостановил, буду копить, а то что-то, короче, мало копится. Раньше, помнишь, я знаю, когда по 5 баксов сапка стоила, что за кайф был? Реально вот. Тогда вот нормально было, прикинь. Прикинь, Аллах мне тогда на 5000 баксов, да, закинул, когда у меня положение хорошее было. Это только одному лахме, а другим сколько я кидал, фуй. Алига так. Меня зачем байтить? Я и так удаляю. Не удаляю, а уделяю, Ислам. Удаляю. Уделяю. Удаляю. Миллион, нормально, 280 семерок, приколи, Ислам, да он даже тебя перепутал. А чё? Охренеть. Мне третий рюкзак не может. Амина, 3 восьмерки грина, мы с тобой жина, араваталина, Амина. Ислам, просто вот, ты чё в голову сбредит, ты вот это, да, вот несёшь. Не, Ислам, у нее, короче, 3600. Макана нету, что ли? У нее 3600 или 3000 битцов, понял? Ей осталось каких-то 1500 битцов закинуть. И у него вот этот значок будет, короче, есть, который вот этот, типа, синенький такой, красивенький. Ислам, третье место не помирает, говорят. Это вызов, думаешь, Ислам? Или, типа, мол, Ислам, ну, ты не можешь, типа, забрать, да, она имеет в виду?
Да, я на третьем месте двигаю с тобой рядом, не хочу от тебя отрываться. Ошалеть, и сам успокойся. Да чё за пожилой флекс? Я на четвертом, она на третьем. Думаешь, на... Комародой нету никого. Мои папки. Не знаю, твои уехали? Я дома. Ты же слышал, вторую жену же можно, ты не помнишь? Помню, помню. Ну, в чем проблема? А сейчас что скажешь, Амина? Ты на четвертом месте, сзади будешь со мной, двигаться будем вместе. Слышь, Мухаммад? А вот это что дарят, вот эти... Как эти, подписки или что это, сапки? Да. Это типа, ну, ты реальные деньги потом выводишь с них? Ну, половину. Просто не Twitch половину, забирают. там. Потом еще половину Twitch забирает, потом НДС там, короче, не знаю, от души, душевную душу. Мясо, фисташки, орешки, мишки, гладиолусы. Ага, я знаю, она тебя как байтит, я, говорит, хочу, чтобы ты первый был. Ты хочешь, чтобы я был первым, чтобы ты вторым, но если я уйду первым, ты будешь третьим, тогда ты будешь слишком далеко позади меня. Вон, видишь, на горе? Нет, третьим, первым быть не вариант, потом, значит, ты будешь третьим, а Али будет вторым, а Умар будет сзади, значит, я буду далеко от тебя, понимаешь? Это неинтересно будет. Да, да. Сейчас она должна тебя догнать, не если... Я и так, говорит, буду Видишь, тем четвёртым. более на четвертом. Тем более Почему на это? четвертом. Это два впереди, сзади меня, ошалеть. Не, почему будешь? Ума один раз в месяц залетит, бац, типа, и все, и потом его не бывает. Да, в натуре, я не знаю, ты этот на себя крест поставил. Я не работает, а у меня работает. Вместе будем двигаться через работу. Лучше в зону зайди. Ой, ты слышишь? Ошалеть, это что за раки? Они что, разные, что ли? Ай! Это ж в общаге были. Походу такой же, как я. Потерял своих бойцов. Ошалеть. Минули.
Сейчас подойду. А что-то хайпауза не бывает, что ли? Да пипец, Ислам. А Руслан, Да, хайпауз не хочет там запускаться? А никого нету, чтоб хайпауз Это запустить? ты, Ислам, аноним. Да, я хотел хайпауз запустить. Вайпер, алейкум ассалам. Ну давай я сейчас. А что ты хочешь? А зачем тебе хайповоз? Я просто хочу посмотреть, как он ехать будет. А ты это не видел? Да нет. А что нет, Ислам, он к твоим ангарам летит. О! Русланбек. Марсит, что ли? Я пойду, может, найдем его. Я когда не находил тут. Русланбек. Мухаммад вылетел? Мухаммад. Все, F5. Алло. Я на зло нету Мухаммад Малика. Оставь сам, Стас. Ты зачем со мной этот упал? Скажи, побраться. Не говоришь, подключись, я сниму там. Окей. Ислам. Стеел, что ли? Дай мне это. О, Ислам. Мама, ты слышишь кого-то? Ису. Ты зачем со мной упал? Скажи, побраться. На шар есть, если что, метку поставил. Сами люди были? Не было вроде. Нету, поздно. А, Мухаммед стримлил, что ли, понятно. Да, у Мухаммада опять F5. Опять интернет улетел, я в шоке. Это какая-то, может, авария на линии там у них? Я не знаю, Там что там пожизненного, всю жизнь такая авария. Русланбек знает, да? Немало там прожил. Нету такого, что какой-то ЧП. Если ЧП какой-то будет, там на полгода вообще уберут. Мама-то, а с нами были, интересно? Не было. А кто Мухаммада убил хотя? Ису, ты его поджег, что ли? Нет. Нету. Да как я могу? Меня слышно? Да. Сейчас, да. Интернет, да не интернет, бесперебойник. Слышно меня? Да. У тебя в компе сейчас что-то сгорит такими темпами. Да. Да. Ты в курсе, да? На моторе скоро что-то сгорит. Это будет очень обидно, да. Да, Русланбек, я знаю, что обидно будет, чтобы... Это бесперебойник убрать, когда свет. Когда свет вырубается. Я, наверное, может тогда просто, не буду пока стримить, пока... Да, Не, ну когда ты не стримишь, просто мы когда сидим же, у тебя не выключается же. Пипец, Мухаммад, керта, кондиционер, шум, шуйте, Ну да.
Нету хайповоза, приколи. Почему? Величка нужна. Кто-нибудь найдет, дайте. А я просто амина не может, поэтому нету. Подожди, ты закинул, потом ты еще Мухаммед, ты закинул. сделал задачу по поводу аптечку большую заюзать? Нет, прикинь, да уже все. Я закинул, потом ты закинул, потом я еще раз анонимно закинул. Скоро надо еще кто-то что-то кинул, не? Одну подписку надо, короче. У Русланбека же тоже турецкая карта, на туре, я не знаю. Нет уже у меня мам. Сережа? Ну да. Почему? Ну, он дорого стоит, брат, потому что. Что, дорого? Карта? Да. Ну да. Сколько? 3000 лир стоит, брат, вот Киев. А, да? Ну да. Шестерка нужна? Да. Не. Да, пипец, я же не знал этого, прикинь. Ну да, ты не знал, где же там. И как можешь знать, мам, ты же деньги не считаешь. Не считал, ты хотел сказать. Да, пипец, не считаю. Интересно, среди белого дня. Ты в телефон вызвал? Это вы парашют раскрыли? No. Братишкины откуда-то. Подожди, а если я сейчас тоже попробую? Далее тут я просто не вижу, где парашют. Че, откройте парашют, полетим? У нас есть парашют? Есть Кто-то парашют же в говорил, пятишке. есть. Пятишки А, у есть. Меримана есть, да. Не, у меня нет, в пятишке лежит. Ты сам. Теперь попробуй от имени обычную. Теперь попробуй от имени обычную. Думаешь, пойдет? Не знаю. One sub, change. Вот же хайповод пошел. Не-не, еще одному надо. Вот же он пошел. А, прикинь. Вайпер закинул. Вайпер запустил все-таки от души. А я примерно знаю, что Ислам хочет сделать за слова, ты че? Наконец-то увидел это хайповоз. А ты что, вот это паровозы как запускается, ты типа не видел? Я раньше не видел. Возьмите этот парашют, полетели? Все, я ready. Что там, Амина, где? Парашют в пятишке лежит, если что. У меня есть парашют. Пятишки, да, этот парашютик? У Мухаммада есть, говорит. Мухаммад, раскройся, Дон. Буря летит, буря. Момино Бурмалдин. Эй, вы парашют не раскрыли еще? Выпрыгни, Русланбек, мне надо колеса. Да тебе не надо, успокойся. 7 секунд осталось. Вон еще тачка есть. И вон... Что там, Амина, где ты меня хотела видеть? İslam da olsa yurderesil dagmeleh çondera Daglähtä, sä lähtä katlaata döfö. Daglähti, Ислам. Эй, я запустил шар.
Ну, когда не запускал. Усамбек, беги. Куда бежать? Куда? Как А там запустил? самолет еще полчаса летит. Вы что, Wallistich, что ли? Кто там, Амина, ты где? Але. Исла, она же говорила, что она хочет, чтобы ты первый. Теперь ты скажи, что ты хочешь, чтобы она второе место заняла. Але. Писточки. Исла, Кевину ты дал? Кого я еще тут знаю? Да, Ислам, да, вала. Ты меня прям мотивацию поднял, короче. Мотивацию надо поднять! Вы скоро пробьете свой прошлый рекорд, не прекращайте поддержку. Это я уже где-то слышал. Ислам, почему теперь каждая сапка типа отдельно? Не знаю. Мухаммад опять вылетел. Не должна была, по идее. Давай, мама, на связи со своим. Мухаммад вылетел. Куда падаем? Сюда? До конца долетим, да. Пока он не зайдет. Он вылетел опять, что ли? Да, да. Короче, я один сюда бэкну, слетите с ним, все, что ко мне придет. Давай. Может, до конца, хотя даже за зоной будем до конца. На гору хочешь, Самик, четвертый или что? Не, сам, я на край зоны вот до сюда. Давай, долечу. давай, рядом. Давайте тогда все. Я думал, вы прям с ним до конца полетите. Не-не-не. Он, если быстро зайдет, успеет. Воду сейчас падать будет медленно. Ама, ты заходишь? Да. Ой, как настроение испортилось, да. Как настроение испортился, да? Лапиш, самый прикол, когда я упс вырубаю, подключаю системник напрямую в розетку, у меня вырубается свет. У тебя свет вырубается, у тебя пробки выбивает или что? Чё? 12 уровень не делаем, что ли? Даже. Кто хочет хайповоз этот, отправьте хайпочат, чтобы занять это место. Охренеть, кто хайпочат отправит, может хайповоза получить. И 1 или 100 битцов отправьте, тоже получите. Еще 2 этих есть, короче. 2 места свободных. Короче, ты встрял вечерне. Забери это, ресните меня, алло. Какой резнит тебя? Ты где, мы где? Да вы сможете, у вас тачки нету? Нету, мы же на парашюте же полетели. Ну, бегите. Типы же должны лететь на этом, на вертушке, нет разве? На вертушке, да. Не знаю, это что, еще раз или это то, что было уже? Это еще раз, Вацок. Снизу в кемпах не вижу никого. Слава, ты что, с этим смелом что-то поднял, что ли? Ну уже заходил ко мне. Тебя побрили, что ли? Жду его себя. Может, кемпы заберем вот эти вот, не хотите? Да, идем. Я не знаю, я честно клянусь без слов, у меня, я не знаю. Если бы еще меня подняли бы, конечно, было бы. А никто не додумался со мной до конца долететь, я же заходил в игру. Мэл говорил, что к тебе не зайдет. Да и не надо. Знаешь почему? Не знаю, Алла решил, лучше, Алла. мама. Знаешь он почему так говорил? Я знаю. У нас вызывают тут шар, может это?
Под нагадиной? Так вот, Ислам, смотри, почему у меня каждая шапка теперь отдельно идет. Она же раньше один раз приходила. Может, успеем их хрустнуть? Я бегу, он еще слева, другие летят. А А слева авик. самолет еще не летит, вертолет еще не летит. А куда они собрались лететь оттуда? Может это байт? Просто чтобы люди пришли? Возможно, слева авик, слышали, да? Туда люди падают в те кемпы. Или чуть-чуть дальше. Вот то падают. Значит, пока не стреляйте рядом. Вот туда наверх мы можем подняться. А они сейчас летать будут. Давайте зацелим, попробуем застроить. Да, надо. Все, взлетели. А там никто не улетел. Никто, я же говорю, это байт просто. Я вверх на зеленую поднимаюсь. Давай, там справа тип стреляет. Тихо в шаге. Они чуть дальше, если. Дальше думаешь? Да, передо мной. Хотя никто не бегает. Не бегай, он перед нами. А тут не видно его перед нами. Под бурю можно попробовать. Короче, я кондер вырубил, сейчас будем... Сам, еще раз, брат, Забежали внутрь. ТРС Хелун, да, васаю. Блин. И сюда забежали, да? Он стоит. Надо убивать его. Бежит, сейчас станет. Инста, да? Соло было вообще, да? Да. Он натурит Эллон даун. Тут типы есть еще. Он выцеливал кого-то. Да. Нельзя заходить. Аккуратнее, внутри должны быть. Все открыто тут, если что. Да. Величка здесь лежит, если надо заберите. И хае. Даже еще люди летели. Вот тут файт идет жесткий. Ага, под нами ангар файт. Бетонки? Не бетонки, а именно ангар. Дальний. Да, смог есть там. Блин, ну мы сейчас в перекрестие будет, там типы сверху справа. Вижу, вот тут бежит один. Метка. Вот. Сейчас вот эти на синие типы могут подсосаться к нам. Да, железо. Забежал в кирпичку. Вот здесь бегает. Метка. Вот сюда сейчас станет. Двое уже. Нокнул его. Что, доиграем на них? Давай. У них все равно зоны нету. У них еще и другой файт там есть. Чья, наша хае? Да, моя была. Справа реснули, по-моему. Я загружаю налево хае. Справа и слева есть. О, что люди? Еще один должен быть здесь. Отойди, я добью его.
А тут нокнутый, это не тот, который ты убил? Бай. Я не знаю, да. Один Мне труп. ассиста не дали из-за того. Ну, значит, он там где-то сидит. Вай. Кстати, бегает у меня, по-моему. Убил Да, бегает у соловья меня. У меня какого-то. бегает. Окей. Я здесь Браво. сверху буду закрывать. Он прям надо мной в третий этаж. Ушел в дальнюю комнату. На втором? Третий. С ангара типа что-то не пикают, вообще не вижу. У меня на синей метке, тип. Тачку Убил. даю. Эти вышли, по-моему. За зону вышли. Бля, он от зоны умер. А, не, да. Прикинь. Ангар бегает лево. Нам срочно надо вернуться, откуда мы пришли. Обоим шот дал, тело. Ислам. Шот Телла, да? Там двое их, короче. Соседний ангар, никого вот тут не вижу. Может его как-то занять? Два шота дал, вообще не пикает. Короче, я крутану вообще через лево. А у нас сзади внутри есть кто-то интересный мне? Не видно никого. Теперь вообще не пикает. У нас типы должны быть вот здесь, если что. Тот тип с авиком должен быть там. Эти что не пикают, или они лево Не хотят же, не хотят рисковать. Долбил вам минчик. Специально не. А, авик там уже, да, внутри? Вавик у меня в упоре, по-моему, стоит. Я не понял, откуда. Я с ЕВ, по идее. Вавик, по-моему, с этого стрелял. Не, вы не перебегите. Да чекаем лево до конца, вот она закрывается, вся эта сторона. Я с Серега. ЕВ ползу в вашу сторону. Я чекаю, браток, я чекаю. Отсюда стрелял, по-моему. А, вот вижу, на дроп бежит. Авик у меня в упоре. Есть, да, знаю. На дропе двое, на дропе двое. Соловейка убил, значит слева все уже. У меня вот горе. Кончено. И очкошники. Гар сверху будет. Ай, а откуда он дает? А, вон он на бугру стоит. Опа, не стоит, разобрать. Я бегу. Ой, человек. Он зеленый стоит. Боже, но он мертвый вообще, я тебе клянусь, он меня с третьего раза убил. Я говорю, мясо. За забором. Справа были от ангара. Вот тут за забором. Вот типа бегал. Там файт. Все, один в два остался, да? Что делаешь? Там ног был. Один да, остался. да. Но он рисать будет сейчас своего. Да. Че, у меня 2 хэшки, 2 молика. А, у меня опять микрофон замечен. Да делаешь. господи.
Один вот здесь был. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам. Привет. Здорово. Так, это у нас... Мериман. Походу в ту сторону ушли, да, Ису? Я думаю, да. Не, Сайран, бомба. Я просто слышал вот здесь, типа... Вот же Сайран вот зашел. В чате он был. Ва алейкум ассалам, Рамзан Мухаммад. Дайте по-братски. Дайте ему. Оставь себе этот по-братски. Да, на кнопку поставь, брат, мы же общаемся тут. Не, общайтесь. Я же пока доиграю. Добить, 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 добить. Хорош. Хорошо. Пушит тебя, пушит. Я понял. На греха я ему туда остались. Как ты, Вальпер? Я сейчас Русланбеку звук дам. Как уралайка, походу, куда-то вниз спустилась. Хорош. Да не, Сайран, думаешь, какие-то раки были? Я зашел, понял, мотиватор его учитель, сенсей. Я не знаю, я каждую катку, у меня свет вырубается, я умираю. Один раз за зоной, вот час за зоной умер. Каждую катку у меня комп вырубается, ну, бесперебойник. Тебе-то что? Тебе-то поинты завозят каждую. Вот же, ВДшник, это, в чате. ВД, можешь этот, в Дискорд зайти? Кое-что спросить хотел у тебя. Мухаммаду Дискорд комнату можешь любую зайти? На стриме не буду говорить. А что стало? Капец, кто-то подарил подписку. Это Ислам, походу, да, Ислам. Там просто кое-что сказать хочу ему. Это пацан стримит, да, еще? Не знаю. Зайди в любую комнату, это вода. Как тебе перейду? Напиши, когда зайдешь. Просто у меня свернутый Дискорд. Вайпер, все четко, брат. Ты как? В сервере не вырубался. Чисто чеченская тема, когда не по... вот, не то, что не по кайфу, что накрывает. Нет, не в этом дело. Тут по кайфу, не по кайфу быть не может. Мухаммед, я тебя спрашивал, не знаю, замечен нет, у тебя пробки выбивает дома или что? Да, пробки не выбивают, просто свет моросит. Этих не хватает. Погоем по своим. Сейчас я это замьючусь на секунду. Бомба опять за зоной умер. Русланбек топ за... А мне минуса дает. Еще Русланбек кричит: базара нет, тебе мой плюсы даю. Да пипец. Плюсы вы мне даете.
Мне минуса дают из-за этого конченого света. Я уже пойду готовиться. Еще одно успеешь ты, Ислам? Ничего себе. Да не успею я. Ну давай одну дам быстро. Да мы сейчас быстро умрем, чел. Может и успею. Ислам. Там Амина, знаешь, что кричит? Я теперь понял, почему она хотела, чтобы ты первое место занял. Приветствую, Энди. Она, знаешь, теперь что говорит? Забери, говорит, у Ислама и, говорит, мне отдай поинт. Типа она чисто, понял? Тобой воспользовала, чтобы ты первый занял и ей поинты. Я, честно, я бы не отдал бы. Так, вот ты попросила, он сделал. Но ты это сделала не чтобы он первое место забрал, а с целью, чтобы он эти... Да не, Ислам, да не. Ну ладно, Ислам, сам смотри, это твои поинты. А ну. Аля, диктор, цехасу. Где наша машина? Кого-то ж была. Она еще думает, что она смогла тебя это забайтить, приколи. Да ну нахуй, Ислам, 9600. Че, обнуляем, Ислам, просто? Нет, какой обнуляем? Отдаешь Амине. Че, Фуцер, мороси, что ли? Да. Зачем мне все отдавать? Давай там 3600, там 6000 оставим. А сколько у меня? 9000, да? 600 у тебя, 9600. Давай половину отдадим, половину я сожгу. Подожди, сейчас сколько у меня? Дайте меточку. Люди добрые. Да мне на эту метку по-братски, куда по кайфу падайте. Ну это понятно, Мухаммад. Ислам, Аллах Расулам, брат, за 200 сабок, я в ахерах просто. Какой 50, там 200 уже за последний, я не знаю. Ислам, у тебя сейчас 12100. Ладно, половина дай Амину. И половину сжигаем, правильно? Да. Не, и ладно, Ислам, давай так, это неправильно. Сам что хочешь делай. Сам что хочешь делай. Все, это твои поинты. Хочешь, отдам, хочешь, не отдам. Половина, одна, остальная половина я подумаю. Кому давай. У меня вот сюда челик упал. Ислам, там Алина пишет, Ислам все ищет вторую жену. Тихо там, если кто-нибудь услышит, потом... А ему разрешили, я свидетель своими ушами слышал, Исламу разрешили. Да ты что услышал там? Да ты в натуре как будто его не знаешь. Я слышал разговор, алло. А он слышал даже, как меня ругали, нормально. Не только этот разговор, да? Да. Там в натуре жесткий кипиш был, ты понял? Тут Амина поинты делит, Алина Ислама делит, короче. Она Ислама, кто с кем может поделить по-братски. Тихо, у меня тут челик бегает. Да. Что у вас, файт? Изу грохнули. Только что ты зашел, а его грохнули сразу. Пипец. Я иду Ислама спасать, нехи. Сан, где он? Да не добивают. Это. Да, он вот Здесь, тут. на зеленый чек. А стрелять тут еще вдвоем на втором этаже, я в шоке.
Нет, никогда не штуки будет. Али, это что за крысы по-братски? Проинформируй теперь, какой Все, не так будет. Вот, да, чепуха засла, отвечаю. Просто, бля, добивает и убегает. О, Мухаммада стрима опять, по-моему. Опять лёг у него. Да. Ты не можешь зеленую метку чекнуть, там чел на крыше? Я... вот это, вижу его, сейчас убью. Ты его нокнул? Да. Сейчас я пойду с ним разберусь. Тебя пушат? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Звук нужен мне. Поднимается один. Хорош. Я иду этого. Этого рисают тут. Здорово, Кент. Вижу у тебя. Под тобой прям. Вот здесь. Я думаю. Хорош. Этот наверх встал, где я был тот раз. Вижу. Да, мо. Я очень плохо пострелял, он упал вниз вот туда вот. Иду к тебе. Влево, право. Лево, метка зеленая, туда пошел. Бля. Что выключили, Мухаммад? Вот тут внизу он. Спойлер. Не вижу его нигде. Опять у него... Кибах, по-моему, на синей метке. Не? На синей, да, он? По-моему, если мне не показалось. Ну, скорее всего, он туда и убежал. Ой, на зеленый. Давай эту бурю куда идти, давай. Есть он на зеленой? Нету. А он у меня, что ли, здесь надо мной? Пойдешь со мной на раздачу? Да, подожди, я иду. Тут его нет. Что было? Что за миномет? Не понимаю. А, это с горы вообще. Он просто, наверное, на педаль дал и все. А ну пойдем на эту гору пообщаемся. Слышь, вот тут может кирпички сидеть, я ее не чекал, кстати. Ну я у него троих убил, он просто соскочил. Обиделся. Не в дискорде, я говорю, что, блядь, не слышно? Блин, да я должен был его убивать, я очень плохо пострелял. Он на стриме говорит, да, это? Да. Смотри, что у меня происходит, смотри. Смотри. Не слышно? Смотри, пиксели. У меня все, компьютер полетел, все. Вот посмотри на стриме. Брат, еще знаешь, что говорят? Все, видеокарта сгорела.
Сеть перезагрузить надо. Перезагрузить надо. Мухаммад, он знаешь еще что говорил? Мухаммад. Кто говорил? Этот, говорит, у тебя блок все нормально работает? Ислам проверял тебе? Потому что, говорит, до того, как ты поставил перебойник, у тебя этот блок, может, уже полетел от Подожди процессора, меня, не понял? торопись. Не, у меня вроде все нормально. Ислам, да, Саэл, ола, авио, театр, кисо. Да, в Я городе рисовал. парашют раскрыли. Но не могу увидеть типа, который... У нас Что за какие-то хае? хае, не знаю, не мои точно. Все, я понял, бегу. Перезагрузи комп. Подожди, Ну, сколько там поинтов? Очки делаем. Ща, Ислам. Он с коряком слева где-то стоит, стреляет. Я в шоке. Первое место, да? Вот же нормально работает у тебя. Он, оказывается, до сих пор в городе сидит. Я не вижу, откуда он стреляет. Ну, с коряка стрельба была. Вот он, бежит. Вот здесь. Ставишь на него метку, я бегу. Сколько подписок он подарил? С двумя 350. За Не падай, последний не падай, не падай. За последний час. Просто проконтроль то, чтобы он, ну, типа, не убежал. Все, вот сейчас... мы... Все, опять. Не вижу, не пикает, хилится. В нем 3 хита было. Пушит меня. На дорогу же он еще не выбежал. Выбежит, я его убью. Короче, там, слышь. Где? Блин, он лоу хп вообще. Он лоу хп. Всё, я понял. Я жду, пока он перебежит. Я слышу. У меня еще этот... Я понял. Бля, из-за этой бури вообще ничего не видно и даже не слышно. Капец, как буря отнимает. Сидит крыса. Надо было подождать, пока я дойду до него. Сейчас слышно меня? Да. Вас убили? Да. Про Бена отошел у нас. Вроде сейчас у меня Discord нормально работает. Стрим, да, их нет. Я, короче, ушел на тренировки одеваться. Ислам. Закатки, Мунса пригласите. Что делаем? Я все, половину? Половина от моих... Амини перекинь этот... Сколько у тебя сейчас? У меня там 19 тысяч, по-моему. А другие половины я посмотрю, что было.
У тебя сейчас 19600, тогда я 9600 ей даю, правильно? Да. Что там по таблице есть? Все, 9600 я выдал. Сейчас тебя обнулю. Эй, почему обнули? А, 900. 10 тысяч, да, потом 10 тысяч я выдал. Че, приглас будет или что? Да. Или вы еще играете? Не-не-не, мы в лобби. Чё, куда? Приморск? Есть кто живой вообще? Да. С нами никого. Ангар.
Кто это сейчас стрельнул? Высушил. 4х. На турике видели, как это убили? Фулл схват. А, меня не слышно, что ли? Слышно, слышно. Что за Он же не игнор? убил их, он троих нокнул. Ну, потом закрыли же их. Ну, потом, да, закрыли. Нави сегодня прям очень хорошо отыграли. Нави, твисты, да, неплохо. Достойно. Повысили вероятность того, что типа, могут попасть в виннер, вот этот гранд-финал. Шансов теперь побольше. Майкл. Компенс нужен кому-нибудь? Или Нужен, компенсатор? Нужен. Че, вы готовы ехать? Может, мы шар найдем? Как? Шар. Шар речь. Не свисти, и так денег нету на канале, в натуре свисти. У тебя на канале нету. Что это? Людей вообще нету. Так, все нормально. Манс, там чеснок тебя спрашивал. А, я здесь. Не сейчас, ну, минут 30. Я понял, да. Я этот Сайхан вроде бы ответил. Да, я ему тоже сказал, что сегодня-завтра должен. Да я вот у меня с работой сейчас вот эти моменты постоянно, понял, приходится отходить, приходить, и вот пока не получается запуститься. Сейчас хотя бы на часок запустись. Сейчас посмотрим. Потом проще будет, я тебе серьезно говорю. Да. Нет, дело не в этом, просто понял, мне даже сейчас вот между играми надо отходить, там убьют, отойти, понял, вот моменты. Ну ничего, брат, люди будут ждать, в чем проблема? Они же и так сколько отходит за этот стрим. 6х надо кому-то? 6х. Да. Нужен. Мериман, отдай. Мне вторая каска нужна, и СЛР-ка бы не помешала бы, ну ладно. Вторая каска метка. За тобой выехали уже, тебя ждут. Сейчас, брат, секунду, вторую каску найду. Вторую, да? Вторую. Не насчет. Русланбек, за руль сядь по-братски, параллельно тут. Да. Махмуд, машина. Русланбек, кого у тебя X6? Yes. Yes, of course. Ой! Тихо. Забрал ты 6х? Нет. Капец, все быстро. Ну. Я же быстро кидающий гады, не знал? Сейчас смотри, как боком там, да. Команд с Турции было, в России рыбы не хватает красной, это да. Блин, почему у меня картинка в лестницу идет? Тебя долго ждать, желтый? Эй, желтый. Так, здесь же иногда тачка бывает, не? Вот, забираете. Те, кто сзади сидят, забирают. Ты в натуре в бизнес-классе решил, да, поехал?
Куда мы едем? Может, на Да, гору вперед. сюда? Посмотрим, можно и на сюда доехать. На прок посмотреть, себя показать. Капец, поехали. Хама, ты не вылетел? Так. Интересненько, а зона тут. Сразу говорю, да. Он очень каленый, брат. Давай высушивайте. Вот здесь Вот тоже внутри есть. у нас. В ближнем доме есть один. В ближнем доме, в соседней. За домом один и в доме у нас. Он горит, он горит, он горит. Каленый нереально на мне. Мерима, на мне. Я сожжен его. Да. Сорян, братуха. Ты был хорошим воином. Не обессудь даваться. Я не успел, Нахрен мне эти две помощи надо, блин. Нахрен так играть. Нахрен так играть. Как ждал, что кто-то сейчас в спину выйдет. Подожди. Фая. Ты чё за анаконда? Что за ранку, да? Или вот это, посмотри. Я на гору еду. А ты когда на гору не ездил, ко мне в дверь стучится, моя семья подождет. Блин, она не в зоне, а рад меняется. Вот через этот мост смело можно проезжать, я думаю. Так, все ready? Are you ready, guys? Yes. Так, у нас давай. Куда мы поедем? Мы на ту сторону переезжаем сразу. Алло. Да, конечно. Да, через верх мы сыграем. Куда-нибудь сюда. Я Мансура жду, она пока. Я здесь. Там вот тачку поменять на вон ту. Мансур, баги заберешь себе? Не, заберешь. Заберу. Да пипец, у меня бензин закончился. Тачку себе найди там. А шалеть, что так быстро? Это что за неуправляемая тачка? Русланбек, по-братски чуть обзор наверх подними этот. Наверх, вот, ты в натуре руль смотришь, Давай, я не могу так ехать. Давай мне хреново подними. Да я не могу так ехать, мама. Почему? Мне неудобно так, Мансур, а вы тебя байк. Брат, рабочая суета, он параллельно давит. Мне плохо.
Да пипец, блин. Нахрен я за ним наблюдаю, вон. Нахрен надо. Нахрен так играй, в натуре, блин. Ты что-нибудь видишь? Я все вижу, брат. Ты серьезно в жизни тоже так смотришь? Нет, Я брат, Z-ку дал, у я тебя Z-ку дал. поле зрения от первого лица, походу, маленькое, да? У меня, я бы не сказал, что он Ну маленький. сколько у тебя? 90. Ну, вот, блядь, у меня 103, что ты хотел по-братски? Я весь салон вижу там. Базара не. А зачем ты 103? Ну, мне так удобнее. Мне так по кайфу, Валя. На Нам машину. стреляют с этих близнецов. Да, о. Вижу. Не вижу. Такс. Откуда он, с крыши, что ли, стреляет? А такая яма, зона, нам зоной надо будет двигаться. Они чё там стреляют так, я не понял. Успокоить их надо, что ли? А, он возле забора, слышите, парни, возле забора. Один точно возле забора. И там и возле забора, левый, правого не вижу. Ну, видел его сейчас? Сейчас не вижу. You understand? Yes. Мы не в зоне, да? Мне тачку Ну. сломали, если что, сразу говорю. Че, го чуть вперед проедем. Вот УАЗик есть. Они уехали, что-то их не видно. Нет, они там. А, там же вижу. Дал одну бошку. А, мне минуснули колеса, да, чепухи? А, это тебе пробили. Езжай, езжай, я вот этот УАЗик вот этот. Езжай, я да? Вот на горе встречают, типа, я на зетке туда играю. Жесткая суета передо мной. Тачка передо мной проезжает. По мне слева стреляют. Горящая тачка проехала передо мной. По ней кто-то даже... Слева стреляют, слева стреляют. Это со спины. Да, это спина шьет. Я здесь. Рожок стреляет. Вот, надо мной типа. Вот тут она в ангаре на углу чел был. И вот еще один. Передо мной люди. Живи. Так, пипец, подняться не могу. Да давай. Блин, они в спину закрывают. Не попадают. Трое бегут на меня. Я просто отбегаю к вам. Разменяю. Силюсь. Мне надо играть тут, наверное. Или пробуй. Один ног. Хорошо, я еще не сдал. Попробуешь поднять под ног? Я хилюсь. Сейчас. Убил мой. Смог продлить только. Да, спина мне не дает их смотреть. Хорошо. Если вы как-то резните... Дай звук. Я их не вижу. Они отошли. Бэкните так. Ног еще один. Бэкните, зоны нету, man. Ай, крутанул, чип. Бля. Вот он здесь. А уже все, не спасти их.
Они резнули, что ли, своего одного? Да, пипец. Ай-яй-яй. Еще думал, показалось, не показалось. Тайминг, ты дверь закрыл. На. Лучше я не. Лучший. Хорошо, Русланбек. Как их зона не дохавала, вообще не понимаю, который ты кинул. Так они же не там были. Да, она доставала вроде до них, нет? Так, там 4. И опять еще 3 должны быть где-то. 3 это у тех, которых у нас файт был, по-моему. Их 4 было. Ну так одного ж Ты убили. доел у них? 1, да. Если там файт идет, значит они все там. Надо как-то забежать и закрыть их. Вон флешки, не флешки. Да, у меня что за ручка здесь стоит? Сольник, да? Да. Ашали, топ-6, приколи 6 сольников. Охренеть. Да. Рамзан пишет там, я какой кайф поймал, надо уметь системой пользоваться, что-то. А 6 сольников, приколи. Они какие конченые. Сейчас подойду.
Хамад, ты с нами? Все, Русланбек, теперь с кайфом можешь лутать ангары. А я сейчас в предвкушении сижу. Вот сейчас у меня свет вырубится. Не свет, а этот бесперебойный. Я буду сейчас опять включать компьютер. Опять все заново запускать. Все, вот сейчас вот. Да, хотя уже 3 часа прошло, как мы играем PUBG, все равно. Серьезно, мы уже 3 часа играем? Ну, 2:30, короче. Ты из них Прикинь, сколько как время. играешь? Когда катки бомбовые, да, время незаметно пролетает. С нами Но у летят, меня, нет, конечно, не такой. бомбовые. Я 5-шку занимаю. Вместо ислама прыгнет, того сожгу. А, Русланбек, да, толпа падает, улетай, улетай, улетай. Да? Да. Смотри, один на пожарку. Я думаю, Нет, на я на Я здесь, пожарку если что. падаю. 5-шку скипнули. Один ангар, один ангар и 2 пожарка. Сейчас у меня свет может вырубиться, это, конечно, шок будет. Русланбек, что обещаешь, по-моему? А так? Все услышали? Двое упали пожарка, один упал ангар. Пожарку пока не вижу никого. Вижу. Вы как поживаете? Выбежал пожарка, выбежал. Да, лево, право. Забежал обратно в пожарку. Я понял. С 2 хитами в пожарке. Про меня знают. Он хотел перебежать к своему типу. Ангар не вижу. Пожалуйста. АФК все, жду ангар пока. Двое там. Без головы чел. Пилится. Ой, а как он мне дал? Будут меня пушить. Ну, Русланбек, ты сможешь? Я тогда 5-шку перебегу. Я бегу. Капец. Там один корякер, один миник. Не пушат они? Пока нет вроде. Они, скорее всего, через ангар, через пожарку придут, вот так. А пока... Да, лаук. Эти типы уже не пикаются, если что. У нас еще в спине 3 были. Вот здесь видел типа. Это вот здесь где? На желтой? Да, да, да. Да, они хотят. Я хочу обратно в свою же пожарку зайти, чтобы встретить там. Ну пойдем тогда. Здесь сядем просто, маме, зайдемся. Вот здесь вот один пикает. Да, с да, улицы. видел. 2 даже. Я Ну, здесь буду. Сзади по мне стреляет М24. Я мышь играю. Ага, уже в горе. Он хае кидает на зеленый. Пока зайдет, мама. У нас спина аккуратно. Кто-то стреляет со спины. Уйди, зона, умрешь, если хилку не нажмешь. Не, хилку делаю. Один вот здесь за тачкой с шотом.
3 шота за зеленый, на зеленый. Прямо не видно. Нам пока к нам заиграть. Я не знаю, у меня оружие торчит через стену, нет? Один по правой бежит вот за этим. Ага. Мама, ты себе спину смотри, вот вправо я буду смотреть. Вот. Да, вот этого, который слышно, я его буду смотреть. Я бы коряк хотел Там бы вызвали это, попробовать. слышите? Нет, пока не надо. А пускай уходят. Да, этих убьем, уедет. Там, кстати, заруба. А, это еще и разные? Да, там 2 склада. Я full флэш. Один здесь внутри на зеленый. А как он поднялся и знает, что я здесь? Хае на меня, мама. Прям грей и на меня двое на мне. Мерим, меня можно поднять. Бля, его нету, прикинь, его выкинуло. Кушать идут. Ты успеешь. Успел бы вообще, уже поднял бы, если сразу. Нормально я успеваю. Перекрест станем? Не пикай, не пикай! Мухаммаду выбросила. Мухаммад под потолком, смотрите, как сидит. Раз. Сейчас нормально, бурю как раз. Успеет зайти. Блин, зря ты нокнулся. Так бы мы с тобой его сейчас приняли 100%. Я зря нокнулся, говоришь? Но, да. Ты бы, если меня сразу поднял бы там, ты на первом этаже, у тебя обзора все равно что-то чекать. Меня тоже убили? Не, давай, ты у тебя буря, ты заходишь под бурю. А, я живой еще? Да, ты еще живой, да. А, ну сейчас. На Ты тройке. если сразу подбежал бы меня, ну, успели бы, я бы на перебежке успел бы словить. Они уже двое под домом были и двое. Тройка, трое типов. Тройка синяя. Они улетели же, нет? Не знаю. А, может быть и улетели. Была тройка. Так я бежал к тебе на ноге, типа, ну, как только тебя нокнули сразу. Не сразу. Ты там, пока я не сказал, ты долго сидел, может, не знал, что меня нокнули. Ну, я не видел. Пока ты не сказал, я не увидел, если честно. Я там... Это его тиммейты едут? Услышал меня? Нет. Это они были? Да. А кенты его неизвестно где. Коряк с коллиматором здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Буст! Блин, буст не мог мне помочь-то? Ну ладно. С этим сетом я, конечно, бомбово играю. Каждую катку меня выкидывает. Это настолько часто выключается свет или там просто напряжения не хватает? Короче, смотри, Манс, напряжения не хватает. У меня свет вырубался. Я купил бесперебойник, чтобы если свет будет вырубаться,
чтобы хотя бы компьютер аварийно не вырубался, понял, чтобы он у Мгм. меня не сгорел. Купил бесперебойник, поставил. В итоге у меня свет не замыкает, а выключается бесперебойник. И, соответственно, компьютер. Офигеть. То есть бесперебойник не работает, получается? Не знаю, вот не могу понять. Вчера, когда он 2-3 раза вырубился, я разозлился, вытащил из бесперебойника системник, воткнул в розетку. В таком случае у меня снова свет вырубался. Ну и компьютер плюс. То есть так и так компьютер у меня вырубается. Это плохо для компьютера. Так резко Вот обрубать. сегодня сколько раз? 6 раз, 7 раз он у меня вырубился. Вот мы 3 часа играем, я вот так вот мучаюсь. Мухаммад, Там этот GMT падает? Нет. Так что этот... После стрима там... Сделаешь тему там? Так, давай я сейчас зайду сперва. И я все равно, сейчас у меня свет уйдет, меня убьют. Как раз найдешь чем заняться. Да, найду себе увлечение. Приморск падаем? Go. Go в шаре. Квари один склад. С ними упадем, долбанем? А уже плохо падаем. Давай. Да. Ко мне падает эта тачка. Я этот кемп золотая ему. И еще одну тачку поищу. Забери меня с собой. Где лунные ночи. Остановись, алло! А, он вылетел. Да и пипец, ну вы че? По-братски. Мухаммад поехал. У него какие железные нервы. У него-то ладно, у нас тоже железные получается. Мы-то играем хотя бы. Но мы втроем играем. Он врезался в дерево. Если в тот момент, когда они ко мне заходили, он был бы в сети, то мы вообще изи их разобрали бы. Я думал, он смотрит эту сторону и не слышал ничего оттуда. Оказывается, он вообще вылетел.
Я говорю, остановись, слышь, он полетел. Мне кажется, эти типы сейчас придут к нам. Пускай. Ну, чтобы они были хорошо залутаны. А, самое главное, да? Да. Ну, чтобы не с пустыми руками. Я на лодке перееду, если что. Туда стягиваю. У нас вроде тоже Капец, как он злится сейчас. Меня убили? Ты куда-то уехал на машине, по-моему, в дерево. Просто порнулся и вышел, да, врезался. Я лостовый дам, я пойду отдохну, я колебался. Нахрен, я не могу так играть. Стрим выключи, поиграем. Брат, тут не от стрима же зависит. Стрим же, ты думаешь, стрим что ли нагружает? Не, брат, тут не стрим. Манс, а GMT надо на спендинг закинуть, правильно же, да? тебе надо его на кошелек закинуть, а потом уже... Ты точно, да, заканчиваешь? Да, брат, я не хочу, у меня в натуре, у меня сейчас компьютер сгорит. Легенда стримится, возвращается. А сколько было на счету, помнишь ты? Лям 500. Ну, я не помню, 82, по-моему. 500. 120. Ты же увидишь. 120. У нас байк тут стоит. Понимаю, мне по луту все плохо. Мансур звонил, брат? Да, брат. Сейчас я наберу. Давай. Экс. Хамут, аккуратно к тебе могут прийти. А сколько второй уровень стоит, Манс? Второй уровень чего? Камня. Ну какого? В комфорт. Ты помнишь примерно? Комфорт второй, я сейчас посмотрю прям. Смотри, сейчас 209, короче. Допустим, 40 штук я тебе перекидываю, грубо говоря. Да. Остается 159, да? Правильно я считаю? Комфорт. У нас в упоре. Дай метку. 2 тота. За камнем. 43 GMT стоит второй уровень. Ага. Короче, ну ты просто запомни 40 штук. Они у вас в упоре, да? Да. На метке смоки раскидывают. Тебе нечем стрелять, да, мама, на гору ставить со мной? У меня МК есть и 2Х, и СКС. Я это дам тебе троечку. Выключи колеса. А, они здесь что ли уже? Ну они спереди. На зеленой метка стоит, на зеленой. Капец, мне шлем нужен, шлема нет. Заберешь свою тачку, мама? Я отходил, я здесь. Что-то я никого не вижу. У вас в упоре, они зашли к вам? Нет, они на зеленой метке были. Они постреляли вообще в опене, типа им 2 шота дал, он подбежал. За камень забежал. Я АФК был. И куда-то пошел. Нет, их нету, они уехали. Го лодку заберем на сосновку. Чел. Это то еще у меня свет вырубится. У вас лодка есть, если что, манту заберете. Блин, на этот байк и бежать рисковать не хочу. Да давай на лодку. Так. Манс, а теперь через М-степом ты не сможешь, да, зайти? Или тебя скинул? Могу. Типа я то, что зашел, тебя не скинул?
А, там скинул. Тихо, у нас в упоре типы. Хилюсь. Это его друзья. Мы на ноге бежим, у нас бензин нет. Если бы я на этот байк побежал, я бы уже... Есть еще? Пока не видно. Он бежал прям за нами, но я его нокнул. Сначала. Слышу, где-то топает. Да, у меня в доме топал. Хае мне дали. Меня пушат, по-моему. Вижу. Сейчас убью его. Хорошо. Нокнул или... Убил, вайп. Вайп, да? Угу. Го, выйдите тогда инста на эту лодку, поехали. Давай я хоть залутаю этот что-нибудь. Да, мне хотя бы шлем второй, я не знаю. Я вообще ничего, ни аптечек, ничего нет. Но они тут заряжены конкретно. Миника нет там? Вот же он, миник. Вот же он. Тоже забирай, да? Миник забрал. Так у них шары есть. Да? Тачка едет. Может они на лодку сейчас приедут? На зетке катится под нас. Какой стороны? Вот здесь за забором. Дал туда хае. Рано, блин. У нас в опане чел еще стреляет. Он его каверит. Самбек, справа пойдем? Нужно зеленую, чтобы кто-то посмотрел. Не ног есть. Бля. Внутри у тебя? Бля, не нокнул. Там он будет поднимать свою. Поднимает уже. А где нокнул? Вот тут за домом. Вот за домом, вот тут поднимает свою. У меня первый нок, можно играть. Будет меня добивать идти. И один в опане не добивает. Хорошо, понятно. А где шар был? В трупе, возле забора. Возле забора. Не вот эти, которые справа, но вот тут слева. Вызываем шар? Да. Капец, 1 хп броник. У них еще один чел был. Или это не Я их? вот это ору, есть там кто-то еще у них должен быть? Я смотрел, но что-то не увидел никого. Я вообще не понял, тут два дуоса что ли получается? Дайте аптеку, бля, все забрали. Аптека нужна тебе? Да, я хочу за этот дом чекнуть. Где прицепиться? Все. Ты как в панику впал, Мериман. Ну, так я не могу найти. А я слышу, он уже близко. Прикинь, не успел бы. Ага, у нас справа, да, уже лодка. Манс, я вообще не понял. Эти типы на тачке приехали. Тот чел с опена стрелял. Это вообще кто? Эти двое бегут кушать куда?
Откуда? То, что именительный падеж получился там. Сюда упадем куда-нибудь, потому что Давай сюда вот в эта кипы. зона, она сейчас уйдет от воды. Она может, правда, и вот сюда куда-нибудь. Кто стреляет? Откуда? А, капец, у меня 7 смоков, думаю, что у меня тут набито? Броник, если будет целый, дайте мне. Аптека тебе нужна? Не, аптеки нашел, броник нужен. Броник у меня вот здесь в хате был. У входа. Мама, А, если заканчивать будешь, на меня рейд кидай. тамам. Парашютисты недалеко от нас, да, падают? Ага. Вниз куда-то, сюда падают, в ЛГ. Или вот сюда, в кемпы. Тачку слышите? Ага, на зетке байк едет. Честно, в Валоранте у меня нету этой темы. Я не знаю, как это работает. Мухаммед, уходи в кемп назад. Когда я в Валоранте, ни разу вот не было. Ну, за тачкой наметка. Колеса пробейте машину. Я пошел кушать дальше. А, приятно. Нам могут синие метки подняться, ребята, потому что они туда прилетели на парашюте. Он до сих пор, да, за тачкой нокнутый? Не, его убили. За тачкой все. Сейчас я сзади посмотрю, что там в дропе подойду. 70 патронов, ё-моё, семерки нужны. Мухаммед, возьми семерок труп, если будут. Да, нет, дроп, блин. Вот здесь дроп. Ай-яй-яй, сейчас вырубится. Блин. У Мухаммада опять это случилось. Да. Ой, блин! Прости, пожалуйста, я испугался. Заранее меня чуть не убил. Да по-братски, как с этого стрелять можно вообще? Бежит в зону вот здесь. Ай! По правой пойдут сейчас эти типы. Кого вот этого сейчас убили? Мухаммад где? Мухаммад все. Выкинул. На чили. Ой.
Нам нельзя вот этих запустить. Этот. У нас справа ребята, которые, я же тебе говорю, падали на парашюте. Вниз в кемп. Вот сюда. Они могут сейчас подсосаться к нам. Я живой? Да. Нет. Нет. Я пошел, Мухаммад. Сейчас с Мухаммада стороны приду. Ну, пойдем назад, пойдем назад. Да. Я просто в кемпе сижу на крысу. Пол крысы. Вот тут они уже близко, братан, близко с нами. Там ЛГшечка есть, они в ЛГшку туда спускались. Вот тут. Меня пушит чел. Близко, вот. Вот тут за деревом. Его нокнули. Манс, я в общем, смотри, я закинул, короче. Зук. Дерево. Подо мной. Метка дерева, чел. Хае. Кто крутил, я его убил. Еще один крутит под меня справа. Вижу. Да, моим домом. Ай-яй-яй-яй-яй. Доигрывай. У меня второй ног. Один в опане на синей метке будет, скорее всего, меня вот так бежать. Один близко Один вот у здесь. меня за домом. Да-да. Бля, лежит чепуха, просто лежит. Не, он лежит, брат, он не лежал. Чепуха. И чё, Мухаммад? Короче, я закинул, но вот этот камень сейчас как продать был? У меня вот этот сайт хреново открывается, я тебе понял? Тебе на сайте не нужно. А, не надо? Нет, конечно. Ну. Ты просто в приложении заходишь, нажимаешь. Game, ага, confirm. Так. Так, гемы, допустим, sell нажимаешь. Ага. Нажал sell? Да. И там вводишь стоимость. А я не знаю стоимость. Стоимость какой ты продаешь? Второй, вот этот, который вот мы Комфорт? говорили. Да. Он стоит 43. За 43 ровно ты его продашь. Все, 43 выставил, confirm. Так, сейчас подведу. Все, я выставил. Угу. Мне тоже ты закинул, да? Нет, сейчас буду закидывать. Там надо GSD закинуть, чтобы, короче, оттуда перекинуть. Так, все, я одну попробую катку дать в Валоранте, короче. Посмотрю, если не будет моросить. Ну, го вместе дадим. Давай. Че, все, расход? Да, братва. Небольшой. Одну-две дадим, еще валик. Ладно, спасибо за катку. Все, расход Взаимно. шляпой. Так, подождите-ка секунду. Я уже так отвык от стрима, что, короче, тяжело вообще. Да, есть такая. Там чат надо читать, еще по работе делаю параллельно. Короче, столько всего надо, нужно в спокойном положении все это делать. Так. Че у нас тут? Что, мое выйдет?
Нас тоже делают. Да. Уже на ЛГ, Макс, хуёво тут. Я тебе сразу говорю. Мы можем под засалку парней просто сесть и уехать. Где твоя машина? Как раз она У нормально. меня. Цельте нам. Цельте нам нашу. Целью. Уезжай. За камнем метка. Хорошо. Их фулка. Еще у меня по компу бегает. Я буду почка. Мне очень плохо. Браки катаются. А то у вас что там делать? А, да, вот. Это нету. Офигеть. Программа Vanguard не запущена. Программа Vanguard античит не запущена. Если вы запускаете игру первый раз, то сначала вам нужно перезагрузить компьютер, если вы часто видите. Значит, Короче, не вырубая стрим, просто перезагрузи, и у тебя потом ты включишь, стрим запустишь, у тебя он не сбросится. перезагрузить, типа, reset кнопку нажать или через компьютер? Через компьютер, да, стрим OBS или что у тебя, не трогаешь, просто типа перезагрузить, короче. Ну, у тебя стрим лапси, я не знаешь, как будет? У меня OBS. Тогда нормально. Где пробирка? На тренировке. Сейчас подойду. У Чибы катка идет. Идет на тренировках. Мура в зале был уставший, спать пошел. Остается Илыч, если будет. Джапанашка. Кто еще? Исик. Кто-нибудь из перечисленных есть в чате? Вообще есть в чате, кто в Valorant играет? Вчера были вот, но сейчас их нету, кто там вчера подписался, только понял, там по Валоранту мне показывали, объясняли. И чё, в Discord позвали, а брелок мне еще не выдали, что ли? Так, я примерным должен быть теперь, ага, понял? Вообще нельзя моросить, короче, у меня теперь в игре. Да, еще не выдали, приколи. А что ты моросил, да? Не, вообще, типа, понял, то есть я должен быть теперь примерным. Так. А ничего, вот втроем запустимся. Давай. Ничего делать, ну. Давай. Стрим все равно выключился. Почему? Не знаю. Ну, я просто перезагрузку нажал, у меня, то есть автоматически программы не включились, которые были до этого. И в браузере, и там, и там. Не знаю, у меня как только комп включается, я сразу OBS включаю, старт нажимаю. Вот у меня до сих пор, понял, 3 часа показывает. А у меня что показывает, интересно? Может, ты не сразу нажал, типа, старт? Ну, может быть и такое. Ну это, я не знаю, секунды там. Да, у меня вот сколько, 8-9 раз он все равно понял, все типа этот таймер не сбился. Короче, ладно, втроем запустимся. Так. Но все равно эту ошибку выдает. Серьезно? Да. Программа говорит, античит не запущена. Если вы запускаете игру в первый раз, ты сначала... не запустил античит сейчас? Нет. А он у тебя автоматом не выключается? Ну, не знаю, до этого никогда никакой античит не включал. А вот программы посмотри, у тебя вот Riot клиент, Riot Vanguard включены? В диспетчере? Нет, ну справа вот есть, вот где показывает, отображается. Да, включены.
И клиент, и Vanguard включен. Базара, ну. Я разве же? Чё там Это Аюб очень ответить сегодня странно. нет мне? Что сюда? Тогда, может, тогда просто выключишь и включишь, если все равно уже стрим сбросился. Что именно? Компьютер. Сейчас попробую. Сейчас я. Сейчас подойду. Ой, я не знаю. Он говорит, что Vanguard не запущена. Вот вижу, смотри. А чё Артур ББ пишет? Ты попрощался, что ли? Да, алейкум ассалам. Да, я просто видишь, так одна за другой проблемы все потихоньку решаю эти вопросы. Какой-то стрим запусти. Так, вас двое, Мухаммад, метку покажи свою. Там он, Гаджиев. Да, Гаджиев, вижу. если я Ща он заявку кинет. не ошибаюсь. Хоть ДС тоже. Может, подожди, драйверы? Дискорд запустил, подожди. Запустить. Керя, как ты? Может тогда попробуешь драйвера обновить? Да, сейчас посмотрю, есть. Он же пишет, если вы видите часто это сообщение. И вот так, как ты, как партнер Валоранта, не можешь, да, эту проблему решить? Да, я вообще ничего не могу. Не знаешь, да, как ее решать? Не. Так, сейчас я секунду подойду. Банкай, ага. Увидел. Так, пригласил. Так, Смика в чате, я сейчас подойду. Мика, заходишь в Дискорд? Играть будешь? Джапа. Чё Мика написал? Халхан. Не фул. Залетай ДС. Не фулка у нас. Сейчас солюсь. Давай. У меня то ли интернет моросит, то ли что, я не знаю. Юх. А слышно нормально меня вообще? Да. Вообще без проблем. Ты включи любой стрим, у тебя не может интернет моросить. Да я вот официально драйвера сайт захожу, он у меня просто до конца не... Twitch грузит нормально. Это у нас бывает, брат, из-за вот этого всякого. Понял? Санкционки? Да.
Так. Чай еще раз перезагружу на всякий. Мика заходит у нас. Он сейчас сольется. Угу. Пала. А, чисто из-за того, что свет улыбается, весь актив тоже ушел. Потерялся. А чё, Мехди не зашел еще? Не знаю. Не вижу его в Дискорде. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам ва баракатух. Саран, думаешь, снова молчать будет? Ну это конечно. Хамы до смех это что-то отдельное. Мига, ты начинаешь молчать из-за того, что кто-то мошнит или что? Честно только скажи. Не хочу делиться, брат. Лишний раз наговорил. Дизится? Ну да. Когда игра не идет. Да это же ерунда, когда она не идет. Ты тогда не дисся, и нас тоже не дисс, просто дай инфу. И все. Хорошо. Понял? Все понял. Или просто... Алейкум ассалам. Или если вдруг что, просто на меня сваливай, то я там через базу кручу, понял? Получилось, ман? Не знаю, сейчас захожу. Шапанашка, я вообще тебе салам давал, но ты не ответил. Когда, брат? Сейчас. Только что. А, валейкум ассалам. Не услышал? Ладно, что, закончим стрим. Нормально мы постримили. 8 часов. Все, всем спасибо, всем, кто был, всем ББ. Спасибо за подписки, за лайки. Увидимся завтра. Завтра постримим. Опять, скорее всего, папк турнир. Завтра будет опять 12 игр вроде. Или не постримим, не знаю. Может просто побегаем папк. Как пойдет, короче. Ну, в общем, 15:00 по МСК будет подруг. ББ я ушел.